Так, салям достlar. Juma muborak bo'lsin. Boshlaymiz. Efir потихоньку. Журналистам при его эфире и так далее, что это первый раз, когда стоять в пробках очень приятно для всех, в том числе. Потому что люди понимают, что Пока единственная возможность пока вот так вот начнем, короче. На политический процесс. Сегодня вечером, как раз у 15 по новостям и дальше пойдем двигаться дальше. Пока один только YouTube. Который произойдет, как сейчас, может, будем включать этот TikTok, посмотрим. Реально абсолютно несерьезно выглядит не только из-за того, что абсолютно нелегитимная власть. Вы знаете, что ни один из демократических западных стран наших партнеров не признавала итоги выборов парламента Грузии, не признают, так сказать, представители этой власти. Звонил президент Макрон, он говорил не с премьер-министром, так называемым Кобахи. Он звонил Иванишвили, правильно? Точно, это да. Иванишвили, у кого вообще никакого официального государственного... Да, Макрон разговор, это вообще очень странный формат. Разговор телефонный Макрона с Иванишвили. Это странный формат, и это указывает на то, что наконец Запад начал обозначать вещи теми именами, каково оно есть. В Грузии существует неформальная власть Иванишвили. В Грузии не гибридная демократия или что-то в этом роде, а мы уже перешли на этап, на фазу консолидации авторитаризма. Притом это все происходит гораздо быстрее, чем это происходило, допустим, в России или Беларуси. За дни, за недели это все происходит, потому что Иванишвили заказывает и вошел в спираль, так сказать, таких силовых методов, которые Грузия не видала и Тбилиси в нашей новейшей истории. Конечно, мы все помним войну в начале 90-х и так далее. Я никак не хочу проводить никакие параллели с теми временами, но прошло 30 лет. У нас государственные институты, Грузия очень серьезные шаги предпринимала в интеграции западных институтов. Мы представляли очень хорошие стандарты для всего региона в этом смысле. И люди видят сейчас, что какие-то правоохранители, у которых официальный статус, в черных вы показываете этих людей, просто ведут себя не просто брутально, они ведут себя абсолютно, у меня нету никаких слов, потому что вот представители всех профессий, представители грузинской интеллигенции, представители молодежи, все абсолютно ошарашены, шокированы теми действиями, как они себя ведут, как избивают людей, как питают после того, как их арестовывают. Больше чем 400 арестованных, из них 80% говорят, что не только говорят, это видно, медицинские сводки и так далее, что их просто питали, били и питали. Так что здесь уже не идет речь о политических вопросах. Здесь идет Грузии тоже какая-то хрень, везде, короче, какая-то фигня. И ответственные... Так, и кекеше салям. Начинаем, да? Потихоньку сейчас начнем. Вот сегодня, вы знаете, как раз вечером IPM есть в Грузии, такая социологическая служба, как раз опубликовала последние, так сказать, сутки, как население реагирует на все это. Несмотря на то, что визуально это все очень видно. Не знаю, у меня в ТикТоке эфир открылся. Наконец-то. Думал, эфир включить в ТикТоке. Будут люди, не будут. Каждый день проходят манифестации. Все-таки было очень интересно, как чисто на социологическом языке это все видно. И показало это опрос, что 65% населения поддерживает эти акции манифестации. Очень интересно.
Да, и вот молодежь с 16 до 34 лет, 76% молодежи поддерживают активно и принимают участие. Не маленькое остальное, так сказать, ниша. С 35 до 54 населения 60% поддерживают акции и принимают участие. Так что здесь уже Так, нельзя сейчас TikTok говорить о тоже том, что врубим. молодежь или кто-то... Нет. Вы знаете, в начале может быть самая активная, конечно, энергичная часть этих акций были молодежи, но после того, как люди, отцы, матери, деды, бабушки увидели, как обращаются с теми, которые должны строить новую Грузию, ну, люди очень критически настроены, и никто не то, что остановиться не собирается, а в хорошем смысле этого слова мирный процесс только что будет эскалировать, а не идти на, так сказать, успокаивание. Хотел еще раз только спросить, вот насколько важна сегодня фигура Саломе Зурабишвили, президента, и что будет дальше? Ее власть будет лишать, соответственно, статуса, регалий, как это будет развиваться? Фигура Саломе Зурабишвили центральная сейчас в политическом процессе. Она фигура, с кем разговаривают наши международные партнеры. Она фигура, которая может и консолидирует все оппозиционные политические коалиции субъекты. Она фигура, которого признают все политические игроки и признает улица. Те люди, которые стоят на улицах Тбилиси, Батуми, Гори, Сургуте, Кутайси и так далее. И она может и она должна сыграть очень важную роль. Вот этот Георгий Таргамадзе, вообще четко говорит: о, унике киши, салям, Башкортостан, салям, Татарстан, салям, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, всем салям. Которая сможет играть решающую роль, чтобы из конституционной черты не выходил этот процесс. Из конституционной черты само этот режим так, вывел Грузию, потому что вы знаете, попробовать открыть, давно не было у меня ТикТока, эфира. Сделать эфир. Этого режима, вывести Грузию из того процесса, которого очень важна для Грузии исторически, этот моментум быть использован на интеграции в ЕС. А у нас в Конституции это все записано. Так что примем такое решение, будет народ, не этот будет. Режим обманул не только своих избирателей, но и вышел из конституционных рамков. Так что конституционный порядок надо восстанавливать. И что хорошее сейчас происходит, и в чем я могу выразить, так сказать, сказать спасибо и режиму Иванишвили, самому Иванишвили и тех, которые за ними стоят. В Кремле там я читал интервью шефа внешней разведки России, да, который он дал журналу «Разведчик». Он говорил, что вот молодцы грузины, там местное правительство, Иванишвили и так далее, которые так активно дистанцируются. Так, и Кикише, салям. Да, вот ТикТок, Ютуб, короче, тут будем посмотреть, короче. Искать, Пока два канала. О, салям, брат, Уфадан. Ага. Салям, халлар. Ничегонда, Уфада. Эта власть двигает Грузию в сторону России. Да? Это уже всем понятно. Но что вышло из этого? Вышло то, что в Грузии из-за этих акций формируется гражданское национальное общество. Никто из политических сил этими людьми просто не управляет. Невозможно их управлять. Эти люди даже не признают этих политических партий. Конечно, они голосовали за оппозиционными партиями, но сейчас просто вот сам Иванишвили очень растерян в том смысле, что он не знает, кого в голову там, чтобы подать, чтобы нейтрализовать. Никто. Люди самоорганизуются, по профессиям, по месту жительства и так далее, и так далее. И это остановить невозможно. Грузия становится реальной
европейской, цивилизованной, основанной на общественной, так сказать, национальной идентичности, демократическую страну. И это никуда не уйдет. Эти люди обязательно победят. Конечно, я не думаю, что все так потихоньку пройдет и так далее. Я не уверен, что сам Иванишвили адекватно будет реагировать на те предложения, на те позывы, которые идут со стороны Запада. Это был не только звонок президента Макрона. Вы знаете, что за 2 дня этого Саломе Зурабишвили, президент Грузии, в Париже встречался вместе с Макроном, новоизбранным президентом Трампа. Так что все прекрасно понимают, что Так, iki kishi TikTok'ta, политика YouTube'da 15 kishi. Tak, qachon uruslarni o'tiramiz, olg'a borsin. Mana menda mana shularga tirishanda mana kishi qachon biz ularni sigamiz. И, наверное, помогут в этом те люди, которые стоят на улице сейчас на расстоянии. Спасибо большое. Будем внимательно следить за событиями в Грузии. Георгий Таргамадзе, журналист, ведущий телеканала «Формула», о том, как развивается в Грузии политический кризис. Власть продолжает превращать в изгоев своих сограждан. По модели Германии 30-х годов идет наступление на экономические права тех, кого государство считает неполноценными людьми, на иностранных агентов. В Думе лежит законопроект, который лишает иноагентов доступа к авторским выплатам. Спикер Думы Вячеслав «Нет Путина, нет России» Володин говорит, что закон расширит. Теперь под запрет попадет фактически любой доход. Может быть, главный иноагент в стране – это музыкант, Noise MC. Только что его и Монеточку выдвинули на Нобелевскую премию мира. И это не просто здорово, это еще и не случайно, это закономерно. Буквально накануне этого выдвижения, я поговорил с Нойзом и об иноагентах, и о том, как надо помогать и кому надо помогать в России, и о том, как жить сейчас, в то время, когда силы зла, как представляется, властвуют безраздельно. Иван, приветствую. Привет. Привет. Очень рад разговаривать в эфире. Я прекрасно понимаю и вижу, и следил, что для вас эта война, это такая очень личная история и очень трудная. Ситуация очень тяжелая. Вы это видите, вы это знаете. Украину бомбят, уничтожают уже скоро 3 года. Армия Путина наступает, он считает, что он побеждает сейчас в этой войне, и в России у него тоже все под контролем. Как вы этот момент переживаете сейчас? Ну, в общем-то, в вашем вопросе уже заложен ответ. Конечно, я это все переживаю очень тяжело и достаточно сложно продолжать во всем этом жить, творить, что-либо делать, но, тем не менее, это обязанность каждого из нас. Вы, собственно, так и говорили, что это такая ваша обязанность, когда вы уехали. Вы говорили, что вы уезжаете, чтобы помочь тем, кто остается, да, чтобы помочь гражданскому обществу. Какая еще была формулировка, я помню, по-моему, это из интервью Дудю, который был в октябре 22 года. Сначала надень маску на себя, потом на соседа, да, вот вы в маске. И это очень понятное соображение, и вы вот делаете то, что вы делаете, мы тут со своей стороны делаем то, что мы делаем, тоже, если угодно, в маске, да, а пассажир пока нет. И вот этот ужас продолжается, поскольку время идет и идет и идет, и это такой, уже превращается в такую бесконечность, то у меня вопрос понятный. Чувствуете ли вы, эффект от того, что вы делаете, от того, как вы помогаете тем, кто остался в России, что то, что вы делаете, это не зря? Вот недавно я получил мощную волну обратной связи по этому поводу после релиза моего сингла «Светлая полоса». Мне написало огромное количество людей и из России, и из Украины, и, что показательно, еще и огромное количество пользователей, например, в Ютубе под аудио с этой песни переписываются друг с другом, и там очень трогательная переписка идет между людьми из Днепра, из Запорожья и россиянами, и эти люди находят общий язык и обсуждают, что они слушают эту вещь, и она их поддерживает. Над этим легко посмеяться, это легко обесценить, сказать, что это всего лишь какая-то песня, которую кто-то слушает, но большинство ничего не слушает и ничто не поможет, и все по-прежнему плохо. Я считаю, что это все-таки не так.
Мне пришло Надеюсь, гигантское сейчас количество писем с благодарностью за пятница, эту завтра песню, за суббота, что выходной, она тугыз кешігіне помогает утра. людям хоть как-то Әйе, смотреть, потому что лайк дети қойыңыз, әйе, своими рахмат, қазір бір айтамын, қазір. обязанностями, находить в Секунд, себе силы на одну то, вещь, новость чтобы такую. противостоять происходящему. Конечно, находясь как бы на территории культуры, искусства, ну, я повторюсь, это такая позиция, да, очень уязвимая, потому что происходящее, ну, благодаря моей профессиональной деятельности, оно нематериально и неизмеримо в каких-то конкретных, может быть, величинах. Эмоции это тоже важно, это дорого очень стоит. Да, потому что я прекрасно помню первые недели после того, как началась полномасштабная война, как сложно было заставить себя делать хоть что-то, кроме бесконечного думскроллинга и посыпания головы пеплом. И то, что... Короче, базар ни о чем. Короче, туғандар, білесің нәрсеке? Вспомнил одну вещь. В начале прям эфира это я скажу, чтобы вы понимали, что тарату дегенде, когда мы будем когда я вам говорю, прошу, да, чисто ради Аллаха, торатығыз мына шул мен сөйлеген әйберлеріне. Если вы не можете сейчас, как я, допустим, находиться в другом месте, говорить открыто, то, что ваше сердце требует говорить, торатығыз. И я увидел на днях, я себе в телеграм-канал это загрузил, пацаны видели, надеюсь. Скриншот, один скрин я сделал. Почему? Как я вообще туда попал? Короче, в один телеграм, вот этот, который, откуда у меня телеграм, его кто-то блоканул, короче. Ну, бот, кто-то жаловался, то все, короче, блоканули. Не могу писать новым людям комментарии туда-сюда. Ну, кемдер сыккянинда, короче. И вот, получается, я зашел, думаю, дай-ка зайду в другом месте и на Куштау Байрам напишу этот комментарий. А там у меня нету, в новом телеграме нету Куштау Байрам. И написал Куштау. А там до хрена Куштаущик-то. И потом тыкнул вот какой-то, думаю, новый что-то. Тыкнул туда новое. А там вот так обновил, смотрю, мое видео там. Я офигел, короче. Ну, первый раз в жизни, вот за вот эти 2 года, грубо говоря, если я год долблю об этом, в течение года я увидел мое видео, зашло туда в Телеграм. Рахмат шул кишига, если он меня услышит, хочу ему, как говорится, моя благодарность. Шул киши, кто загрузил мое видео, не поленился, скачал и загрузил мое видео. Зур рахмат сизга. Вот таким образом, если мы не будем распространять, по-другому никак. Этот Куштау Байрам вроде бы не тот главный Куштау Байрам, где много людей, а это какой-то левый Куштау Байрам. И получается запасной может, а может просто кто-то открыл. Но там тоже прилично людей сидят. Там тоже до хрена люди. Я как понял. Ну, кубрагинда, миникидаинда, он да, эзгенабитинда. Поэтому, как бы, если хотите, можете и в Телеграм, да, распространять вот таким образом. Я же могу и вам с моего телеграм-канала вы можете скачивать какие-то видосы, которые я порой вытаскиваю. Можете с ТикТока скачивать, хоть откуда-нибудь. Главное, скрин экрана делайте, скидывайте куда-нибудь. Не сдайте только. Все на меня валите и все, короче говоря. Я все беру на себя. Как говорится, я сказал, как говорится, это мои слова. Поэтому долбите, главное, Башкортостан, Татарстан таким способом, чтобы без Москвы полностью сыгып ташларга тиешбез. Вот грубо, блядь, но конкретно. Потому что как раз вот до этого сейчас слушал как раз вот этот дождь, добавлю тоже. Как раз там говорилось разные новости о том, что как это вообще происходило в Сирии. В Сирии, получается, разные группировки складывались туда-сюда, налево-направо, и в итоге вот этот Джаулон, короче, вышел, да, вот этот Джаулон или Джаулони, как его, Джаулони какой-то, как его, ну, я по-узбекски говорю, Джаулон, короче, Джаулон вышел вот этот, и в итоге сыр-бор, все нормально, короче, и Аюб этот узбек, получается, если с ними, я считаю, что уже это нормальная тема, не то, что какие-то игиловцы, которые хуй поймешь откуда, кто такие, я подозреваю, что это созданная группировка ИГИЛ, блядь, не знаю, кто его создал, блядь, но явно, если они не с ними, получается, значит, какая-то херня. Вот теперь мы начали догадываться, что за херня, что такое ИГИЛ, еще там вторая группировка, я так и не понял, что такое, и вот эти вот джавлони, короче, да, вот эти джавлоны, короче, которые сейчас победили, более-менее адекватные вроде бы. Исходя от этого, у нас даже лучше, чем у них тема.
лучше, чем у них. Я вас никогда в жизни не звал, чтобы у нас было какой-то там замоташки ходили, как я, да, грубо говорю, астафируллах, ну, вообще, да, как в народе сейчас говорят, что вы понимали. У нас, само собой, всегда говорю, Башкортостан, Татарстанда ислам будет сам по себе, правительство само по себе, но все это будет подчиняться под нами, которые создаст новый Башкортостан и новый Татарстан. Другие нахуй нос даже сувать не имеют, будет права, потому что нам папочки, там мамочки сверху не нужны. Поэтому без папочку и мамочку, вот эту сраную Москву, мы должны уничтожить. Поэтому это конкретно должна у нас как вот конкретно, так скажем, кто-то говорит, партию надо создать или и так далее. Нет, я всегда говорю, только народ, только халық может это сделать. Перевороты, все, только халық может это сделать. Мы будем по старинке, по-нормальному, кишише, халық белән генә без бу нәрсәне башкара алабыз. Шуның өчен халыктан басырга тиеш, 30-дан 50-гә хәтле егетләр басырга тиешләр. Понимаете? Уфадан буласыңмы, Баймактан буласыңмы, Казанданмы, хоть кайдан, Сибирдан буласыңмы, разницы нету. Татар, башкорт безне группага кушылырга тиеш. Мин аны пока гырык диергә могу, группа диергә могу, я не знаю, батальон диергә можете, как хотите. Но будем, как говорится, излагать таким образом, как оно будет расти. Получается, может 10 человек будет, может 20, 30 и так далее. Мы должны как пирамида, грубо говоря, да, собрать друзей, так скажем, собрать туганларны. Один там 5 человек принес, кто-то 10 человек принес. Таким образом мы соберем, как говорится, отряд, огромный отряд, который пойдет на Москву. Только вот такая сила может уничтожить Москву. Как раз таки, если мы сейчас это все сделаем, как раз там и Асад есть, понимаете? И у меня сейчас на днях вырабатывается новый план, засадить осаду, как говорится, да, то, что, как сегодня мне один чувак еще такую финансовую сторону сказал, я охренел просто, ну, я не понимаю в деньгах, чужих при том деньгах, я откуда знаю, да, допустим, но мне примерно вот так сказали, если он тоже не ошибается, короче, если у кого-то 400 миллион, допустим, ну, я не знаю, миллиардов, что ли, денег, если есть, то Асад, оказывается, когда съебывался, блядь, вытащил из дома, ну вот Сербия, говорю, блядь, Сирии 185, блядь, дальше я не знаю, сколько нулей, миллион или миллиард, наверное, я не знаю, 185. Откуда он эту сумму взял, я не знаю. Ну, нужно уточнить. Короче говоря, он, по его словам, он говорит, что если чувак, короче, какой-то богатый на 400, то он половину его вытащил, говорит, и повез эту всю хуйню в Москву. Понимаете? Вот поэтому Путин его и держит. Он привез бабло туда, понимаете? Не то, что там 19 квартир, 40 миллионов там или 40 миллиардов долларов или миллион долларов, блядь, ёпта. Я не знаю в этом, цифры я не знаю. Короче, 40 000 Азбалар алган Москва-Ситидан. Получается, это хуйня. Вот то, что он повез с собой, вот в этом сумма идет, блядь. 185, блядь, я не знаю дальше, не обмануть вас. Миллион или миллиард? Ну, явно миллиард, блядь. Ну, короче, 185 и дохуя нулей. Я не знаю, что там. В итоге, короче, такой. Столько бабла он вынес. Точную сумму я не знаю, но суть, что он бабло, короче, привез в Москву. Вот поэтому его и будут крышевать эти узкожопые. И тут появляется план. План действия такой. Чтобы уничтожить Путина и вдобавок уничтожить этим сирийцам Асада, мы бы как раз друг другу могли бы помочь в данный момент. Понимаете? Потому что Башкортостан, Татарстандан мы манкуртов хуй разбудим. И тут, получается, у меня идея выходит. А может быть, нам... Вот, допустим, Руслан Айсин разговаривал с этим Фарухом, потом разговаривал, этим Аюбом, короче. У них есть связь, получается. Если вот эту тему подняли бы мы, не турков, турки нахуй нам не нужны, еще раз говорю, а подняли бы вот такую тему, народ, вот который народ, это народ в Сирии, который сейчас в этой теме. И тут, получается, они все равно где-то уже, слышал, тоже ищут этого Асада, выкуривать будут этого Асада, все равно они как-то будут его вытаскивать.
там, или взорвут его, или что, хуй его, блядь, но его вытаскивать будут. И тут получается, если мы все вместе слились бы в этой тематике против Москвы, было бы идеально, потому что у них есть уже опыт, как мне сказали, многолетний опыт. Как бы хуй с пальцем не сравнивай, сказали мне, грубо говоря. Я вообще никто, точнее, мы никто возле этих, грубо говоря, убийц. Это люди-убийцы, которые всю жизнь свою вот эту, которую там 13 лет, что ли, они, блядь, в этой каше варятся, блядь. Они в боях, блядь, 13 лет. Это пиздец, это как эти... как их называют, блядь, ассасины, короче, блядь, ассасины конкретные, блядь. Поэтому я считаю, что, блядь, вот с таким народом мы могли бы, наверное, себе помочь, Башкортостану и Татарстану. Другого у нас варианта нету в данный момент. Это какой-то один вариант, я говорю, блядь. Но с того варианта, что башкирт белян татар үзі уянырға керек, я с этого не слазю никогда и не буду слазить. Всегда я это буду вам долбить, блядь. Башкирт белян татар үзі собрать должен какой-то отряд, блядь. В конце до концов, блядь. И кто-то когда-то говорил, давайте вот добавим это к этой теме, как раз сегодня такая тема, да, мусульманская тема по уничтожению Москвы. И тут, получается, один татарин какой-то есть, говорят, там в Афганистане, короче, какой-то мусульманин, он один тоже, он один, у него есть тоже телеграм-канал, что такое, короче, вот вся хуйня, короче. И получается, но он тоже один, ну, и, наверное, он там муджахед тоже, но в Афганистане. Вот примерно нам нужно вот таких людей подтягивать, у кого есть идея. И идейные люди нам нужны, понимаете? Нам, как говорится, грубо говоря, даже если вот эти, как Аюб говорит, 50, 100, 200 долларов им платили в месяц на жизнь в эти 13 лет, в течение 13 лет, то вам даже 50 долларов заплатить нечем, понимаете? За месяц, если мы даже куда-то отойдем. Поэтому только у нас есть один выход отхода. Мы не можем поехать там в Африку или там в Афганистан, какой-то хуйней мается. Мы только можем приехать в Европу, собраться, сконцентрироваться, блядь, вот эту тему сделать, короче, собраться, договориться с Украиной, войти в Украину, вооружиться украинскими оружиями, которые, как говорится, у них есть, с ними тоже, само собой, к этому моменту договориться и уже пойти нахуй на Москву. Все, другого варианта у нас нет. Не надо вокруг да около ходить. Тупо надо срезать, блядь, нахуй дорогу нам. Грубо говоря, блядь, километраж уменьшать и идти просто тупо на Москву. Все, мы не Пригожин, блядь, ебаный, который, блядь, сука, который обосрался по дороге, блядь. Нам не нужны такие подорожники. Нам нужны конкретные люди, которые до конца пойдут, блядь. До конца. Поэтому в первые ряды всегда, я напоминаю, пойдут вот эти пленные, которые в Украине. Которые вот любые пленные из Башкортостана, с Татарстана первым рядом, блядь, должны идти, блядь, нахуй. На пробой, блядь, в сторону Москвы, блядь. Это ихний, короче, косяк. И они должны этот косяк вот таким образом, как говорится, ну, очищаться, как они говорят, очищение, блядь, нахуй, на штурмах, блядь. А у нас нихуя не штурм будет, а поход будет, поход, блядь. Мы штурмовать его не надо называть, а просто поход, блядь, по уничтожению Москвы. Все, вот такая тематика. Примерно так. Другого, я думаю, варианта я не вижу здесь, потому что так, ТикТок-то и кеши утра, и кеши зритель гана. Ну, кеши С. ТикТок-то, как обычно, кеши С почему-то. Я не знаю почему. Так, давайте почитаем вот здесь, что происходит. Так, да, я до хрена что-то вижу, этот писанина, я не успеваю читать. Так. Салям алейкум, ва алейкум ассалам. Не япасын. Не япасын. Урысларны сігерге. Шуны ябам. Меня зовут Фарух. Понятно. Мусульмане на СВО, все пацаны воюют за страну. Кирилл, Иванушка, уебок нахуй. Тебе надо на печи там дальше дрочить, дальше, там, блядь, дрочи дальше, уебок нахуй, окей? Этот, как это, съебись отсюда, уебок нахуй. Иди, сиди нахуй, дрочи на печи, блядь. Так, Тимур тоже какой-то ташак, блядь, его тоже блокируем нахуй.
Думаю, блядь, когда вот дохуя комментов идет, это мусоропровод идет, блядь. Говорите вы там, кого блокировать, я буду блокировать. Нахуй, заебали нахуй, ташаклар, блядь. Моросит нахуй прям экранга. Мебит экранга кораб сулим, блядь, чтобы вам слышно было легче, да? Блядь, микрофон же у меня есть, забываю микрофон взять, блядь. Ладно, короче, потом будем по микрофону говорить. Так, давайте дослушаем вот это, что за хрень несут они, и потом дальше пойдем. Уже по новостям, потому что там завалило новостей до хрена Куштау Байрами. Будем читать. Нужно, и трогательно и действенно. Эта песня «Светлая полоса», она вот тоже так не случайно вышла именно недавно. Такое ощущение, что вот этот год он какой-то... То, наверное, пластинка довольно болезненная. Яснее некуда, да? Погружаться Так, перемотаем. очень гладко идет. Я думаю, что зайдет. Вы долго про... Это мы знаем из опросов, да мы знаем на самом деле, что когда вот война подступает, прям ходит. Именно потому, что к своей родине люди... Но я все прошу, Блядь, у вас... что за дерьмо? До конца, что ли, это музыкальное дерьмо, блядь? Режут, где их не в состоянии. Это по этому принципу. Поэтому, скажем так, в моральном, в каком-то высшем смысле вообще меня это никак не затрагивает. Наоборот, даже это... Я это рассматриваю... Короче, Туганлар, Хазар, переключи что-нибудь, поставим что-нибудь путевое, блядь. Так, Фейгина можно было послушать, ладно, пока его не будем. Так, можно и потом этого Руслана Айсина. Но будем читать иногда все равно. Русские националисты против Кадырова. Забастрика отдулся Оренбург. Что-то такое. Ну-ка, давайте послушаем вот это, что за дерьмо. Сейчас, секунду. Приветствую всех подписчиков и зрителей канала Лиги Свободных Наций. Стремительные сирийские события последних дней сотворились российской пропагандой и Z-наклоненными каналами. То, что российская оппозиция не смогла сделать за последние десятилетия. Буквально считанные дни назад группировки, считавшиеся в России и обозначаемые пропагандистами типа Соловьева, Скобеевой террористами, в один момент преобразились в сирийскую оппозицию. Россия, при том, что поддерживала Башара Асада в битве с радикальными террористами, всегда была настроена именно на внутреннее примирение. А наши военные выполнили поставленную перед ними задачу, обеспечили победу. А вот только распоряжаться плодами этой победы должен был сирийский народ. Флаг, с которым все последние годы сражались эти до недавнего времени террористы, теперь вполне официально развивается в Москве над сирийским посольством. МИД России в своих комментариях аккуратно указывает, что находится во взаимодействии с сирийской оппозицией, которых буквально вчера клеймила террористами. Военкоры разных мастей высказывают при этом осторожную надежду, что может удастся договориться с новыми властями о том, чтобы оставить за Россией военные базы в Тартусе и Смирне. При этом с властями, с которыми, надо отметить, вчера сражались, так сказать, герои их репортажа. Наряду с отсутствием методичек все же приходит... Да, свобода Башкортостану. Ey, siz mana tug'anlar kim bunda o'tira o'zibiznikilar. Boshqirt, totar, qozoqlar, uzbeklar. Siz kim yoza, ular bilan tegi nechikdir aytishingiz, tegi narsaga aytingiz. Tegi bo'sh bermagingiz, короче, narsa yozalar, ular bilan izg'ishirga kerak. Лидерами национально-освободительных движений и борцами за свободу. А черный останется черным. Конечно, многому можно придумать неуклюжие объяснения,
что договариваться с сирийской оппозицией, то есть вчерашними террористами. Мен порой ведь иногда оставляю, не блокирую, когда начинает вот біздің менің үйімдегі За диктатора это... білген кишилер жазыша башлыйлар, олар, они начинают сразу с ними заходить на контру, короче, да. И не трогаю, когда вы переписываетесь. А вот когда нет ответов, я удаляю. К примеру, как объяснить огромное количество беженцев? Это сотни тысяч людей, бежавших от режима Асада, и которые теперь возвращаются на родину. Так, рахмат. К террористам вряд ли они вернулись бы, потому что многие из них были устроены во вполне благополучных государствах. Здесь напомню, что в числе этих беженцев были и есть представители черкесов, количество проживавших и проживающих по сей день в Сирии исчисляется, которых в сотнях тысяч человек. Вот видите, получается не ИГИЛ, понимаете? Салям, Артихан. Те единичные семьи, которые прибыли на родину в частном порядке, подвергались преследованиям со стороны властей, и большинство из них вынуждено было искать убежище в других государствах. Здесь я отмечу, что единственный положительный опыт, который был в части репатриации черкесов. Тут я добавлю свое, да, ведь как обычно. Туганлар, вот меня 39 яшаймы. Честно, когда говорили ИГИЛ, я не понимал вот этого всего. Вот недавно, вот как это все произошло, вот этими Джавлани, Аюб, Фарух, этот корреспондент, вот со всеми, да ведь, я в этот момент только начал понимать, что есть еще там нормальные люди, оказывается, понимаете? И это уже радует, когда говорят, что это сунниты. Постоянно эти яхуды сраные пиздят про то, что в дожде везде же это, кто к ним приходит в гости, вот, допустим, Айсена зовут, блядь, еще кого-то зовут, блядь, всех на попиздеть, блядь. И тут вот зовут тоже яхудов, женщина одна есть такая, мразь такая, ФСБшница, Сахала, блядь. И вот они говорят конкретно, сунниты пришли. И это меня так радует, блядь, это меня вообще реально радует. Это что, блядь, нахуй, что в конце до концов, блядь, они все-таки смогли прорваться, и начала у них голова работать. И вот, и тут, конечно, печаль сразу, вспоминая себя, вспоминая нас, что мы тоже ведь сунниты из Башкортостана, Татарстана, Кавказа, Дагестан, Ичкерия, Ингушетия и так далее. Вот он про Черкесию говорит. Черкесы, я не знаю, они не мусульмане, хз, короче, ну, с Кавказа, как говорится, один хуй, все, короче, все мы, короче, все рабы, грубо говоря, этой сраной Москвы. И тут понимаю, что если там где-то сунниты прорвались, почему бы мы не можем это сделать? Почему мы не можем прорваться? Почему мы боимся? Давайте вот искать на него ответы. И давайте создадим свою группировку, которая пойдет на Москву. И которая будет уже ставить конец нахуй, точку, блядь, нахуй, над начатым этим, блядь, террором в течение 500 лет тому назад, блядь. Как пала Казань, блядь. Как пало Казанское ханство. С тех пор мы рабы. Понимаете, с тех пор. Это 50 лет эти сирийцы, рабы, это хуйня. Мы 500 лет рабы, 500. Понимаете? И никто за 500 лет нахуй ничего не решил, блядь. Постоянно какие-то проигрыши. А почему? Потому что манкурты всегда были, но никто их не называл манкуртами, они не понимали, что такое. А вот я теперь понял, и я вам тоже объясняю. Манкуртами мы будем справляться так же, как и узкожопами нахуй. Или мы их нахуй по-нормальному говорим, чтобы они отступили, или им пизда, блядь, нахуй. Вот и все. Другого варианта нету. Бүтінісін башынығына алырған нахуй. Күйтінәсіге башын алырған нахуй. Вот и все. Особенно ирләрін нахуй. Хатынлары хуй снемейді. Ирләріні бүтінісін қырырған нахуй манқуртларына. Татар бұламы, блядь, башқұрт бұламы. Похуй. Похуй, блядь. Главное, бізге қол көтере екен, бізге қаршы келе екен, виш сігіп ташларға нахуй. Историческую родину новейшей истории, это репатриация черкесов из Косово в 1998 году во время войны на Балканах. Всего тогда вернулось на родину около 200 человек. Это еще раз подтверждает тот факт, что без наличия своего государства черкесы не могут защитить свои права и сохраниться как народ.
Сирийские события отчетливо показывают, что трагедия черкесского народа не закончилась, а лишь растянулась во времени и требует своего разрешения. Но вернемся к сложностям, в которые угодила российская пропаганда. Надо сказать, что они еще не закончились. Тут дровишек подкинул Рамзан Ахматович. Колокольцев дал команду, забирают, избивают, выгоняют, выдворяют, там беспредельничают. Могу поклясться, что он все чаще выступает похлеще многих российских оппозиционеров. Чего только стоит его заявление о том, что такие тяжеловесы российского правоохранительного блока, как Бастрыкин и Колокольцев, находятся не на своих местах и вообще не являются, вернее, по сути, государственниками. Ну, какой российский оппозиционер может с таким утверждением поспорить и отказать ему в истинности его слов? Необходимо отметить, что подобные заявления звучат от него все чаще. Это вам не слабее марша за мир и против войны. И, возможно, даже какая-то претензия на следующую премию за борьбу с коррупцией и за правозащитную деятельность. Конечно, пропагандисты и всякого рода блогерства поначалу ошалели от такого заявления, а потом, как полагается, не на шутку возбудились. Пошли заявления каких-то региональных депутатов и своих курятников в защиту силовиков, у которых как бы нет сил самим защищаться. Хэштеги каких-то жителей провинциальных городов типа Оренбурга, которые делают заявления не по поводу прорывов своих канализаций и теплотрасс, а в защиту, так сказать, крепких государственников. Мы, жители города Оренбурга, не можем остаться в стороне и не отреагировать на недавние неуместные высказывания главы Чеченской Республики в адрес глав МВД и Следственного комитета России. Это какой-то позор для, прежде всего, защищаемых. Несомненно, сложно судить о санкционированности этого заявления, в отличие от его справедливости. Но можно рассмотреть два крайне эпичных варианта. Тут добавлю еще насчет, вспоминая Аюба, узбека, да? Аюб узбек, я его по акценту понял, он узбек, я уверен, что он узбек, короче. Получается, что я хочу сказать, что вот этот весь процесс, который мы сейчас наблюдаем, это касаться должно, так скажем, примером и узбекам, кыргызам и таджикам. О чем я? Вот как раз здесь он начинает говорить про Бастрыкина, Кадырова и так далее. Когда надо что-то пиздануть, Кадыров начинает пиздеть. Вот типа узбеки хорошие, кыргызы хорошие, таджики хорошие. Начинает это свое, в этот колесо засовывать свою палку, блядь, нахрен. Оно как бы, ну, не знаю, ему это кайф дает или что, блядь. От этого ничего не меняется. Как ебли нахуй наших, так скажем, чурок, блядь, так и ебут. Понимаете смысл? А он, почему это говорит он? Потому что этот уебок, он уебок. Он говорит, блядь, чтобы чуть-чуть заработать, как говорится, какие-то очки перед приезжими. Чтобы, блядь, не казаться, что он до такой степени хуёвый. Потому что рано или поздно придет Ахмат Закаев и его Ичкерия и выебет нахуй этот весь кадыровский клан, блядь. Полностью нахуй будет зачистка, блядь. Также Хабировский клан и Миннихановский, Шаймиевская, все это хуетацию лично я буду зачищать гандонов, блядь. Иншаллах, дожить мне до этого. Поэтому, исходя от этого, Кавказ, да, ведь нахуй, в его лице это дерьмо. Вот в его лице это дерьмо конкретное. Пусть он, блядь, пусть заливает этим узбекам, моим землякам, получается, моей крови, кыргызам, таджикам, это все хуйня, лицемерие. Поэтому, исходя от этого, вы смотрите этого Аюба, узбек, кыргыз, таджиклар, и учитесь, как, блядь, нужно брать власть. А не, блядь, нахуй ездить, блядь, в Москву, подметать улицы, блядь, позорить, блядь, наш народ, блядь. Вы уже заебали, нахуй. Понимаете? Берите пример от них. 50 евро, блядь, жили они. Альхамдулилля.
50 евро, блядь, жили. Эти асадовские вообще 10 евро, блядь, жили. 10 долларов, сука, блядь, евро говорю. Долларов. Жили в месяц, блядь. Как же кормить детей, блядь, жить? А вы, блядь, зарабатывая в Москве, блядь, по 100 тысяч, блядь, нахуй, уже заработали, уже все, заработали, вы уже перегнали до хуя бабла, блядь. Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Да уебывайте нахуй, когда вас просят ваши же туанлар, блядь. Мы же вас просим, чтобы вы уехали. Да, мы вам не можем платить вам зарплату там, в Узбекистане. Но вы там найдите пока время на работу, блядь. Нахуй приезжать, унижаться, блядь. Вы очистите пока в данный момент, чтобы этот был удар тоже экономический, понимаете? Постоянно же об этом говорю, блядь. Экономический удар, блядь, в Москве, пизда ей будет, пизда. У нас будет меньше потерь, понимаете, когда мы будем входить, блядь. Мы, может, вообще возьмем без боя Москву, понимаете? Просто скажем, блядь, все, Башкортостан наш, блядь, Татарстан наш, иди нахуй русским. И все. Что они сделают? Ничего, блядь. Приведут войска, вот тогда мы переебем их, блядь. Допустим. А для этого нужно сломать, блядь, со всех сторон. И экономику ломать надо, и, блядь, в армию ходить не надо, нахуй, в Украину. Все надо со всех сторон ломать. А вы нихуя. Вы, наоборот, как этот, блядь, постоянно... Вспоминаю этот суру, которую жена преподносит Абу Ляхабу дрова. Вы подкидываете дрова своими трупами, нахуй, на войне, на работе, блядь, нахуй. Вот этот чурки, короче говоря, которые, блядь, везде, нахуй, лезут без вазелина, нахуй. Работаете. Вот, это подкидывание дрова. Вы даете, как говорится, ему дальше жить. Нет убить, нахуй, этого путинасовского систему, блядь, а вы помогаете. И тем самым еще отмазываетесь. Мне же узбеки пишут в комментариях. Перестали писать давно, блядь. Заебывают. Болаларама кандай бакаман. Блядь, истерички сраные, блядь. А чё, блядь, России когда не было? Вы где жили, блядь? Чё вы делали, нахуй? Баранов пасли, нахуй. Вот пиздуйте баранов, купите, нахуй. Пасите, нахуй, у себя адырларда, нахуй. Кутыгызна кысып, блядь. Кильмастан, Россия, блядь. На время говорим же, на время. Потом я лично сам за вами поеду. Башкортостан, Татарстан. Все равно народ придется завозить хоть как, блядь. Потому что у нас неизвестно, сколько нас уже осталось там. Нам нехуй там огромные земли будут. И постоянно про земли я говорю. Земли будут у нас с Куандыка, с Казахстаном, как мы откроем границы, с Кувандыка до Ненеции, наверх там, за Коми, короче, кто карту не знает, короче, новая земля. Давайте будем говорить, до новой земли это будет все Башкортостан. Это дохуя земли, дохуя, блядь. Там каждому узбеку, кыргызу, таджику, казаху, всем земли хватит. Туркменов позовем еще, афганов позовем, проблем нет. Проблем нет. Главное... Цивильно будем жить, цивильно, блядь, чтоб никакая сука нахуй никогда не могла вспомнить нам и сказать, вы же чурками были, или там вы же были узкоглазыми, вы же были нахуй какие-то бусурманы. Вот это быдло нахуй мы должны уничтожить в Москве, чтобы нас нахуй начали уважать, блядь, понимаете? И тут... Добавим, когда вот этого Джавлани, короче, да, как-то, блядь, Джавлон, давайте Джавлоном будем его называть. Этот Джавлон, короче, когда, блядь, взял эту сейчас Сирию, да, ведь в свои руки, Асад убежал, он, получается, сказал, оказывается, что они хотят жить цивильно, они как ИГИЛ этот ебаный, понимаете, который тоже создан кем-то, блядь, кем-то создан этот ИГИЛ, блядь. Подозреваю, что это Москвой создано, блядь. Сука, этот ИГИЛ. Если, получается, вот это весь сыр-бор, в дальнейшем будем наблюдать, эти долбоебы, как ИГИЛ, если не станут, это джавлоны, блядь, аюбы, вот эти фарухи, не станут как ИГИЛ, цивилизованный мир начнется там в Сирии, начнут люди жить, ездить туда-сюда, поднимать свои города, экономику, то мы, как говорится, сможем в дальнейшем и с ними также сотрудничать, блядь. Потому что Башкортостан и Татарстан до хрена природных ресурсов, которые им нужны будут. Всякое, блядь, там в Сирии, блядь, не больно скажу, что там, блядь, зерно растет дохуя. Там пустыня, ёпта, блядь, половина. Зерно им все равно, хлеб надо им, блядь, жрать, блядь. Я думаю, с ними можем мы контактировать потом. Но не с ИГИЛом, блядь. ИГИЛ нахуй нам не нужен. Они потому что не умеют жить, блядь, нахуй. Если реально они головорезы, блядь.
Потом, выходка того, что, когда всегда я, как они говорят, блядь, типа они не трогали, допустим, вот этих, сука, алавиты же это, блядь, хуй поймешь кто, блядь, христиане, мусульмане, как это, хуйня же, это смесь гондонов, короче, да, смесь гондонов, так и будем называть их, блядь. Этот смесь гондонов создала вот эта асадовская система. А там, оказывается, внутри еще есть и католики, наверное, христиане, хуй поймешь кто. Короче говоря, разные, блядь, вероисповедания там есть. Они сказали их не трогать, они их не трогают. Теперь насчет нас. Насчет нас, само собой, мы тоже в Башкортостане, Татарстане трогать не собираемся их, но принципиально, как и асадовской системой, напоминаю, вам это пример, постоянно я вам говорю, пример это, асадовской темой представили, что это, блядь, вот эти же ебаные, что я сказал, вот это алавиты, блядь, представили, это узкожопые, это те же алавиты, представили, да, значит, получается, нам с ними нужно порешать конкретно дела. Вот как они порешали, мы тоже так же порешать должны. Они должны сбежать в свое московское болото. Но в московском болоте их встретит Украина или как, я не знаю. Вот в чем прикол. И тут вдобавок, блядь, Украина, Зеленский, все хотят заостанавливать войну, блядь. Пиздец нахуй. Получается, не то, что, блядь, у них не достигнуты цели. У нас даже не начаты цели достигать, блядь. Не начаты даже, блядь, чтобы что-то достигнуть. Исходя от этого, выходит другая проблема, блядь, теперь. Другая проблема в чем? В том, что мы долбоебы, еще даже воевать не начали, а хотим, блядь, свободы от Москвы. Понимаете? Вот вопрос где. Где мы и где, блядь, нахуй украинцы, и где эта сраная Москва, и все, если это все закончится, и мысль, получается, тоже заканчивается. Поэтому, чтобы вот эта вся хуйня... Перед тем, как, даже если она будет заканчиваться, мы должны понимать, что, блядь, нахуй, у нас должен быть вариант, так скажем, Б. А-вариант это была Украина, Б-вариант, вы сейчас, наверное, подумаете, это Турция? Нет, не Турция. Это мы сами. Вот в А-варианте мы сами, Б-варианте тоже мы сами. Вот Башкортостандан, Татарстандан, если вылезут нормальный мужиклар, которые пойдут со мной вместе на Москву, вот мы можем это порешать. Улябызмы, колабызмы, похуй, блядь. Один раз давайте сходим нахуй и с концами нахуй. И с концами, блядь. А зато, блядь, независимость Башкортостана и Татарстана будет уже конкретная, блядь. Потому что пойдем мы. Мы хотим этого. Другой никто не хочет. Манкурты не хотят. Манкурты так же, как грабили Хабиров, Миниханов и весь нижний их эшелон, этот сраный, сука, пидорастический, татарский, башкирский эшелон, они будут грабить. Они не хотят отдавать. Вы думаете, что асадовская система тоже хотела отдавать, что ли? Тоже не хотела. Видели, как тюрьмы пиздили? Даже в тюрьме даже надзиратель не хотел, наверное, бросать свои места. Но, говорят, съебались. Но их будут искать. Обещали, что и в Китае найдут их нахуй. Поэтому, само собой, и мы будем также их искать. Само собой, мы тоже их будем находить. Проблем нету. Главная задача, главная задача наша, главная задача это полностью обезвредить, блядь, Башкортостан с Татарстаном, а потом уже дальше решать, как это, наружные, блядь, нахуй, как это называется, внешние, блядь, внутренние, блядь, внешние, наверное, да, сука, порой русские слова, хуй поймешь, какие, что означать, не могу понять. Внешние, короче, проблемы будем решать потом. Главное, надо сейчас этого сраного Путина выкурить оттуда и памперсы напялить, понимаете? Большие памперсы купим для его размера, нахуй, не детские. Для его размера памперсы, натянем его, нахуй, памперсы на голову и на жопу, блядь. Будут жить они в памперсах, нахуй. Голожопые. Примерно так, понимаете? Так, ладно, короче, про вот это... Поняли, про Черкесию я понял, короче, идемте дальше. Что происходит дальше? Давайте зайдем в этот Куштау-Байрам. Будем читать Куштау-Байрам с этого нормального, получается, с нормальной телеги, где, блядь, меня не блоканули, блядь. Чтобы я мог там сразу комментарий писать им. А то не могу написать комментарии. Так, Дурткиши, Рахмат, Туаллар, Азия, да, уся. Азия-па, Рахмат синя.
Короче, olga Казахстан. Казахстанда озад булачак. Казахстанда. Потому что Казахстанда, да, блядь, это тукайка, хуй поймешь. То за Россию, то за хуй поймешь за кого. Тоже сыр-бор непонятно. Понимаете? Вот эти двухствольные нам не нужны. И Тукайка, и этот, сука, вот это, Мирзияев, блядь, кыргызского, я не знаю, тюремщик этот ебаный, кыргызский тюремщик, его только так кликуха, блядь, у кыргызов тюремщик, блядь, президент тюремщик, блядь, вот так и кликуйте его, нахуй. Так, и Рахмон этот ебаный, таджикский ебаный Рахмон, блядь, со времен Каримова сидит, сука, до сих пор не сдох, пидор. И дальше, в Туркменистане тоже этот гестапо сраный, блядь. Всяко в Туркменистане тоже есть такие ебаные тюрьмы. Вот теперь у меня подозрение пошло на Туркменистан. Там тоже есть всякие такие тюрьмы, блядь, как у Асада, блядь. В Афгане, не знаю, в Афгане что есть, нахуй, но в Афгане люди так и так в пещере живут. Там и тюрьма не нужна, нахуй. Там сами нищие, блядь. Если еще там и в Афгане есть такая тюрьма, но это пиздец, нахуй. Полный, блядь. Так, ну, самое интересное тут, конечно, блядь, наизнанку этого Альпаута, конечно, хотелось бы послушать, блин, что-то у него новое вышло. Катя Марголис, злой чечен, ползет на берег, точит свой кинжал. Это Лермонтов, а не Путин придумал. Что стоит за российским колониальным мышлением? Почему идея виктимности так прочно укоренилась и в сознании общества? Деколониальная активистка Екатерина Марголис. Так, я не знаю, кто она по нации, Туганлар, я же такой категоричный, меня постоянно пытаются люди остановить, что я не был категоричным. Ну, Карагас, вот я вам одну вещь скажу. Сравнивая урысларна, башка миллятны я даже сравнивать не хочу. Вот прикиньте, вот я вам издалека приду. Вот в данный момент, блядь, жили сами по себе Грузия. Вот Грузия, давайте возьмем с Грузии. Украина уже я не буду даже, там война уже. Вот Грузия сама по себе живет, да ведь? Ну, грузины, как вы знаете, урыслар тугыл алар. Бірсі да урыс тугыл бет алар, айма? Урыс тугыл. Инді, қарағыз, урыс болмағаш, мына грузинларға килә нендедір патша. Ул айта, так, мен хочу, чтобы Грузия меня қарасын. И тегенде югірді, теге манқуртында, теге кутакбаш шығып айта, да, дия, все, босс, сделаем. И тут получается вот это Грузия. Теперь представьте, мне люди говорят, зачем ты, говоришь, не собираешь разный контингент в свой батальон. Я не хочу. Почему? Потому что не то, что үзебезде душманлар бар, манқуртлар. И еще сен өзіңні шул йұртыңа, біз бет енді йұрт бет енді, біздің йұртыбызға, біз шул группабызға урысыны ала тұрған болсақ, мында кім соң нәрсеке болып шыға? Волк, и кто будет ишке? Это козой. Кто будет козой и кто будет волком? Понимаете смысл какой? Нахрена, блядь, стая волков, одна коза, блядь. Примерно так. Грубое сравнение. Шунарга, дуслар, мы никак не можем в свою группу брать кого-то. Нәрсәгә, потому что біз подозревать итәбез. Безгә әле манқуртларны надо вычислить. И потом уже, как говорится, разбираться дальше, кемне алабыз. Шуның өчен, я считаю, лучше баш катырмастан, только башкорт татарны гына аларга, вместе собраться и на Москву. Урыс, Пурыс, Сибирь батальона, Эцикен батальон, еще ниндидер Маймун батальон. Не надо нам, не нужны нам чужие, блядь, нахуй. Понимаете? Безге үзебезне... Так, туганлар мимында, короче, этот, у меня интернет куда-то пропал, я здесь. Так что... Максимально туганлар мына мен сөйлегенне кисіп алыгыз. Как это? Илтимос. Маша, гапырганларымы хаммасыны кесіп олайлар, вот это, разделяйте, блядь, аудио записывайте, я не знаю, распространяйте максимально Башқұртстан, Татарстан ішіне кірге тиіш бұл хабарлар, потому что олар юқлап яталар, мына бетінде бүтін жерде язалар, юқлап ята, мына шул юқынан уятырға керек. Халыққа сіз оңнатығыз мына бұлай, что мына урыслар бізге нәрсә бирді. Өлімнен башқа нәрсә бирді deyip аларға сұрау берегіз. Өлімнен нәрсә бирді, өлімнен соң бізге яшау берді ме? Жоқ. Мискінлікте яшайбыз, мискінлік. Аңлайсыз ма? Башқұртстан мен Татарстан ішінде мискінлік. Ақша жоқ, бір нәрсе жоқ. Шул 200 мың deyip ақшаға ұшып кетіп барасыз бетінде шул соғышқа.
Boshqa siz onda bora turgan ishingiz yo'q sizni o'zi. Rahatlanib xotin bola chaqam bilan yashab yotirgan не хочешь что ли? Mana bit rahatlanib yotir. Alsınov допустим, ham boshqa 80 boshqurtlar 80, 90, 100 mi bilmayman. 80 deb tekini fotolarni загружали, 80 foto. Onda Alsynovdan boshlab Ramila Saitova так далее, так далее. Men ularni bilmayman birsinde. Вот ishonsangiz men ularni bilmayman, ko'zimga ko'rgan qoliq tugilalar menga. No, Boshqirdistondan bilg'ach, boshqirt bilg'ach, menim qonim bilg'ach, men ernim, menga qiyin, bilasizmi? Shuning uchun sizga da onlarga kerak. Har bir boshqirtni boshidan qo'yilgan shashi, qo'yilgan tegi narsasi, tozli teri ham qoni вдобавок еще u bizning slabost. U bizning qoramoq ularga qaramaganimiz. Anlaysizmi? Mana biz shunlarga intilirga tejimiz, shulay qararga tejimiz, чтобы bir boshqirtni ham bir totarni bir kim shirtirga tejish tugul. Не говоря там дальше, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, как получается, уруслар издеваются, допустим, нелегалами и так далее. Мына шундай система болырга тиешим. Допустим, мына Башкортостанда, Татарстанда, как один раз я же вам говорил, наезжает узбекке, наезжает кыргызга или таджикка, менты. Вы должны заступиться. Вы же с паспортом этим сраным, красным гондонским паспортом, вы должны тыкнуть им нахуй и сказать, хуль ты его трогаешь, дергатишься. И от этого и начинается защита. Не говоря, что своих еще защищать надо. Понимаете? Не то, что там, как Габаса говорит, құралларыңыз, туда-сюда. Yok. Құрал ул табылыр. Ул Башқұртстан белән Татарстан içinde құрал тыгылып ята. Bütün ментовканың içinde құрал бар. Оружейка есть, там у них там до хрена оружие, блин. Құрал не проблема. Проблема кешене үзене йөрәгендә нәрсә бар. Син халык өчен үләләсеңме? Үзең өчен үләләсеңме? Анаң, атаңны саклап калаласыңмы, балаларыңны? Мына шунда этот сорау тора. Калганы херня это. То, что вы думаете, что мы не сможем что-то сделать. Мы даже не пробовали. Вы сперва попробуйте, потом скажите не смогли или там смогли. Понимаете? Попробовать надо. Потом Баркённа услышал такую херню, но это не для того, чтобы сізні куркатырга мен сөйлейм. Кто-то мне это сказал, или где-то я услышал, в каком-то, блядь, вот это, или Айсена слушал, ну кого-то, кто-то между собой говорили, и там вопрос возникал, кто-то. Допустим, говорит, Башкортостан с Татарстаном, это же молодые, а Урслар, говорит, блядь, сколько он сказал, я не знаю, но большинство, примерно, давайте будем выражаться так, но там были цифры, ол айтты, допустим, 80 мың бит урыслар дейді, а башқұртлар, точнее 80 мың түгіл, 80 миллион дейді урыслар, а башқұртлар только татарлар білен бірге 8 миллион ғана, допустим, или 5 миллион ма, нәрсе онда, білмеймін. А как вы будете воевать, деділер? Вот такой вопрос возник в каком-то эфире, я услышал, это я не придумываю, блин, такой я и не придумывал бы. И получается вопрос, и что, ну, как это происходит? И тут у меня возникает вопрос. Вот если этот вопрос задают люди где-то, что битинда холох и шите, но его же дальше они не трактовали, что холокна, эзмы, купны, не в этом дело. Не в этом дело. Мына йөрәктә рух булса, эчтә рух булса, беләсезме, бер кеше дә 10 кешене үтерергә может. Проблема юк. Проблема вообще юк. Но без бергә булсак, бергә мына башкорт, татар бергә атласа, шунда без не то что әзме, күпме, фаркы юк. Главное, без бергәбез. И мы можем 80 миллион буламы, 800 миллион буламы. Разницы yok. Бүтүнүсүн мы можем это угомонить. Утрегать не могу сказать, но угомонить мы сможем. Понимаете? Потому что бүтүн сугышны бар, любой кайда нәрсә, нинди сугыш болса да, бір әйбері бар. Бір минусовой. Как в тот день для прикола снимал, яйцо Путина. Так скажем.
Допустим, безнен душман Путин, вот яйцо Путина, допустим, нам надо просто, как говорится, проколоть иголочкой яйцо Путина, и все, он сдохнет. Ну, примерно, я как сказки, да, говорю. И все. Поэтому, исходя от этого, вы не думайте, что эти 80 миллионов пойдут на нас. Когда так говорят, это говорят вот эти манкурты и эти узкожопые твари. Вот эти говорят, чтобы вам опять приходилось сидеть дальше. От страха. А здесь не может быть у вас страх. Почему? Его нету, этого страха, по сути. Почему? Потому что вы еще не начинали воевать. Вот когда вы на одну войну сходили, допустим, потом вы могли бы мне сказать, страх есть или нет. Понимаете? Шунарга, когда вы еще ничего не начинали, когда вы целы, вы дома, вы не имеете права даже бояться. Вам нечего бояться. Шунарга, когда Башкортостан с Татарстаном пытается, как говорится, достучаться до людей, да, ведь они, когда разговаривают, ну, говорят вот эти вот Кашаповы, все эти Айсины, блядь, еще все вот эти татаристы, я их назвал, блядь, им кликуху дал, блядь, татаристы, которые хуйней маются с Турции, блядь, которые на нервы мне действуют, блядь. Поймите одну вещь, что башкорт bilan татарга, вообще, да, ведь вообще, bir kim ушамый. Вот вы поймите, нам по сути никто не нравится. Я же изнутри вас знаю, в той психологии. Сизге bir kim ушамый. И чтобы вам понравиться, вам турки вам никак не могут понравиться и помочь. Они вам не могут понравиться. И из-за этого вы не сможете таким методом пойти на Москву. Почему? Потому что сизге ушамый кишелер. А это откуда излагается? От того, что siz привыкли Россияны ішінде яшарга, и sizga mana shu Россияны ішіндегі халық sizga дус. Значит, sizga даже шу урыслар да дус. Теперь возникает вопрос. Если у вас ішігізде да урыслар да дус была тұрған болса, значит, вам нужно отсеять, получается, манкуртов. Урысларны ішінде да манкуртлар бар. Получается, отсеяв манкуртов, вы действуете дальше. Каким образом? Значит, бу урысларны сіз тотынмайсыз. Всего лишь. Легко и просто. И идете тупо на Москву. Потому что цель у нас Москва. А рядом стоящий обычный черный люд, как Алсынов сказал, қара халық, бізге қызық түгел. Бізге олар душман түгел, аңнағыз. Шунun için уже 80 миллионга возвращаясь, отпадает, что 80 миллион sizde душман. Или там 150 миллион Россияда киши яши. Отпадает. Понимаете? Вот каким образом эти уёбки, Кашаповы и все вот это белоберда стариков, блядь, должна вам рассказывать суть. Понимаете? Если вы таким образом не будете понимать, вы нихуя никогда турмысыз нахуй урыска коршы. И тут не означает, что башлыклар гана хуёвый. Вы опять вот этот момент еще сейчас можете по ошибочке проглотить. Башлыкларда гана сөз турмаймын да. Я это не хочу вам донести. Не в Путине только дело. А дело именно вот в этой нации, которая собралась там. Там и евреи есть, и узкожопые есть, все есть. Итог. Эта нация, как они себя уже лазунговали везде, узкая община. Хуевский человек какой-то из Сибири, блядь. Откуда в Сибири, блядь, узкожопые, я не могу понять, блядь. Сібір ғұмырда болмаған урысларны жирі. Оттуда, получается, сибирский русский есть, оказывается. Русские из Сибири. Они еще себя, блядь, так возвышенно говорят. Особенно вот в Германии они есть. Такие пидоров я встречал. Такие, как будто бы они из Сибири, и они правильные русские, блядь. Нихуя. Сібірде урыс болмаған. Сібір, вообще, вот казаклар могут вам 1000 раз доказать, что это Сібір казакларны жирі. Вообще, он да урыс болмаған. Это все узкоглазые были, блядь, если на то пошло. Если грубо формировать этим манкуртом, доказывать что-то. И получается, какой ответ тут? Получается, что, блядь, когда вам что-то говорят, что
Мәскәүгә баргач, бездә нету, ну, как это, блядь, мы, ну, не воюем с русскими? Нет. Именно. Нам, наша задача уничтожить вот этих нацистов, которых ищут эти долбоебы в Украине. Понимаете смысл какой получается? Получается, образовали они свою новую какую-то сраную нацию. Точнее, это и есть вот эти финно-угры, узкожопые, но сделались нацистами. Но мы этого не понимали. В 41-45, блядь, хуй поймешь, зачем мы воевали с немцами, а оказывается, внутри это был, блядь, нацист этот, ебаный нахуй, красный нацизм, блядь. Красный нацизм этот был, блядь. Шунарга, когда мы будем трактовать, получается, своих врагов, мы должны обосновывать, кто они, блядь. Какие они, блядь. И вот вглубь же, если мы дальше в историю суемся, которую я толком историю не знаю, понаслышкам я вот сейчас пытаюсь изучать, да? Секунду. Они были вообще вот эти бурлаки на Волге. Оларны түбі вообще рабы. Получается, эти рабы, кеше болғанлар, и ғұмырда раб болмаған башқұртларға, раб болмаған татарларға, раб болмаған қазақтарға, өзбеклерге диктуют, как жить. Понимаете? Рабы кеше болғанлар. Құллар кеше болғанлар. Это где видно такое? Из грязи в князи дегені не зря шыққан екен да ол сөз бұлардан. Грязьдан шыққанлар князь болғанлар, аузына тышимлар. Вот наша, блядь, низость, где этот, как говорится, так скажем, остановилась. Вот наша низость, где и этот, кто над нами рулит. Вот позор наш. Шуның үшін бізге, чтобы и этот позор, так скажем, смыть от себя, нам нужно конкретно понять. Нам нужно конкретно понять, что и как мы дальше будем действовать. Только один вариант. Только один вариант. Собраться всем башқұртам татарам, идти на Москву. Все, мына шул гына юл. Шунарға, вот каждый башқұртқа хам татарға донесите это прям, не знаю, мои видосы не все смотрят. Хаза мына то 40 кеші қарай, то 37 кеші қарай, мына 37 кеші, ведь они не могут мне сказать, біз Башқұртстандан. Это білсін кім қарай, мен білмеймін кім қарай мені. Я же не вижу, кто сидит за мной. Вы меня, я вас не вижу. Это такая вот тема, да? Допустим, мына ТикТокта 3 кіші гына утыра, Ютубта 34 кіші утыра в данный момент. Мимолетные люди могут быть. Олар может даже урыслар утыра. Біз білмейміз кім утырағанда. Поэтому получается, что 34-тан хотя бы бишесі бізнекі болса, значит 5 кіші должен куда-то распространить бұл нашу мені сөзлерімні. Хотя бы 50 кіші ишітсін в дальнейшем. Околга утырсынлар. Мына шулай. А если мы не будем дальше больше что-то делать, то мы опять останемся с носом. Грубо говоря, опять мы в этом рабстве, опять мы-то тут, вы там, интегуда яшивис шулай мына. И потом, мысль такая, давно не говорил, или говорил, не говорил, добавлю. Которые за границей, обычно вот, особенно наезды я читаю постоянно, где-то там от Габасова, да, там или Кашапова, где-то Кузга Тошланая раньше. Но я об этом что-то не говорил всегда. Все думают, что мы какие-то эти, потому что узкожопые сказали то, что мы какие-то придурки, которые вас куда-то ведем против русских. И тут мне до хрена постоянно про это узкожопые пишут комментарии. Негативные такие комментарии, типа, что ты там баламутишь, туда-сюда, ну, короче, так-сатагинда. Мына мен сізге вот хочу насчет этого ответить. Вот прикиньте, допустим, мен юк. Мына мен, допустим, келдім мында, но мен гомырда шықмадым. Просто нахрен, жил бы, как другие манкурты, которые здесь рядом со мной живут. Они молчат. Я их знаю, они молчат. Допустим. Германияда да бар, ондайлар, везде есть. Норвегияда да бар татарлар, Швецияда да бар, молчат, допустим. Они молчат. Я не говорю те, которые кашаповские, вообще другие.
И получается, им неинтересно, что происходит в Башкортостане, Татарстане. Ебут их, Москва, не ебут, оларга сыкмей вообще. Исходя от этого, я вам просто приоткрою, так скажем, вот эту тупую, так скажем, пропаганду узкожопых, которые говорят, что вот эти, которые за Башкортостана баламутят, Татарстана баламутят, Кавказ баламутят и Дагестан, и мы типа херовые там, или там Эрзя, вот это Болоянь, которая, Сырез Болоянь, все. Нет. Вот в этом-то и загвоздка, что мы хотим, как говорится, открыть вам, как говорится, глаза, тем самым доказать, что нам от вас ничего не надо. Нам и от правительства, по сути, ничего не надо. От Москвы вообще ничего не надо нахрен. Нам надо, чтобы они ушли просто с Башкортостаном, с Татарстаном. Оставили вас в покое. И тут добавлю. Если это все произойдет, иншаллах, если, как мы задумываем, свобода, независимость и так далее, чтобы вы понимали, мы можем и не возвращаться. Чтобы у вас, тем самым я вам хочу показать разные стороны нас, чтобы вы понимали, что бізге оннан ісі де түгіл, солқын да түгіл. Допустим, мына сіз мені в дальнейшем увидите в лицо. И вы запомните меня, везде мои, блядь, фотки будут висеть нахуй, наверное, блядь, разыскивается там, ахтунг, блядь, шайза, блядь, или что-то в этом роде, блядь. Убить там нахуй, вот этим, типа того нахуй. И вот в итоге, я даже не возвращаясь к вам, допустим, Башкортстанымға қойтмасам да, сіз яши башлайсыз, допустим, свободный Башкортстанда. Допустим, это я вам просто показываю пример того, что мы вам не враги. Допустим, сіз свободаны аласыз, біз свободаны сізге алып береміз, допустим, и біз шығып кетеміз. Башкортстан мен Татарстанда біз яшамайбыз. И шунда вы увидите фарқыға барасыз шунда. Увидите разницу. Понимаете смысл? Мы говорили и делали, и нас не будет. И вы живете в данный момент, мы не говорим, вы живете, и вы рабы. И будет разница. Колоссальная разница. И вот тогда я вам, если живой останусь, докажу, что не от меня зависит ваша жизнь внутри Башкортостана. Надеюсь, донес. Донес мои мысли внутри. Исходя от этого, что я вам что довожу, Руслан Габбасов, Кашапов, вы думаете, у всех какой-то интерес есть. Да, интерес есть. Свобода. Унижение Даншагырга. Это, наверное, может даже личные мои амбиции могут быть тут играть. Уничтожить Москву. Вот только в этом только могу я что-то там доказать вам. Но внутри от меня или там что-то у вас не убудет, не прибавится. Может, конечно, прибавится свобода. А так я вам ничего плохого не имею. И также другие, которые хотят раздолбать эту Москву. Исходя от этого, я считаю, что за себя и за других даже берусь, ответил. Чтобы вы понимали, что бізге, манашул, кешелерге, манашул, от силы нас, блядь, соберется, наверное, со всеми нациями 100 человек может. Может 200. От нас вам ни хрена ничего не будет. От 100-200 человек, которые вам поменяют просто структуру вашей жизни. Ничего у вас не поменяется. Ну, грубо говоря, от нас плохого вы не поймаете. Вот примерно я вам, надеюсь, ответил, чтобы вы понимали, что без сізге душман түгіл. И мы у вас кусок хлеба вашего воровать не идем. Бізге Аллах Тағала мында бере екен, бізді кішіні буйнында яшап жатабыз. Бізге мында дәулет бере, потому что мы беженцы. Всего лишь беженцы из-за этого, как говорится, Путина. А так было бы все нормально, жили бы мы у себя дома. Всего лишь так. Поэтому, надеюсь, вот этот вопрос, который всегда волнует комментаторов, волнует всех этих долбоебов, манкуртов и так далее, надеюсь, я вам ответил, что запись бора, тиктокта запись бора, кешейжите, сізге запись бора, запишите, 1000 раз переведите куда-нибудь на английский, на любые языки, оставьте в архиве где-нибудь, сохраните, у кого есть компьютер. Я вам через столетие я вам скажу об этом также.
Ничего не поменяется. Главное, поменяется, иншаллах, свобода. Вот и все. Нет, имеется в виду, мои слова не поменяются, а то, что вы обретете свободу, поменяется, конечно, иншаллах. Мы будем свободны все равно, Башкортостан, хам Татарстан. Имеется в виду, тем самым, что я хочу сказать, что үстібізге могут наливать всякое дерьмо сверху, разницы нету. Хоть что они могут наплести, блядь, ебаный Москва, да. Им делать нехуй, потому что мы враги. Мы ихние враги, потому что мы говорим правду. И исходя от этого, когда это все произойдет, закончится, да, ведь бізге мына шу 200 сум берелер екен, біз шу 200 сумга да яшарга может біз. Разницы нет. Или там, если дадут работать, можем работать. Чисто, чтобы мы жили. И все. А от того, что мы захватим Башкортостан с Татарстаном, от этого мы не разбогатеем. Понимаете? Нам ничего не нужно от этого. Нам всего лишь нужно, чтобы самый такой, есть такой, может быть, хитрый план, может, вы подумаете, это өзіміздің туғанларны көрерге, өзіміздің туғанларға қайтарға. Вот и все. Хотя бы там ата-бабаларыбызны қабіріне баруға, хотя бы вот так, понимаете? А по-другому мы не зайдем туда уже никогда. Вот в чем прикол. Вот так вот. Надеюсь, я вам развеял эти ваши принципы такие, что мы какие-то иноагенты, мы какие-то, сука, хуй поймешь кто, блядь, вас рассорить хотим с Москвой и так далее. Нет, нет. Просто мы вам конкретно говорим, что Москва bizning dushman, и ул bizning qonimizni ichi уже 500 yil. 500 yil. Men tarixni olama bilsam, допустим, burun olama вообще bilmasam толком, да, чё почем, неправильный тарихны biz o'tganmiz. Mana дальше, mana hozir bila boshladim, и шул vaqtda bilsam, может, я уже тогда топить начал бы. Но я потихоньку начал понимать, что где правда, где ложь, и понял, что, блядь, нахуй, коммунизм это было дерьмо, нахуй. Где bizning нәнәйләребез этот нәрсәкә картатайларыбыз алдауда яшаган, блядь. Алдауда яшаганлар, которые ходили все такие галстука красных, нахуй, пионерами были и так далее. Это было все ложь, блядь. И они за лживую, нахуй, пропаганду умерли. За лживую жизнь они отдали свою жизнь. На войнах всяких, блядь, финская война, блядь, вот это, блядь, немецкая война, потом японская война, чё только не было, нахуй, да хуя чё было, и везде, блядь, наши попадали, везде, французская война, вот эти северные амуры, башкортлар хам, казахлар болған анда, оказывается, северные амуры-то ходили до Парижа, выебали Париж, грубо говоря, получается, блядь, біздікілер бүтін жерде болған. Понимаете? А хазыр біз олар йөргән җирләрне біз топтап йөрибез монда. Шунарга безгә горур йөрергә кирәк. Горур йөрергә кирәк. Ни өчен безнең ата-бабаларыбыз бу җирләргә килеп бастынлык кылган. Бу җирләргә дошманларны куып килгән. А без Мәскәүдә утырган дошманны куып чыгара алмыйбыз. Мона шунарга йөрәк әрни. Аңлыйсызмы? Шунарга хреново, блядь, что мы до такой степени опустили за эти 500 лет, понимаете? Позор, блядь. Давайте вот Мурат Нумада послушаем, как раз наш брат этого. Ишмурат Хазрат. Дорогие зрители. Что он хочет сказать? 3 минуты. Канала попался мне один интересный пост. Там молодой человек задает вопросы такие насущные, актуальные, да. Его пост касается того, что сейчас собрался Курултай в Башкортостане. Я думаю, не нужно объяснять тем, кто в курсе башкирских новостей, что такое Курултай. Ну, короче говоря, этот молодой человек говорит, вот, наблюдая за тем, что происходит в Курултае, что обсуждают, чем гордятся и так далее, у меня, говорит, возникла вот такая мысль взять и всей молодежью, то есть всеми такими продвинутыми людьми из нашего народа переехать куда-нибудь в другую страну. Вообще создать с нуля новую страну, новую экономику. Может быть, это даже какой-то остров будет, он говорит, да. Арендовать остров и жить там. Я сначала хотел так долго поотвечать на его мысли,
но потом решил это видео сократить. Удивительная мысль. Знаете, вот вопрос иммиграции, как живется людям за границей, что значит с нуля строить жизнь хотя бы на уровне одной семьи, это большая история. А тем более, если мы попытаемся размышлять о строительстве какой-то новой страны, микрогосударства, пусть где-то на острове. Это вообще такой долгий разговор, поэтому я тут хотел только на одном аспекте заострить ваше внимание. Вот этот пост, некий крик души от молодого человека, я считаю, это самая лучшая оценка всего, что называется сегодня Всемирным Курултаем Башкир. На этом Курултае, конечно, будет очень много громких слов, много пафоса, много будет озвучено достижений, да, в кавычках, будет рассказываться, как хорошо башкирам на войне с Украиной, что там где-то на СВО вот сидят счастливые башкиры, да, и мечтают там погибнуть и так далее. Еще много чего будет рассказываться на этом Курултае. Гордость за свои успехи будет озвучиваться там. Но вы просто зайдите в интернет и почитайте, что пишет о вас народ. Люди уже настолько устали от вас, от вашей гордости, от перечисления вами каких-то достижений, что готовы переехать на какой-нибудь остров рядом с Таиландом, Индией, и чтобы не видеть только вас. Я считаю, что вот этот пост надо как-то вот распечатать, в рамку поставить максимально большую, да, и повесить на дверях вот этого Курултая, а желательно в каждом кабинете, где заседают те люди, которые сегодня приглашены на Курултай. Mana qisqa gana 3 minut kimdir kesib olgan или o'zi 3 minut gana so'lagan. Mana Ishmurod Hazrat, который munda gana menim qirda yashaydi тоже. Hali ko'rishganim yo'q onam bilan. Но никак этот что-то в ту тему, в степь я не еду. Туда-сюда yurganman da, durustini aytsam, yo'l kiraga lishniy o'xsha yo'q. Блять. Durustini aytam. Ishlamagach qiyin. Итак, что я хочу добавить насчет острова. Bu молодой человек bilan men kelishmayman narsaga, потому что bizni ota-bobolarimizni yerin bir kimga g'umrda bermasga kerak. G'umrda o'tkazmasga kerak. G'umrda ul temani ko'tarmasga kerak даже вообще. Men Ishmurod Hazrat bilan ko'p narsalar bilan zamin, u, как говорится, imom da bo'larga может, u o'qimishli, Qur'onni bila, naizuz degan kabi, mana ilmli kishi endi, как говорится. Bizda onda ilm yo'q, ona kabi, u o'qigan, как говорится, u g'arab davlatlarida o'qib kelgan shekilli shulay deb o'ylayman endi. Ko'zma-ko'z ko'rishganim yo'q hali men onun bilan. И вот получается, что я хочу вот добавить от себя. Само собой, наши земли нужно, наоборот, как говорится, забрать у захватчиков и полностью, получается, наоборот, заселять нашими. Понимаете, башкиртларны, татарларны со всех регионов загнать туда. Как всегда все говорят, как Израиль. Как Басов говорит, как Швейцарию сделать, допустим, да, ведь мы можем хоть как его называть, но он будет все равно Башкортостаном, Татарстаном, разницы нету. Главное добавить все земли, которые я вам озвучиваю всегда. Все земли забрать. Также забрать все земли, отдать, точнее, Казахстану. Без боя, без ничего. Казахстан, бля, у нас вообще границ не будет. Вот Аллах верса, если я буду жив, дойду до этих времен, границы с Казахстаном у нас не будет ни с кем. Ни с кем. Она, Башкортостан и Татарстанда гарантированно границы с Казахстаном не будет. Нам не нужны эти границы. Нам нечего с ними делить. Дальше они там с Кавказом сами разберутся, хотят границы с Кавказом или нет, это их дело будет. А bizda bo'lmay никак, потому что bizni birinchidan tug'anmiz, ikkinchidan tilimiz bir, даже не то, что там ikkinchi tilda yeb bo'lmaydi, tilimiz bir. Ona so'lay bo'lmin, bir-birimizni anglaymiz, kim so'lasa-da anglaymiz biz. Итог, урысlarni методы bilan g'umrda yashamasga, но граница будет в другом месте. Вот в конец, короче, Татарстана, где кто будет соединяться, там дальше,
вот это, блин, unutmuşum isimni. Ну, короче, Ингрия. Вот с Ингрией, если Татарстан захочет, сделает границы. Если нет, нет. А вот именно Нижний Новгород с Москвой, это Эрзя и Мокша, а как они сказали, не называть их Мордвой, это Эрзя и Мокша, две нации. Получается, они, Нижний Новгород и Рязань, они должны будут сделать огромную стену, блядь. Огромную, блядь, как китайская стена. Хоть, блядь, 10 километров нахуй ширину, блядь, его делаете, блядь, как хотите. Высоту тоже, блядь, 10 километров вверх, блядь. Вот Москву, блядь, стена ясарга обязательно. Чтобы эти шизанутые твари не проснулись, блядь, через 50-100 лет. После нас. Понимаете? Вот суть какая. Biz bit o'zimizgina uchun tugul bit tirishamiz. Biz ota-bobolarimiz bizga nechik jirni qoldirgan, biz как ota-bobolar bo'lib, unuqlarga qoldirga tiyish bo'lamiz. Понимаете? Дальше. Всем nevara-chevaralarga hammasiga qoldirishga bizni nima qilish kerakmiz? Harakat qilish kerakmiz. Понимаете? Только таким образом мы должны действовать. Вот как нам оставили земли, допустим, вот Узбекистан, как он остался, Казахстан, как он остался, примерно вот эту целостность мы должны разобрать между собой. Всю эту целостность, и потом уже кому что положено, раздали, отдали, все, по рукам, а не как эти кыргызы с таджиками, блядь, во время Рамадана воевали, долбоебы. Вот так не будем делать. Нам нахуй не нужна эта земля, блядь. Потому что этой землей сейчас вы не распоряжаетесь в данный момент. Вы уже 500 лет не распоряжаетесь. И хуяс, когда мы вам дадим эти земли, и вы начнете делить земли, нихуя. Такая тема не пойдет. Поэтому, исходя от этого, с разными жерлерine, bütün жерлерine, Башкортостан üstke gene ola. Üstke. Ostan bir narsa alınmay. Казахстан bilan ting bo'lina bütün ayber. Что ихнее было по истории, все ихнее. Башкортостанга лишнее нахуй не надо. Наверх идем мы. Вверх это все наше будет. Поэтому мелочиться не нужно здесь, огрызаться. И татарларга предупреждать тоже. Татарлар хитро выебанные, алар начнут там сыр-бор делать. Нихуя, им тоже мы заткнем нахуй сразу рот, блядь. Если будут выебываться. Особенно вот эти татаристы сраные, блядь. Поэтому только ползем вверх и строим стены по краям. Допустим, вот за Челябинском что-то там непонятно будет, какие нации будут. Вот туда будем строить стену, на всякие пожарные. Вдруг они заднюю дадут нахуй, точнее, блядь, дадут жопу свою Китаю, блядь. Мы же не можем гарантировать нахуй. И поэтому нам нужно вот от этих узкоглазых разгородиться нахуй, вот этих бурят, этих, хуй поймешь, кто там, бля, вот этих узкоглазые, эти многобожники, блядь, нахуй. Вот они не мусульмане, поэтому нахуй их, блядь. И от них стену будем держать. Вот примерно так. Со стороны Москвы будет стена, и со стороны вот этой ебаного Китая, нахуй. Нужно будет стену создать. Не надо жалеть на него деньги. Bütün, блядь, нахуй, керек болса тауларны жимырып, шунда бетон салырга, нахуй. Бетонировать, нахуй. Стены, ворота. Все, и на каждой стене вороте будет часовые, нахуй. Как в прошлом, блядь. Там будет войска у нас, и пограничники. Вот они будут работать. От Новой Земли, заканчивая Кувандыка, будет погранцы. Вот так они поперек, как это, по горизонтали. Точнее, по вертикали будут стоять. Вот так, представили карту по вертикали наверх. Кувандык танк башланды, кетті наверх нахрен. А низ, Казахстан, не надо границы, ничего не надо. А вот вверх, правая сторона Челябинска, Екатеринбурга, должна быть граница обязательно. Потому что там хуй поймешь, кто кого будет ебать, блядь. Потому что бурятам, алтайцам доверия нету. Доверия нет, они многобожники, они могут в любой момент отдать жопу Китаю, блядь. Мы не можем гарантировать. А вот будет гарантия когда? Когда мы с ними договор сделаем. Какой? Чтобы буряты, Алтай и вся вот эта шушера, мелочь вот эта, разобрались и нам дали ответ, что они не поглотятся сами по себе Китаю. Вот в этот момент мы должны будем сделать все регионы, Кавказ, Ингрия, все должны делать, блядь, конкретную, блядь, нахуй договор, что эти долбоебы не отдадутся Китаю. Отдаваться Китаю, это что означает? Это
отдать все природные ресурсы, блядь, в первую очередь. Во-вторых, нахуй, весь лес, нахуй, так и так там уже перепилен, нахуй, там пилить нечего, блядь. Если помните, летом ехал мой товарищ, башкирт, короче, ну, братишка индул меня, блядь, он дальнобойщик. И вот он проезжал, говорит, блядь, Алтай или Читу, блядь, короче, Тыву, он охуел. В Тыве топят печки, блядь, углем или чем, блядь, он охренел просто, блядь. Там деревни показал, блядь, Ушамкит-то, блядь, разруха, блядь. Разруха, блядь, нищета там, блядь, там жопа нахрен. Представили? Это Россия. Понимаете? Получается, там, бля, я не знаю, и в Башкортостане почти то же самое. Вот за Челябинском там жопа конкретная, блядь. Вот за Челябинском, за Екатеринбургом там пиздец нахуй. Поэтому их легко могут проглотить нахуй Китай. Не Монголия, а Китай. Поэтому мы должны, как говорится, с них взять, блядь, нахуй бумагу нахуй конкретно, что эти долбоебы, если у них что-то пойдет не так с Китаем, должны позвать нас на помощь. Чтобы мы пришли тут, башкиртлар, татарлар, казаклар пришли и пизды дали к Китаю, чтобы они не проглатывали их, блядь. Понимаете смысл? Потом, блядь, блядь, на той полушарии у нас будет весь Китай, нахуй. Вот так вышел, нахуй, с Челябинска, нахуй, с балкона, и там Китай, нахуй, увидите. Сука, деревни, нахуй, китайские. Нахуя нам они нужны, блядь? Понимаете смысл какой? А Путин так и сделает, блядь. Если вот эта система Путина будет, так и будет. Он уже, нахуй, как говорится, в жопу дает Китаю. Давно уже. И сосет добавок. Поэтому у нас не должно быть вот этих дебильных вещей, чтобы оставить и поехать, отвечая на вопрос этого Ишмурат Хазрата, никакой остров как Итмибес, блядь. Бізді мана шул жиребіз. Никакой остров. Сіз думаете, островта рахат яшаргамы? Мен ана Лафатенде яшадым, Норвегияда, островта. Кутағам, bütün жерде су, блядь. Не туда пойдешь су, мында су, блядь. Только бір жеріне сухо бар, бір жерден ғана шыға аласың. Все. А здесь тупик. И представьте, и вас кто-то захватывает остров. Вы куда будете бежать? В море, что ли? Вам бежать некуда будет, блядь. Сдохните там, блядь. Рабами будете. Даже обычные просто пираты могут вас захватить на острове, блядь. Это же идиотизм полный, блядь. Огромная земля не зря дана нам. Аллах Таалам бізні, мұсылман болуымызны уже білген. Башқұртлар, татарлар, қазақтар мұсылман болуыны біліп тұрып бізге шу зур жерні берген бізге. Қадырын білерге керек. Қадырли білерге керек жері бізні. Вы что, блядь, нахуй? И то, что Хазрат такое выкидывает, с одной стороны, конечно, интересно, но в то же время я против. В то же время я против. Вот это будет полный кошмар. Кстати, давайте почитаем, кто-то ответ написал какой-то. Аль-Бурджуни какой-то. Вашей ваххабитской Саудии тоже казнят и на 20 лет за критику короля. В Афганистане вернули браки на девочках. Нигде в мире нет процветающей суннитской страны. Одна ИГИЛ, Саудия и Талибан. Только более светские, как Турция, живут более-менее. Только более светские, как Турция, живут более-менее. Это нахуя он это ответил ему? Вот под этот эфир, где он про остров говорит, ему это такую хуйню написал. Я что-то не понял. Блядь, я же здесь не могу писать, блядь. Я бы сейчас ответил бы. Только подал заявку. Надо было раньше включать заявку, блядь. Не могу написать. Черт. В другом блок здесь не могу написать. Короче говоря, Туганар, примерно я надеюсь насчет вот этого Ишмурат Хазрата ответил. То, что Ишмурат Хазратом кто общается, передайте ему, что такая тема не катит, короче. То, что он говорит, его подписчик, это не катит. Все, вот так. Ему инда я позвонить не могу, сказать, блин, Ишмурат Хазрат, что ты тут какую-то херню нанес. Айтальми бетины, блядь, уялам, блядь, олай. Шулай. Так, дальше. Писательница Гузель Яхина рассказала о своем переезде в Казахстан. Писательница переехала. Это было очень непростое время. И эти 3 года
Гузель рассказала о своем переезде в Казахстан. Ну, Гузель Яхина, если переехала в Казахстан, я поверхностно даже заходить слушать не хочу, примерно я понимаю. Ну, не могу сказать пока молодец, но могу сказать альхамдулилля, что переехала. Молодец, не молодец, я не знаю. Но это с Гузель Яхина, если кто не знает, это которая Зулейха открывает глаза, что ли, она вроде бы написала. Как раз в это время я вроде был в Норвегии, когда она это писала, или потом, я не помню, короче, когда это афишировалось. И эта тема, само собой, наверное, не понравилась Москве, но она написала. И не знаю, на какой почве, и какой почве, я даже слушать не хочу, при какой почве она туда зачем поехала, непонятно. Здесь нету описания, поэтому слушать долго уже смысла не вижу. Но суть, то, что она писала, это Зулейху, Зулейха, которая открывает глаза. Напомню, текст, кто не знает, в чем фильм и так далее. Это Зулейха, наша татарка, которая, как говорится, была, так скажем, захвачена этими тварями узкожопами, и, получается, была потом мужа то ли сажают, то ли убивают, и потом ее берут силой и забирает какой-то поп ебаный, какой-то из церкви, и ее имеет по полной программе там, в церкви. И примерно что-то такое я помню. И в итоге, короче, эта Зулейха, получается, заложница этого узкого мира. Вот что творилось нашими, получается, предками, понимаете? Вот что они пережили в прошлом. А вы молчите, блядь. Понимаете? Столько насилия было. Вот вам к насилию еще добавлю одну вещь. Вот насилие было недавно. Как недавно? Оно шло давно. Мы узнали недавно. В Сирии. В Сирии, в тот день только говорил, 19 лет зашла в тюрьму и в 32 выходит с 3 детьми там, или с 5. С детьми выходит человек. Кто ее имел в тюрьме, блядь? Да потому что каждый имел, блядь. И она рожала в тюрьме. И мальчик не знает в тюрьме, что такое птицы. Понимаете, везде же это уже сказали. Полный ужас. Ужас просто. Исходя от этого, сирийцам, еще раз, альхамдулля, что они это все, грубо говоря, побеждают, да? Вот до победного идут этому. Теперь остается, увидев эти все примеры, вспоминая наши косяки, мы должны теперь так же сделать. Восстать против Москвы. И уничтожить раз и навсегда это, как говорится, адская нахуй точку на карте. Полностью. Только потом мы начнем нормально жить. Другого варианта у нас нету. Если мы будем вот так молчать, у нас тоже в дальнейшем будет, блядь, каторги, будут еще что-то, бурлаки, блядь, на Волге, в Казани и в Уфе. Что-то в этом роде. Или там в Чечне бутылки нахуй будут со швабрами и вантусами нахуй в жопе, блядь. Примерно так, блядь. Так, дальше. Опять этот какая-то хрень. Надеюсь, меня слышно? Туганлар, меня ишітіләме? Это я был, что ли? Да я не помню уже, братан. Түркияда яшайсыңмы? Yok, Türkiye'de түгел. Türkiye'de мен Türkiye'ni ненавижу. Türkiye'ni тоже сәгірген нахуй. Кутаққа керекмей тұрған, блядь. Халық, блядь. Ненавижу их, блядь, уродов. Туркияны отдельно потом, вот если здесь наткнемся, я отдельно вам расскажу. Турцию добавим еще. Турцию еще буду обливать дерьмом, еще долго буду обливать нахуй. Ну, могу бурнын ашып қойырға, точнее, блядь, как это? Начало начать могу. Эрдоган что сказал? Во всех передачах это слышу, мне тошнит. На земле, говорит, только 2 президента. Этот Путя и я, говорит, на себя кулына мынашылай, кулын үзіне көрсатып, мен, де, түрікша сөйлей, мен и Путин. Это что за хуйня? Это то же самое. Давайте, я вам, блядь, год уже, да, говорю, Башкортостан, Татарстан, азат булачак. И я такой, мынашылай, Путин, блядь, бірге.
Men shulay aytam. Putin bilan birga osod bo'lamiz. И как вы будете на меня смотреть? Как на меня будете смотреть? Почти 10 тысяч подписчиков в ТикТоке, Казахстан. Он скажет: Туганов, ты ебанулся? Казахлар мне так скажут. Не то, что башкиртлар, татарлар. Казахлар скажут: ты долбоеб. И это Эрдоган сейчас это сделал. Я думал, это старое. Я, помните, в одном эфире говорил, это в Инстаграме я видел. А это не Инстаграм был, оказывается. А это новое в Ютубе. И я сам себя наебал. Получается, блядь, в Инстаграме то, что кидает наверх, идет. Я же Инстаграм не понимаю. Просто кіріп қараймын иногда, оқып тұрам. Канал у меня там тоже есть, потому что гружу, и нихуя там толка нет все равно. И я не думал, что в Инстаграме залетают какие-то новости, и вперед они идут. Я думал, оно старье, блядь. И в итоге он оказывается новое, блядь. Это новое, оно, то, что выскакивает, это все новое оказывается. Я не подписан в нем, блядь. И тут получается, на следующий день, там несколько дней назад, и тут бах, один узкожопый говорит: Эрдоган же сам сказал, что я на земле и Путин президент, другие никто. Он сказал. Типа других он не признает. Только на земле, оказывается, хороший президент — это Путя и Эрдоган. И после этого туганлар, Башкортостанга, Татарстанга сұрау: сіз хотите с Турции захватить Москву? Вы что, ебанутые? Вы как? Вы захватывать собрались, блядь? Поймите, политики, хоть я не политик, нахуй, одни шлюхи. Понимаете? Не зря сказано, блядь, что политика — это проституция, блядь. Вот они и делают свои дела. Оларға баланс керек, ойнарға керек. То мында, понимаете? А біз халық. Бізге ойнашлар керек ме? Біз күтләк түгел. Мы же не жопошники, чтобы играться. Мы люди, блядь. Нам не надо игры, нахуй. Нам жить надо. Бізге, блядь, дальше дүния көтерге керек. Яшау керек ме? Бізге ойнарға керек ме? Эрдоган ойнаймы, Путин ойнаймы анда, Асад ойнаймы, нахуй. Пусть они сами уйнясын өзінің құтағы білән. А бізге не надо игры, нахуй, тут свои показывать, понимаете? Поэтому, исходя от этого, у нас не должно быть даже, нахуй, зареканий на ту сторону Турции, блядь. Мы не имеем, нахуй, на это, во-первых, право уничтожать себя через их, блядь, ожидая ихнюю помощь. Потому что ихняя помощь хуй когда придет. Напоминаю всегда вам, 500 ел өтті, Турциядан ярдам келгені жоқ. Қоя. Тоған деялар. Этот, когда когда-то что-то загружал, помню, когда я только начинал эту тему, вот это продвижение того, что я буду против мобилизации бороться и так далее, и там где-то я наткнулся на вот этого Заки Валиди. Ну, Заки Валиди тоже в свое время убежал туда-сюда, короче, и в Турцию попал. И чё? Они, Заки Валиди, с турками победили Москву тогда? Победили Русь они? Как вы думаете, зашли? 100 лет назад это было, не 500 даже. Не зашли. Потому что Заки Валидина кутакада курмаганлар. Потому что Заки Валиди был один. Он был один. И теперь поставьте на его пример Салавата Юлаева. А Салават Юлаев кем белән булган? Салават Юлаев халык белән булган. И когда помощь просил Салават Юлаев турков, турки сказали: иди нахуй. Ему не помогли. Турки не пришли Салавату Юлаеву помогать. И шунда Салават Юлаев, наверное, предполагаю, его мысли читая, может это, конечно, неправда, но предполагаю, что Салават Юлаев айткан: үзебез генә, безгә ышанырга кеше юк. Үзебез генә эшли алабыз урыслар белән. Вот так. Понимаете смысл? Поэтому нужно догонять смысл всего, кто кем был. Не нужно, блядь, сталкиваться всякими. Как раз таки к нему даже можно сравнить. Вот я же тоже историю не знаю Башкортостана досконально. Шаймуратов генерал. Нәрсә эшләгән. Какого хуя он что сделал? И генерал, и в то же время Руслан Габасов говорит, он предатель. Получается, значит, Руслан Габасов историк, он знает.
Получается, мы не идем за Шоймуратовым, а за Шоймуратовым идет Хабиров. Получается, значит, что-то не то тут. Почему Хабиров за Салават Юлаевым не идет, а идет за Шаймуратом? Потому что Шаймурат тоже был, значит, манкуртом. Шундыхаль, Дуслар. И тут вот, давайте почитаем, о чем тут опять кто-то пишет от подписчика. Давайте прочитаем. Интересно, просто идет от телеграмма Башкорт, короче. Перевод с башкирского сделан с помощью чат GPT. Руслан Ага. Я хотел разместить такой пост в одной из известной башкирской группе, но его не опубликовали. Просто такие мысли. Посмотрев на Курултай, осознав, в каком состоянии находится наша нация, мне пришла такая идея. Давайте башкирская молодежь соберется и переедет в какое-нибудь другое место. Ну вот это, которое Ишмурат Хазрят говорил. Теперь в устном, таком тексте, блядь. Серьезно, не как беженцы, конечно. Скопив немного денег, мы могли бы переселиться в какую-нибудь более свободную страну или арендовать остров, где смогли бы развивать свой язык и создать новое государство, своей экономикой, свои порядки, все было бы нашим. Как раз хорошо это напоминание, я забыл один момент насчет денег. Давайте добавим насчет денег. Вот эта мысль улетела, вот напоминание мне. Как раз, помните, я всегда говорил, и то, что даже в начале эфира говорил, что один эфир у меня пошел, и Куштау Байрами сейчас мой видео там ходит, говорят, да? Я увидел, кто закинул, Рахмат Синга дидим бетендемен. Тут мысль. Помните, мы там дронить Москву. А дронить Москву, что это такое? А это по 20 гривней. Украинцы сказали мне, собираем каждый чем может. Вот это называется дронить. И это называется донаты. Исходя от этого, что я хочу сказать? Не легче ли собрать эти инвестиции, чтобы мы уничтожили Москву, а не строили какой-то остров, блядь, нахуй, хуй знает где, блядь. Понимаете, туганлар? Где, блядь, суть вот этого идиотизма, кто это написал? Вот этот комментатор, который писал на башкорт тілінде, пусть мне напишет. Телеграмма Макерсон, 1000 раз говорил. Хорватия, беженцы, телеграмма у меня называется. Зайдите, пишите мне в личку потом. Найдите меня там, в личку напишите мне. Туда в эфир можете не писать свои секретные мысли. Вот так вот. Поэтому, исходя от этого, язык меня месяц, блядь, суляшам. Если вам не доходит, что вы какой-то херней маетесь, блядь. Я ж бала язган депулиминда. Ярар. Окей, это его мысли, мы его как бы послушали, услышали, поняли. Но инвестиции, до сих пор это в приори, инвестиции всегда мы будем принимать, в каком понимании? Только для уничтожения Москвы. Вот если кто-то хочет из наших башкиртхан татар бойларына, это касается, инвестировать, то инвестируйте в наше дело по созданию этого батальона, отряда, группы уничтожения Москвы. Вот это будет ваш, во-первых, мощный взнос, плюс изгилик үшін Алланы юлында была тұрған іш бұл. И самое главное, за джихад против Москвы. Джихад мы должны сделать против Москвы. И это будет наш долг, если мы даже там сдохнем ради Аллаха. Потому что за освобождение своей земли, я считаю, что мы, иншаллах, будем людьми райского, как говорится, происхождения. Дальше уже я даже читать не хочу. Потому что тут уже то, что он сказал именно. И тут вот этот момент прочитаю. Кто-то скажет, башкиры были, есть и будут, это наша земля, мы никуда не уйдем. Но нет, здесь уже ничего не принадлежит вам. Башкиры исчезают, процесс идет. Здесь еще свое добавлю.
вот после вот этих слов мне мысль сразу прилетела. Помните, летом мне кто-то закидывал, я читал один комментарий, потом в оконцовке оказалось от подписчика. И вот тут то же самое. Понимаете, это может даже написал на башкирском кто-то, но вот после вот этого предложения мне аж запах пошел того, что это дал наводку узкожопый какой-то. Почему? Узкожопые не смогут победить башкиртов и татар. Никогда в жизни. Поэтому они решили таким методом дать наводку на весь эфир, чтобы, блядь, нахуй, кто-то сказал такую дичь, нахуй, и чтобы, блядь, башкир-татарлар послушали, вдруг это прокатит, блядь, и просто собрали все чемоданы из Башкортостана, с Татарстана и уебали куда-то в Залупкино остров, блядь, нахуй, под названием хуй поймешь кто, блядь, нахуй, в Африке, допустим. И там начали жить, блядь, и создали новый Башкортостан. Но, блядь, нахуй, без Урала, как он говорит, да, Урал таусыз, ну, блядь, какой-нибудь, нахуй, Тау-Блайндон, да, баром, найдем Тау и назовем Уралом, допустим. Как раз очистка территории занимается Москва. Никак не может очистить нас. И вы, получается, ну, допустим, вот такие люди, вы на блюдечке, грубо говоря, преподнесете им подарок и уедете какой-то Залупкино остров, где там ни хрена под землей не будет, ничего не будет, ни нефти, ни газа, ни золота. Окей, там может жара будет. И вот мы будем там жить. Рахат аэме. Представили эту мысль? Просто я охереваю. Это получается не то, что Путин проебал Сирию. Это будет нахуй крах башкиртов и татар. И саморучно уничтожение нашей земли и нации будет. Понимаете смысл? Поэтому такие темы с нами не прокатят нахуй. Такой хуйней, не дай Аллах, вам в голову никто пусть не бивает. Это дерьмо, это полное. Шунарга, шунды дичь, я просто ушым китайында иногда прям нәрсеге иткенімді оқығанымда, и это если кто-то, ну, еще проводит где-то, блядь, параллели какие-то, нахрен. Бізге так и так ауыр, блядь. Башкортостан и Татарстан страдает от своего манкуртства, во-первых. Біздің ішімізде душман. Біздің ішімізде бардак, блядь. Шу бардактан әлі құтыла алмаймыз. А тут нам предлагают просто брось этот бардак нахуй, соберись и уезжай там создай башкиртов. Вот я здесь. Мен башкирт, татар, узбек, я здесь. И чё? Я чё, захватил Францию, что ли? Или чё, создал здесь какой-то алгамират, что ли, какой-то? Я ничего-то не понял, блядь. Понимаете? Олай болмай. Har bir kishini не зря же aytilgan. Kendi qoning qoida tugilgan. Допустим, meniki вообще O'zbekistonda. Mana shul yer u bizniki. И значит, bizni ota-bobolarimizni kindik qonlari Boshqirdistonda, Tataristonda tugilgan, Qozog'istonda, O'zbekistonda tugilgan, значит, u yerlar bizniki. Не то, что 500 yil, а Atilla vaqtidan, блядь. Atilla vaqtidan bizni yerlar ol. Вы чё? Atilla bermagan yerlarni hozir endi какой-то boshqirt kelib berib jebariga o'lay. Это что за хуйня, блядь? И тут два комментария почитаем. Точка какой-то пишет. Такие, как этот автор, письма и там достанут, куда уедут жить на ПМЖ. И там ассимилируют в 2 счета. Вон, рабы всегда плывет против течения. Если перестанет идти против течения, ему хана, течение унесет. Ну, какая-то хуйня тоже. Очередной наивный башкирский мальчик, откуда такие только берутся? Мо, килишем. Одни за пыпу дохнут пачками, другие вот в такие мани-фантазии уходят. Ха, натуре. Вымирают не только башкиры, но татары, чуваши, русское не черноземье давно уже вымерло. Просто теперь доедает другой оставшийся ресурс.
Ну, тоже какой-то далекий комментарий, но примерно к цели. Добавим к этому комментарию то, что чернозем туда-сюда, шнап-то, примерно я так понимаю, что, блядь, нахуй, весь солдатский эшелон, который вот ушел в армию, это не чеченцы. Чеченцы вон, Кадыров сегодня только говорил, блядь, что, это где-то про него пиздели. Все солдаты у него живые в Чечне. Все батальоны Ахмат это сборище узкожопых и наших. Особенно до хрена там из Бурятии, а этого Чукчи, вот эти, ёпарас, это якуты, блядь, забываю их нацию, блядь. Якуты и Алтай, наверное, еще добавок. Конечно, башкортлар, татарлар, куда бы и без них, блядь. Вот такая херня. Получается, везде наши дохнут. Не то, что Башкортостан, Татарстан келгенлер, а даже Вагнер, да, блядь, безнекелер ульган бетинде. Вагнер, да. Были наши, блядь. И после этого вы что хотите? Конечно, блядь, манда, не то, что чернозем съедает наши земли, блядь, точнее, тела, блядь, башкир и татар, а то, что, блядь, мы сами себя просто так подарили, блядь. Подарили просто так. 18 там 50 yaşka 60 yaşka xatli o'stir da seni, блядь. Onang o'stirgan 18 xatli, допустим. И ты идешь за Путина умирать, блядь. Нахрена эти родители тебя вообще родили тогда, блядь? Вырастили и отдали, блядь, нахуй, на убой, блядь. Это же не Курбан-Байрам, блядь. Чтоб на убой идти каждому башкирту и татару. Когда, блядь, чеченцы смотрят на вас и ржут, блядь. Дохнете вы, а они сидят, семечки грызут там, блядь. Тикток снимают, хуйней маются. Плюс еще добавок сегодня видео показывали, что они где-то куражатся, где-то, блядь, как будто захватили что-то, там стреляют по путям каким-то железнодорожным. Хуйней маются эти чеченцы, играют. А туда в подвал завели обычный народ. И сняли тикток нахуй, чтобы поверили все, что они захватили кого-то и в плен взяли. Хуйней маются люди. Киноактеры, блядь. Им, блядь, нахуй Оскара надо давать, блядь. Хуйней маются во время войны, блядь. Поэтому, исходя от этого, скажу так. Башкирстан, Татарстанга, вам, как вы есть сами себе не поможете, вам никто не поможет. Потому что чеченцы оказались хитро выебанные даже этих татар, блядь. Получается, они себя не убивают за узкий мир. Они себя хранят там, блядь. Для чего-то, блядь, непонятного. А башкирт, блядь, татар, тупорылый, идет, блядь, на войну. Сколько можно тупить уже, блядь? Смешно, блядь. До слез, притом. Не то, что, блядь, ха-ха, и ты күлерге мында, блядь. Еларға керек, үкіріп, блядь. Притом еларға керек. Опять это медведя нахуй, словечки тут. Украина не страна, Зеленский не президент, а украинский не язык. Узкожоповский язык это язык, оказывается. Который, как все говорят, собран хрен знает откуда, блядь. Вы, финно-угры, сраные угри, вы определитесь, сперва найдите свой финно-угорский язык. Где ваш язык, где? Покажите на нем мне что-нибудь, скажите, пойму ли я вас? Приплетая себе узкий язык этот, блядь. Пьяный клоун-фашист снова вылез в эфир со своими дикими средневековыми бреднями. Просто напомню, что этот человек когда-то был президентом РФ, встречался со Стив Джобсом и летал на ЕС, чтобы поговорить о безвизе. Поговорить о безвизе, блядь, нахуй, с Стивом Джобсом, блядь. Я просто в шоке, блядь. Медведь, блядь. Который сегодня, когда там, блядь, в Китае еще что-то пиздел, выступал, блядь, о чем-то. Итак, евреи должны покинуть Германию, и мы сделаем это возможным. Геринг. Я предлагаю российским евреям помочь переехать в Израиль. Мы должны сказать евреям, у вас есть своя страна. Езжайте туда и оставьте нас. Мы тут как-нибудь сами разберемся. Мизулина. Бабушка Мизулина, это не дочь, а бабушка Мизулина что-то такую тему сказала евреям.
Я просто херею, блядь. Получается, тут получается интересное, блядь. Соловей еврей. Этот Эйнштейн в Курскую область поехал еврей. Там, блядь, каждая сука там еврей. И получается, Мизулины что-то, блядь, на 3-й год войны, блядь, в Украине, блядь, в глаза мерещатся начали жиды, блядь. Что-то я не могу понять, блядь. Это что за этот дикий мир, блядь? А я предполагаю, откуда это несется нахуй запах. Оттуда, что Зеленский-то наш товарищ Яхут и пол Украины топит, блядь, за Израиль. Исходя от этого, тут какая-то херня. И в тот же момент, где-то, блядь, услышал такую хрень, что Путин с Нетаньяху снюхались нахуй при долбежке нахуй Хамаса и так далее. И в этот момент они были что-то там, блядь, в игре в одной. Чтобы, блядь, нахуй Сирия, блядь, была как бы в ихней игре. Примерно так. Чтобы, блядь, опять я не был пиздоболом. Конкретно это где-то в новостях я слышал, что там своя игра была. Что тут нахуй евреи хуйней маются, эти сионисты сраные, блядь, нацисты тоже. Тут Путин играет, блядь, Сирией. Они-то в игре какой-то, которую мы пока не понимаем в какой. И тут Мизулина пытается доебаться до евреев в России. Почему? Потому что на днях Фейгин говорил, что он в розыске и охраняется жестко и французской, и всякой полиции даже, когда он ездил в Курске. А потому что, как кто-то мне когда-то говорил, ош еврейлар бар, dediler меня. Ош еврейлар бар ekan, понимаете? Тук еврейлар бар. Подобие соловья, наверное, у Тугинда. Он выбрал свою сторону. Зеленский свою сторону выбрал. А бар еще ош еврейлар. Примерно Ходорковский. Примерно еще кто-то. Ошлар, Кац. Еще кто-то. Навальнисты тоже управляются кем-то. Получается, что ош еврейлар все-таки давят на пятку нахуй Путину, наверное, где-то. И тут, получается, Путину же сказали, что он не может пиздеть сам напрямую. Он дает кому-то сказать это. И вот эта выскочка Мизулина, старшая, бабушка эта ебаная, сказала, что что-то вот такую хуйню продиктовала, блядь. Переехать Израиль. И тут сейчас, до этого разговор, помните, был? Какого-то башкирта переехать башкиртам на остров. Не сходняк ли, а? Что-то сходятся, блядь, мысли. Сейчас я докуриваю, блядь, эту тему. До этого только что, блядь, 5 минут назад. О чем я говорил? И тут вверх поднимаясь к Куштау-Байраме, пишется вот эта дичь, блядь. Что Мизулина пытается жидов выгнать из России. А нахуя тогда этим жидам давали этот, блядь, как этот, сука, блядь, еврейский автономный округ там, в ебенях, в Сибири, блядь. Сибирь уртасында қойдадыр, блядь. Кутак бар, онда еврейлар, онда барамын енді, блядь. Что они там копать будут пиздой, золото искать будут, что ли, блядь? Я копала, синовала, блядь, там, искала золото или что-то такое, да? Что-то в этом роде. Не сходится. А сходится только одной истории сталинской, когда все, блядь, нахуй, фильмы даже, если вы помните, тюрьмы везде, пальцы веером, бандитизм, старые фильмы военные, что жиды сидели в тюрьмах. Понимаете смысл? Жидов пихали вовсю в тюрьмы, без разбора, потому что уничтожали евреев. Коммунизм тоже ебал евреев. И тут получается, латиф салям, получается такая хрень. Если жидов долбили в то время,
А если все, блядь, нация идет под эту раздачу. Идет под эту раздачу. У меня в этот момент, какой-то момент, что-то затупил интернет, блин, опять. Получается, мы возвращаемся к СССРу. Все оттуда, блин, запашок идет. Получается, безнен, допустим, Башкортостан или Татарстан идет под такую раздачу, что получается, если ты не узкожопый, не за узких, и даже евреи будут попадать под раздачу. Если это было сказано Мизулиной конкретно. Это как Жириновский выскакивал из Кремля как петух и говорил, что происходит внутри, потому что внутри это нельзя говорить. А этот своим языком по-свойски рассказывал наружу, скидывал информацию, чтобы народ чуть-чуть хотя бы понимал, что творится внутри. Ну, это его задание, ему давали задание, чтобы он был такой петушок, кукарека нахуй. Примерно так. Получается, путинская система пытается любыми способами уничтожить национальные движения. Потому что евреи тоже есть какая-то ошлар, которые хотят тоже мяса, зрелищ. Они просто хотят захватить Москву. Поэтому эта собака спущена против них. А башкир-татарга оно не может быть спущено, потому что мы бусурманы. Бусурманам не может это спуститься. Почему? Потому что мы идем в одном флаконе с теми чурками, которые с Узбекистана, которых вы тоже орете, обычно Татарстанда, Башкортостанда орете, чурки понаехали. Кушылып, урысларга кушылып, окрасыз. Вот вы с той же категории чурок нахуй, только в кожаных сапогах. Эти лаптоебы в лаптях, узкожопые, а вы в кожаных сапогах. Богаче выглядите, но чурки. Поэтому с вами разговор короткий. Вы никто. Вы никто. Поэтому, а кто здесь? Евреи имеют какой-то баланс, блядь, в природе. Потому что у них лобби, как они говорят нахуй, мощное. А у нас лобби и в Америке, нигде нахуй, где живут наши, нету. Почему? Потому что мы не хотим вместе быть. Мы можем только на Сабантуе, блядь, нахуй, где-то собраться в Лос-Анджелесе, там, Нью-Йорке, Сабантуй сделать, плясать, бухать и трахаться. Только это мы можем. Увидеться в год один раз на Сабантуе и сказать, что мин башкирт, мин татар, но это все на русском языке. Люди собираются в Америке и говорить, что они татары и башкирты. Ну ладно, хотя бы пытаются говорить. Но у них нету лобби. У них нету сборищ такого, чтобы дало бы отпор любой оппозиции, блядь. Подавно против узкожопых или там, кто будет выебываться против Башкортостана и Татарстана. Вот наш косяк. Узбеклерда против Каримова в свое время попытались собраться такие люди. Знаю, понаслышке. Так, тут что-то написал, так. Так, татары всегда были самая близкая нация к русским. Татары самые лучшие. В Москве татары росли среди русских. Что ты врешь? Татары разговаривают на татарском в Москве. И есть общины, и есть, а собираются. Ты хоть что-то знаешь? Кутакбаш, сен меня башта татар тілінде яз. Кутак сынығы, блядь. Татарлар бар деп, меня урысша yazып, меня 3 сообщение yazамын да бір Кутакбаш, блядь. Сен пәтәксә, сен башта татарша язырга үйрән, этсеккән. Мәскәүдәнсеңме, кайдан булсаң да, инәңне сигим. Сөйләш, блядь, башта татар телендә, мин татар, блядь. Мин сиңа татар. Татарга мин татар, башкортка башкорт, үзбәккә үзбәк дидем бит инде, блядь. Этсеккән. Авызыңа сигим, блядь. Ненавижу мына шундый манкуртларны, блядь. И что ты хочешь мне предъявить? Мәскәүне барып сигәм нахуй. Синең белән бергә кушып сигәм нахуй. Син кутакка да кирәкмәсең, ёбаный своим татарским, блядь.
Сен бит мен білем, нахуй, Нижгар татарларын акцентін білем. ЦЦМЦ, блядь. ЦЦМЦ-ны кутыңаттак, нахуй. Кутаксыныгы, блядь. Ненавижу вот эти акценты, нахуй, которые, нахуй, искажают, нахуй, татарский язык. Ублюдки, блядь. Татар, әлүбәсендә, нахуй, үрәнәге сөйләшергә, ташаклар, блядь. Находитесь, разброс, блядь, по всей, блядь, России, блядь, ублюдки. Не можете, блядь, үзегезне телдә, блядь, матур итеп сөйләшергә. Литература укырга кирәк. Потому что шигырьләр ятларга кирәк, нахуй, татар телендә. Ташаклар, блядь. Так. Так, идем дальше. Так, завтра в Грузии, кроме первого, появится также и второй президент. Один президент избран народом, а второй Михаил Кавелашвили будет избран парламентом, полномочия которых признает только часть общества. Телеканал МТВАРИ утверждает, что 14 декабря правительство пророссийской грузинской мечты собирается ввести чрезвычайное положение и комендантский час. Оппозиция каждый день собирается на митинги, но в основном упустила свой шанс, чтобы не допустить узурпации власти пророссийскими силами. На видео поддержка свыше. Оператор подъемного крана выражает солидарность с протестующими. Пока от этого сообщения ни хера не понял, нахрена там у них от парламента появляется еще какой-то президент. Что за президент? Хуй поймешь, за свободу или не за свободу. Я не понял, но главное скажу грузинларга. Вот если кто-то услышит грузины, Гамарджуба, во-первых, Гогорагат. Что я скажу? Туганлар, грузины, хоть и вы крестоносцы, так называемые, да ведь, я вам скажу одну вещь, что башкортлар, татарлар против вас ничего не имеют. Узбекляр также. За все свои нации я вам ответил. Потом, исходя от этого, вы в данный момент сейчас в состоянии украинского варианта. И поэтому у вас есть один только шанс. Раздолбать этого ебаного вашего поддельного президента, который богатого, да, вашего, блядь, какого-то бойвача, блядь. Вот этого своего бойвача, нахуй, обезглавьте, нахуй. Вот и все. Не церемоньтесь, нахуй. Лучше, блядь, нахуй, один раз отсидеть, нахуй, одному, блядь, чем, блядь, гнобить, нахуй, весь народ, блядь, на века, блядь. Один раз ебаните, нахуй, и все, блядь. Или крайняк взорвите ебаням нахуй этого грузина ебаного, который предал ваш народ, блядь. И все, забудьте нахуй про него, блядь. Раз и навсегда, блядь. И матери, и отцу ему скажите, что они, блядь, прородили ублюдка нахуй. Вот и все, блядь. Другого варианта у вас нету. А под Москву стелиться нахуй, это не вариант, блядь. Вот вам веду я эти каналы для чего? Чтобы башкортлар, татарлар очнулись и поняли, что столько дерьма мы наглотались. А вы пытаетесь опять прийти и дальше сосать хуй у Москвы. Давайте. Салам алейкум. Идем дальше. Невзоров. В Новосибирске случился серьезный пожар на военном заводе, обеспечивающем на работу стратегически важных предприятий РФ. В частности, производящих взрывозащитное оборудование тушат вот уже 13 часов. Ну, по идее, я всегда вам говорил, бомбить, бомбить, бомбить. Бомбить Башкортостан, бомбить Татарстан, бомбить все дороги, железные дороги, асфальтные дороги, М4, М5, М7, хоть что, блядь, бомбите все, что идет, блядь, нахуй, на Украину, блядь, эти гребаные боеприпасы. Бомбите все. Нихуя нахуй не бомбят, блядь. Бомбят хуй поймешь что, блядь. Что они там бомбанули в Новосибирске, понятно. Явно уж это не просто так горит, блядь. Бомбанули, молодцы. Я рад, если реально это бомбанули. Но нужно, я думаю, бомбить дороги, которые идут в Украину. Понимаете? Кислород надо закрывать по дорогам для начала. А потом уже дальше, как говорится, уже вглубь. А так, добро даю. Рота Башкорт, который отказался бомбить Башкортостан, украинцам я даю вам добро. Бомбите Башкортостан с Татарстаном. Прямо по Хабировской хате, нахуй, по этой ебучке армянке, нахуй, и по этой Шаймиевым и Миннихановым. Вот туда долбите.
Можете все ебануть знаменитые места Башкортостана, знаменитые места Татарстана, ебашьте везде нахуй. Чтобы, блядь, наш народ почувствовал запах пороха, блядь, нахуй, почувствовал запах крови, нахуй. Чтобы они поняли, как страдают украинцы, нахуй, уже не только 3 года, а с 2014 года, грубо говоря, 10 лет, а может еще раньше, хуй его, когда это все произошло, блядь. Ну, короче говоря, вот столько, сколько страдает нахуй Украина, сколько страдала Сирия, вот эту тему должен прочувствовать каждый наш односельчанин, блядь, нахуй, Башкортостаннан, Татарстаннан, чтобы они поняли. Это даже касается миним туганларга. Вы не думаете, что я туганларга, я сейчас скажу, позвоню, завтра будут бомбить, вы куда-нибудь уедете куда-нибудь там в Казахстан на время? Нихуя. Бомбите по всем нахуй, мне до пизды, потому что они тоже манкурты нахуй. Мне до пизды до манкуртов, блядь. Исходя от этого, туганлар, который нормальный туганлар, сізге мен айтам, мында туганлықта іш тұрмай, тұра біріншіде кішілікліде. Кішіліклі болсаң, кіші болсаң, главный, адам болсаң, Мәскеуге қарсы болсаң, жүрегің болса, мына шунда ғана ты, как говорится, будешь успешным. А в данный момент, блядь, нахуй, ты живешь в дерьме, ты раб, который, блядь, идет просто так умирать нахуй. Вот и все. И вас обнуляют, сажают в ямы и так далее. Идем дальше. Так, ну, комментарий от этого. Али Чаринский. Какой-то огромный. Столько людей, переживающих по поводу оккупации голландских высот сионистским образованием, но где их переживания по поводу оккупации Кавказа и Поволжья России? Да. Да, Али Чаринский вроде начал просыпаться, что ли? А я об этом долблю уже давно, блядь. Я вам тогда еще говорил, блядь, нахуй, нехуй искать, блядь, в турбине самолета, блядь, в Дагестане, блядь, сионистов, евреев. Вы ебанутые, нахуй. Вас, блядь, sizni musulmonlarni до такой степени mol qilalar, mol, siz molsiz, блядь. Mol, sıyırda tugulsiz, mol, блядь. Buzovlar, блядь, buzov, блядь. Buzovlar tege, süt inmagan buzovlar tege, osh, блядь, osh tege, kakirayib bitgan osh, buzovlar, блядь. Исходя от этого, siz buzovlarga aytalar, mana hozir kela, mana munda какой-то сионистlar, которые бомбят палестинцев. Но в этот момент, нахуй, хуярят, блядь, пол Украины, нахуй, украинцев, блядь, и ваших земляков. И вы не видите это. Понимаете, как получается? Вы долбоебные лицемеры, блядь, нахуй. Вот такой критерий совокупления слов надо вытащить. Долбоебные лицемеры, блядь. Вот какой вы народ, блядь. Не то, что быдло, блядь. Вы долбоебные лицемеры, которые видите, блядь, нахуй, в ебенях, блядь, бомбят, а своей, блядь, глазу не видите, нахуй, кутак. Кутак тығып қойғанlar ике көзіңізге, нахуй. Сіз көрмейсіз, потому что ике көкей загораживает, блядь, загораживает ике көкей. Шунарға туғанлар, Чеченада, Дагестанада, бүтін Кавказ, Башқұрт, Татар, Бурят, Чукчылар, ебаный в рот, якуты, блядь, забываю их нацию, блядь. Якуты. Вот эти все, вам я говорю, блядь. Развернуть все оружие с Украины вот прям сейчас, блядь, на Москву, блядь. Представили, блядь, какой удар будет, блядь, в Москве? Просто, блядь, на 90-180 градусов поворот, нахуй, назад, блядь, уйолға, блядь, Мәскәуге. Өлсәгіз да, қолсағыз да, зато Мәскәуні көміп қайтасыз. Зато біз Башқұртстанда, Татарстанда уже мүстақил, рахатланып, яшәргә ынтылабыз. Понимаете? В этот момент мы здесь сидеть смотреть не будем. Если вы такой шаг сделаете, первый я поеду туда нахуй. Что, блядь, нахуй, Башкортостан, Татарстан, это, как говорится, освобождать. Потому что Башкортостан, Татарстан, ішінде да әлі была нахуй целая куча дерьма, блядь, которых нужно будет тоже кастрировать, блядь. А вы этого не можете понять. Шунарға туғанлар, вы должны понимать, что ища где-то в стороне какие-то чьи-то проблемы и жалуясь это Путину, ничего не поможет.
Кстати, как раз про жалобы я в тот день вам говорил уже в каком-то эфире, как придурки, как раз вот этому, блядь, Манкурту скажу, как где этот Манкурт, блядь? Мобильный шиномонтаж, ишет меня, кара, Кутакбаш. Этот татар, блядь, этот московский, блядь. На днях, блядь, Люберцах, сені туғанларың, блядь. Мен Москвадағы татарларны сіккенмін, нахуй. Мене туған түгілсіз, блядь. Кутағым қойдым, блядь. Нижгарские долбоебы, блядь. Қарағыз, нахуй, которые живут с Москвой, понимаешь, в десны целуются, понимаешь ли, блядь. Сіз, Нижгар татарлары, блядь, это сіккенлер, нахуй. Касымовские, как раз если были оттуда, вот вы и есть, которые предали, нахуй, Сүйінбекені Казанда. Касымовские, блядь, по истории, я как понимаю, предали Сүйінбекені Казанда. Которые сдали Москве, блядь, Казань, блядь. Понимаете, нахуй? А Касымовские откуда вышли? С Нижнего Новгорода, блядь, нахуй. Если не пиздит история. Или я не ошибаюсь. Шунарга, туганлар, надо понимать одну вещь. В Люберцах ваши земляки, понимаешь ли, вот эти, имейте в виду, мин Москваны бүтін тишігін білем. В Люберцах, нахуй, вот это, каком-то Кутаковской улице, короче, находится вот эта мечеть. И эти придурки, как раз в то время ТикТока не было, вот ТикТок пусть послушает, в то время эти придурки пожаловались Путину, что его мечеть закрывает, понимаешь ли, этого имама Хазрата этого, какого-то, хира, блядь, какого-то. И там Эбиляр утра, первый ряд, и второй ряд стоят мужики. Пожилые все. Это все нижегородские татары. Не надо там, может, один-два какой-то приезжий, может, есть из Уфы там, или из Перми, откуда-нибудь, оттуда. Вот такие. Все. Там все нижегородские татары, которые всю жизнь целуются с Москвой. И вы, ушлепки, сен меня язасың, сен қара шығып кеттің ме, мобильный, блядь, шиномонтаж, ишет мені, блядь. И құлағыңа іліп қой, нахуй. Вы, долбоебы, пишите Путину, нахуй, всякие записочки и говорите, что вашу мечеть закрывают. Нет, нахуй, собраться вот этому имаму всем, блядь, они же манкурты, как они соберутся, блядь, и сказать: туғанлар, Башқұртстан, Татарстан, қашанға қатылы біз мына шуны шыдарға тиішбіз. Бізді мәшітлеріні Башқұртстанда яндыралар. Вас только закрывают. А бізді яндыралар Башқұртстанда. И никто еще не стал против этого, блядь. Тоже манкурты. Сказать, мәшітлеріні яндыралар. Аллах Тәәләмні йұртына хұжым еткенлер. Біз аңқау көбек қарап отырабыз шунарға. Ауызыбызны ашып. Но зато Құран оқи білеміз. Зато біз иманбыз. Иманлыбыз. Мәдрәсәләрдә оқығанбыз. Но зато Путинға қаршы түгілбіз. Шунарға біз ксивы нәрсеге язабыз. Закорюльки Путину, чтобы он помог, чтобы не закрыли мечеть. Это какой позор, блядь. Это что за хрень, блядь? Син меня язмастан мобильный шиномонтаж. Решай вот это дела, блядь. Решай это дела, блядь. Решай свои, сука, нижегородских татар подымай, блядь, Кутакбаш. Әлі бір кемегіз оннан көтерілгені жоқ, әлі мен нижегородский татарларының бірсін көргенім жоқ. Кстати, один был вроде бы, если он не ошибаюсь, оттуда посадили его как раз. Одного. Директор театра какого-то. Не помню, Сираев, что ли, как-то не помню. Который күлдіріп сөйлешающий, он приколист такой. Нормальный мужик был, блядь. Я верил в него. Его закрыли. То ли домашний арест, то ли что. Ну вот, как этого, другого татарина закрыли. Мэра другого района Татарстана. Не помню тоже имена, блядь. Он там, блядь, исемлерно. Исем кеткен, пиздец. Короче, надеюсь, я вам донес. Поэтому каждый, если ты татар или башқұрт, оңларға тиішсің. Хәр үзіңні қырыңдағы кішіге распространяй. Да уж, блядь. Щенап-то у меня этот... Будь телефоном щенап-то именно тупойски барахлит, прикиньте, блядь. Просто кино, блядь.
идет эфир ТикТок-то, и он это перегрелся телефон, он даже просто работает, просто стоит, работает. И он говорит, перегрелся телефон и отбросило, блядь. Вырубился телефон, блядь. Я херею просто. Тупизм, блядь. Короче, бракованный телефон келген меня. Просто или брак, или эта партия дерьма вышла. Полностью этот партия. Так что Redmi 13S сатып алмағыз. 13S, Redmi 13S, блядь. Мен алдым енді теге ақшасы аз болғаш, дешевый болғаш алдым, блядь. Он дерьмо, короче говоря. Вот он просто в эфире греется, как будто он даже не гретый, блядь, нихуя даже не печет лицо мне. Но тепленький. Все, он дохнет, блядь. Сыгылып қата, блядь. Мына заебал мен, мына телефондар заебал, блядь. Ну, ескі телефоным Аллаға шүкір ішли. Тупизм, блядь, нахуй. Эфир не закрылся, он зато телефон ушел в этот перезагрузку. Бәттәге, блядь. Так, идем дальше, туғанлар. Сіз, потом, так, айтып қоям. Если с кем-то что-то я говорю вам конкретику, да, сіз меня ашуланмағыз, туғанлар. Татар, башқұртлар, сіз меня ашуланмағыз. Қазақ, қырғыз, үзбек. Я вам конкретику говорю просто. Я именно вам лично эту тему, как говорится, не пропихиваю, а пропихиваю всему народу. Чтобы вы понимали это, что это идет на весь народ. Эта тема, понимаете? Это, так скажем, блядь, не личные с вами какие-то, блядь, терки у меня, понимаете? Имейте в виду это, блядь. Меня ашуланып йөрмәгез, блядь. Мен, блядь, ашы хата айтам нахуй, зато, блядь, нахуй подумать нахрен вам остается время. С кем вам дальше жить? Понимаете? А так, вот так, церемониться, блядь, мәмәй кебек, нәрсә әйтем икән, белмим, халыкны ашуланам, юк. Бездә әйтәләр, ашулансаң да, этот астына тышасың, дияләр бездә. Хоть астына тыш, нахуй, дияләр бездә, Башкортстанда. Поэтому ашулансагыз, ашуланагыз, блядь, но мин әйтәм, нахуй. Потому что кемдер сүләргә тиеш бит, блядь. Үзегез сүләмәгәч, мин сүлим. Хули, что делать дальше? Идем дальше. Русизм, новое название рашизм. Это особая форма человеконенавистической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью как человеку, так и природе. Принцип действия уничтожения всего и вся. Тактика выжженной земли отличается от шизофренической формы мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридический, правовой и идеологический терроризм. Джохар Дудаев. Ни хрена, да, сказал он. Вот если это рашизм был во время Джохара Дудаева, значит, он эволюционировал, блядь. Как корона, нахуй, вирус, блядь. Только узкожопый вирус, нахуй, напал на нас. Шунарға туғанлар. Если было бы, наверное, человеческая какая-то сущность, ну, в этом вообще человечность всего вот этого дерьма, наверное, против этого всего люди, допустим, мы, да, ведь еще кто-то, да, ведь не выступал бы, понимаете? Если бы Башкортостан и Татарстанда была бы честность, там, допустим, вспоминая Муртазу Рахимова, нашего президента, более-менее нормального, хоть он тоже не очень нормальный, но нормальный, да. Лучше, чем этот сраный Хабиров, блядь. Не говоря о том, который Рустам Хамитовы были, кто только там не был, блядь. Исходя от этого, вот этот во время Рахимова и так далее, жизнь, да, ведь, была как бы более-менее. И плюс
к этому добавили бы еще, что Башкортостан, Татарстанга излагалось того, что не трогаются президенты, и президент решает о судьбе народа, и Москва в это не лезет. И мы распоряжаемся всем, с чем хотим, и ездим куда хотим, не воюем ни с кем, блядь. И все тихо, мирно живем, блядь. Никого не трогаем, нахуй. Какая-то доля, хуй с ним, уходила Москве. Вот так. Может быть, блядь, и я вам вот эти эфиры не вел бы, не говорил бы. Мне было бы похуй, что происходит. Но, увы, навс, эго вот этих рашистов, узкожопые, я для им новое название дал, узкожопые. Эти узкожопые, блядь, финно-угры, давайте, блядь, более, блядь, правдоподобно будем высказываться. Эти финно-угры просто, блядь, перешли уже все рамки. Уничтожается не только внутри Башкортостана и Татарстана, как Алсынов бегал, природа, а народ. Просто народ, блядь, нахуй, нищий, идет на войну, полностью вот это дерьмо. Вдобавок, блядь, нахуй, война, блядь, хуй поймешь с кем. То с Украиной, то, блядь, до этого Афганистан был, то Чечню долбили, хуй поймешь за что, блядь. И тут, получается, они нам выхода не оставили. Мы не хотим с такими жить. Вот и все. Если вы тоже не хотите в таком дерьме вариться дальше, значит, вы должны излагать свое за и против. И заходить в наши компании. Показывать себя как-то. Пишите меня, телеграмга, мынанда комментарий yazып қалдырыңыз после эфира. Дам я вам свой телеграм. Подписывайтесь. Как-то будем дела делать. Вот так. Чтобы мы набирали людей, которые мыслят как мы. Понимаете? Мы не МММ, как до этого я вам говорил. Мы не секта. Мы вас куда-то не ведем. Какую-то лживую пропаганду. Мы просто хотим вам свободы. И кусочек свободы себе. Bizning bir o'zimizni jonimizga narsa kerak endi. Butun Boshqirdiston bizga kerak mana. Bizga shu o'zimizni yurtimizga qaytib, boshimizni qo'yirga. O'lib keta turgan bo'lsak, shunda o'zimizni ko'msalar deganim. Mana shulay. А не щитилlarda ko'milarga, понимаете? Вот к чему нужна родина, а не остров где-то в ебенях, блядь. Неизвестно где, блядь. Поэтому я считаю, блядь, за нашу родину мы должны подняться все. Нижегородский татар боласың, фарқы yok. Главное, Москваga qarshi bo'lsang, хоть еврей был, блядь. Главное, ты идешь только своим отрядом. А мы башкирско-татарским отрядом идем. Без этого никак. В нашу в тему, да, впутывать я не хочу. Потом, чтобы даже вдобавок еще скажу, не говорили, что в этом отряде против Москвы, Башкорт-Татарларда были еще какие-то нации. Нет, нахуя. Были только мы. Мы и есть та нация, которая должна жить в Башкортостане, Татарстанда. Вот и все. И, конечно же, если кто-то нам из ближнего соседства поможет, это, допустим, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, я не отказываюсь. Я за, потому что им будет мне больше доверия, чем узкожопово брать в свой отряд. Понимаете? Поэтому я считаю, что самое главное поднять свое население. Чтобы оно проснулось хотя бы. Я же не говорю сразу воевать идти, а просто хотя бы проснулось в данный момент, поняло, о чем мы им говорим, доносим для них, им, как говорится, свежий воздух хотим запустить туда, Башкортостан, Татарстанга, чтобы они надышались свободой, так скажем. А потом уже можно будет уже оттуда, исчерпывая, как говорится, свои какие-то моменты, понимать, что мы сможем пойти на Москву. И в этот момент мы уже сможем собирать людей. Кажется, долгий процесс уже, о чем я говорю, да ведь? Что нужен, чтобы вот этого какого-то момента не было, самый легкий и быстрый процесс — это сейчас нам собрать от 30 до 50 лет людей, выехать им за границу, собраться, переговорить с нами,
Хоть со мной говорите, хоть с Габбасовым, хоть Кашаповым, разницы нету. Главное, цель наша одна – уничтожить Москву. Вот и все. У них как бы цель такая, без крови, час X они ждут. А я не ищу час X и не жду кровь, не кровь, разницы нету. Синен тагдырың, судьба твоя уже написана, когда ты сдохнешь, понимаешь? Тут не надо гадать, сидеть где-то, спрятаться. Даже ты в пещере будешь, сдохнешь, блядь. Тебе никто не поможет все равно. Сгрызут там нахуй тебя, все равно ты сдохнешь там, блядь. Поэтому мы не можем, у нас нет такой функции бежать от смерти. У нас нет такой функции, блядь. Вот и все. Пусть как-то глупо звучит, но это так. Идем дальше. Проект «Хочу найти» продолжает фиксировать тревожную тенденцию роста числа заявок от родственников пропавших без вести российских военнослужащих. За ноябрь 2023 года в проект поступило 6876 новых обращений. Это свидетельствует о том, что масштабы этой гуманитарной катастрофы продолжают расти. Башкортостан оказался в лидерах. По заявкам за октябрь-ноябрь их было 454. Каждая из этих цифр это не просто статистика, а человеческая трагедия и чья-то разбитая жизнь. Хочу найти результаты работы. Ну, 454 это поиски. Ну, опять какие-то цифры, блядь. Опять какие-то тупорылые цифры, которым и вам не советую доверять, и я сам не доверяю. Почему? Всегда, когда про убитых, про вот эти гробы, когда я вам начинаю читать, я всегда цифры выставляю, блядь, 10-кратно больше, блядь. Мына қарағыз. Бір күн, допустим, октябрьдан декабрьға хаты идет призыв. Вот за один день призыва, как вы думаете, сколько уходит солдат? Только в одной роте 150. А таких рот уходит, может быть, 10, может 20. А тут они пишут 454. И где тут правда? Дүртіз иллі дүрт кеші Башқұртстанда 3 жыл ішінде юғалған? Блять, это, не знаю, это может только одна работа маньяка. Вот это, если они пропадали бы не на войне, это речь идет явно о войне, блядь, то внутри Башкортостана просто так маньяки, если убивают в год, вот эта цифра может быть 454 в год. И то вряд ли, блядь, там больше может убийства Башкортостана, Татарстана. А тут, говорит, за 23 год, за ноябрь 23 года проект поступило 6876, блядь. За год 6876 это со всей России. Это пиздеж. Теперь напомню, чтобы опровергнуть вот эту херню, добавлю, брейберне. Этот пиздежга, вот эту суку, племянницу Путина давайте добавим. Племянница Путина что сказала на днях? Все слышали? Все слышали, блядь. 48 тысяч, блядь, сдали кровь, блядь, ДНК. Теперь как вам цифры? А? Пропавших. Пропавшие 48 тысяч. Скрытые они, скрыли его, просто кто-то пропизделся. Дура это. И добавим сюда эти 6876. Добавим, а не минусуем. И плюс добавим 454. Теперь понятно? Математика вам. Исходник какой получается? Минимум. 50 это минимум. А так больше 100. 150, 200. Это вот примерно столько не вернулось. А еще, которые идут в одном гробу 3 штуки. Отец, сын, внук. Отец, сын, внук. Дед, сын, внук. Это тройной удар. Примерно. Помните, Невзоров показывал такие кладбища, блядь, внутри Валсбери, блядь.
посылочка вам домой от Валсбери, подарок на Новый год, блядь. 3 трупа сразу, блядь, в черном пакете, в цинковом гробу, блядь. Понимаете, вот в чем прикол, вот где цифры. А то, что, блядь, пишет, сука, вы заебали они писать. Я 1000 раз им, блядь, комментировал, блядь, нахуй такие цифры писать, блядь. Пиздешь это. Особенно еще тебя Башкортостанда тоже, блядь, пишет, блядь, столько, сибай, баймак, блядь, ушалы, блядь, вот так, блядь. Онда да шулай, блядь. Онда бұларға келіп жеткен информация ғана, блядь, которую они сумели отработать и запихать в Телеграм. Бу цифры, туганлар, я вам скажу еще, забегая вперед. О, Ника, салям, Ника, ты откуда такая? Ника, как там у тебя в Украине, блядь, суки, блядь, узкожопые бомбят сюда, блядь, твари. Короче, туганлар, одну вещь хочу добавить, пока не забыл. Насчет, блядь, уже чуть не забыл. Насчет Сирии что-то хотел сказать. Туганлар, вот салям, да, Ника, салям, как ты там пропала вообще, ты что там, забухала, что ли? И прикол в чем, знаете, блядь? В Сирии вышло... Что за Арслан? Понятно. Я даже не читаю пока, там что-то до хрена. Ну, хорошо, не бухаешь, это хорошо, я рад. А где этот твой намат? Намат, что тоже этот косячит, не выходит, да, не пишет тебе в последнее время. И вот в Сирии вышли истории того, что мы вообще, я не думал, что... Вообще мы даже не думали, что мы что-то услышим оттуда, блядь, во-первых. И тут вам скажу одну вещь. Ну да, он точно не с Украины. И вот Башкортостанда, Татарстанда и по всей России мы, когда зайдем, в первую очередь мы посмотреть должны будем, кого и сколько отправили. Вот когда работает Осечкин, Осечкина добывает какие-то данные постоянно. Это Осечкин, напомню, да, это из той категории узкожопых. Из Самары, чувак. Дядька из Самары. В итоге у навальнистов тоже работает вся техника нормально. Но на Башкортостанда, Татарстанда ничего не вылазит, блядь, наружку. Хотя бы кто-нибудь внутри, кто работает, и когда-нибудь услышит мои призывы, хотя бы вы начните что-то вытаскивать, какие-то информации оттуда Беспалева, а? Начните что-то копать под Хабирова, Минниханова. И тут самое интересное. Нужно узнать, сколько людей отправил Хабиров на войну за эти 3 года. Вот вам задание, туганлар. Я вам на войну не собираю, не отправляю, Москву не отправляю. Просто нужно где-то раздобыть цифры правильные и уткнуть нос вот этим уебкам из Куштау-Байрама, да и всем другим, когда они пишут какие-то цифры ебанутые. Нужно найти тут тех людей, оно как бы не скрыто даже, просто где-то надо найти, где, хрен знает где, сколько людей из Башкортостана ушло в армию. И срочники, и контрактники, и долбоебы. Разницы нету. И тюремщики. Вот это нужно найти конкретную цель. Хорошо, не салям, витаю. Витаю, это салям? Ну, салям, витаю. Летаю, витаю. Короче. И вот, исходя от этого, вот эту тему, если мы провернем и загрузим по нашим эфирам, будет идеально и шокирующе. Понимаете, туганлар? Вот давайте найдем способ выхода на то, что сколько из Башкортостана и татарстанским, говорю, Минниханов отправил на войну башкиртов хам татарларны. Давайте вот это мы раздобудем.
Давайте уже будем хотя бы усердствовать хотя бы в добыче информации и будем хотя бы пока интернет-борцами. Будем бороться в интернете, а потом, может, когда-нибудь и возьмем в руки оружие, в конце концов. Вот так вот. Идем дальше. Тут комментариев очень много. Я не знаю, что тут происходит у вас. Так. Лариса Тихонова. Мой муж в прошлом военный летчик, истребитель, 2 дочери, зять 2 года. В Мариуполе воевал, горжусь я за Путина. Ебанутая нахуй. Так, Ника отвечает ей. Лариса, такие и русских в Украине тоже никто не ущемлял. Но ваши поверили пропаганде и приперлись бы убивать украинцев. Вы слепая или же хитрая? А я вам отвечу. А я вам отвечу по Крыму и по Украине тоже. Когда мне сестра говорила, братишка, ты нихуя не понимаешь, я реально в то время не понимал. Я жил в Москве. Я не вкуривал, что произошло в Крыму. Я не вкуривал, что происходило в Украине. Я вам без пиздежа это говорю, блядь. Чистосердечные нахуй, да ведь? И в этот момент, хуякс мобилизация. Понимаете? И этот, получается, звоночек дает мне повод, наверное, сейчас уже громко говорит о том, что Аллах Та'алям мне дал, так скажем, наводочку, что надо уебывать оттуда. И я ноги сделал оттуда. Почему? Потому что я понял, что эта хрень пошла на ту сторону, вот это московское дерьмо, где моя тетя. Моя тетя была украинкой, умерла от рака, похоронена в Сумской области. Ей выделила Украина, вот добавлю это комментарий Ники, Украина выделила, как она стала, до смерти она пришла в ислам. И ей выделили, бля, у меня язык даже заплетается, дали, короче, украинцы дали какой-то кусок земли под мусульманское кладбище. Все документировали. И она, как бы, как-то сейчас как хвастануто получится, конечно, аузубилля. Бичара, дипсулик, она минем шел тетям, была похоронена первая в этом мусульманском мечети на украинской земле. Теперь, после этого каждая сука узкожопая и манкурты из Башкортостана и Татарстана должны понять, не говоря, что Кавказ, блядь. Вы напали и убиваете людей, которые, как говорится, ничего плохого вообще даже у них в мыслях даже не было сделать. Просто, блядь, вот просто тупо, блядь, нахуй зашли не ту, блядь, игру, блядь. В не ту, нахуй, ворота, так скажем, блядь. Вы вошли, блядь. И этот пример я фотографии видел. Сестры все это, все ухаживали, цветы сажали. Дядя приезжал с Узбекистана к своей жене, которая вышла оттуда из этих земель, из Харькова, и вернул Аллах Та'алям на эту землю ее. И вы в эту землю вошли. И после этого всего, вдобавок вот это выход, причина дает мне мобилизация, я больше понял, что дерьмо запашок идет от Москвы. И после этого вы нихуя, никто нахуй меня не переубедит, блядь, что где-то кто-то, блядь, в Украине был нацистом, блядь. И захват Крыма, нахуй,
сделался, блядь, Москвой, блядь. Сейчас точно такая разработка идет в Грузии. То же самое. Эти титушки, хуюшки ходили и в Крыму, которые пиздили крымских татар, блядь, которые сказали, нахуй нам Москва, блядь. Мы хотим с Украиной. И после этого вы, пидоры, блядь, ищете в этой стране, где дали землю под мусульманские кладбища нацистов, где нацисты дают мусульманам кладбище? Где вы таких людей, нацистов найдете? Если мечети, не то что кладбище, мечети вы не даете, напоминаю, добавок к этому, в Люберцах, блядь, закрываете, мечеть. Узкая община топчет наши мечети, блядь, в обуви и там начинает всех ложить на пол, Хабаровский. Сажаете 4 наших татарок Хизбут-Тахри, обвиняя, в Казани. Сжигаете наши мечети в Башкортостане. Суете свои сраные кресты везде по Башкортостану. И где вы нахуй ищете в Украине нацистов? Ублюдки, где? Поэтому, когда вы будете втирать своим детям что-то в Башкортостане и в Татарстане, я вам, туганлар, скажу манкуртам, вы сломаете раз и навсегда своих детей. Сделаете из них врагов себе. Потому что все равно мы войдем, и мы научим их правде. Мы научим их той правде, которую Аллах Та'аля нам дает. Аллах Та'аля нам открывает глаза, а вам закрывает пеленой. Хак Аллахымны хака. Манкуртларга, Алланы танымаганларга хак Аллахым әйтә, күзләрегезне ябам дия. Құранда язылган. Черным по белому написано. Ышанмагансагыз, Құранны ачып укып карагыз. Поэтому пелена перед вашими глазами была и есть. И мы не сможем открыть это. Мы можем только вас ёбнуть нахуй вдобавок. Потому что открывать нахуй вам глаза, блядь. Вы тупорылые нахуй. Потому что мы не можем против Аллаха идти. Аллах Та'аля закрыл вам глаза. Пеленой вот этой шайтанской. Как этот, вспоминая какой-то, блядь, пиздеж Кадырова. Шайтаны украинские, мы придем к вам. Собираю я армию, блядь, нахуй. Кадыровские шайтаны собирают против украинцев нормальных, обзывая их шайтанами. Я просто пидорастический лицемерие, блядь, я уже устал, блядь, нахуй, от такого лицемерия, блядь. Как можно в этом говне жить, блядь, этим народом, себя не уважающих уже? Любым вообще просто человеческим фактором можно же это просто даже не навязывая ничего вам, даже я вот не навязываю вам ничего. Убивать нельзя, блядь. Убивать нельзя, просто нельзя убивать, блядь. Вы чё, ебанутые? 700 тысяч еще, может, добавилось уже, блядь. Детей украинских, нахуя вам они нужны, блядь? Зачем вы их украли, уроды? Зачем украли у живых родителей детей, блядь, а? Вдобавок еще убили ихних родителей вдобавок. Потому что детей как-то вы забрали, блядь. Нахрена забирать детей чужих, блядь, из чужой страны? Ну привезите с Бангладеша, там нищих дохуя, блядь. Бангладеш хоть опустошите, блядь. Вы заселите Бангладеш, Африку. Нахуя вам, украинцы? Придурки. Просто, я не знаю, блядь, от темы в тему, блядь, перейти даже не могу. Потому что не заканчивается столько
ненависти вам, блядь. Вот не хватает у меня этого, наверное, всего, блядь, чтобы, не знаю, блядь, мне так хочу, чтобы Аллах Та'алям дал мне такую возможность, чтобы вот это моя мечта, наверное, такая. Вот здесь можно сказать, что это моя детская мечта, да, допустим, что был бы я таким, как фильм был же, такой быстро исчезает, появляется, вот забыл это, исчезает, появляется, блядь, ну какой-то этот, быстро ходит, короче, такой, фильм был такой, был бы я примерно такой, блядь, там, меняет местоположение свое, быстро такой, блядь, не помню, это фильм, блядь. Я бы, наверное, блядь, резко, блядь, поменял бы свое местоположение, назначил бы Кремль. Шлепнул бы нахуй Путина, блядь. И все на этом, блядь, нахуй. И исчез бы оттуда, блядь. Турбулентно, что ли, или... Как это, блядь, называется, блядь? Не помню, этот фильм, блядь. Вот примерно вот так, блядь. Поэтому... Просто печально то, что вообще происходит, блядь, на земле от того, что, блядь, мы не можем помочь своим соседям, которые... О, Нургуль, салям. У меня слетел опять этот долбанный ТикТок, короче, и я вот опять загружаю, захожу в ТикТок. Надоело, блядь. Короче, телефон говно. И не было бы вот этого всего говна, который вот мы сейчас видим, понимаете? Это ведь касается всей нации, всей. Вот то, что вот это пидорасию окружает, это всем касается. Не только башкиртам и татарам, или чеченцам, и ингушам, и там дагестанцам, блядь. Это же всем касается, блядь. Просто очевидно это. Вот прикиньте, блядь, прикиньте. Давайте вот. Вы же, блядь, ныть начали, блядь, в Курской области, блядь. Путин, помоги! Блядь, в ТикТоке прикол пошел. Его еще музыку поставили кто-то. Всякие украинцы. Путин, помоги! Путин, помоги! Бз-бз-бз, блядь. Музыка такая. Путин, помоги! Вот так же орали, придурки вы, блядь. В Курской области, блядь. Этот Хуйштейн, блядь, пришел вам, блядь, сейчас будет искать он хату вам, блядь. Но он сказал, нихуя, хаты пока нету, будем когда-нибудь делать. Вы же сами сейчас стали бомжами, блядь. Хуже украинцев, блядь. Украинцы-то вон в Европу могут, а вы-то не можете. Вы что, с Курской области можете уехать, сказать, нас разбомбила Украина, и мы приехали у вас просить беженства. Блядь. Вот так что ли, блядь? Куда вы ехать будете? В Китай? В Китай, Корею можете поехать, да. В красную зону. Красную зону вы можете смело поехать. Будете носить красные галстуки, блядь, нахуй. Лизать у Ким Чен Ына, член его партии. И китайской партии будете лизать с Лукашенко вместе. Примерно так. Лукашенко тоже может вас принять вообще-то, блядь, нахуй. Вот примерно так. Шука, барангийский акцент, блядь, Лукашенко я не могу, блядь, нахуй озвучить, блядь, так. Арслан, блядь. Арслан Аюпов, откуда ты? Туганом? Что за Аюпов, блядь? Я учился с одним Аюповым, блядь, из Башкортостана, блядь. Только его хуй поймешь, как звали, не помню, блядь. Да, вот так просто стоял телефон, у меня нагрелся телефон, и он потух, блядь, он глюканул. Зрители Рахмат Дуркеше, сидело там реально у меня 3 человека, этот Рахмат Сазга, ТикТока. И вот столько я тем разговорил, ну вот есть что в Ютубе. Ютуб вроде не глючит, но так в Ютубе есть что, кому интересно. Так, Туганлар, идем дальше. Что там дальше? Читаем дальше.
Комитет башкирского национального... напомню, башкортларга, татарларга. Здесь как раз сегодня вроде то 80, 100 человек, то 47 человек сейчас сидит вроде бы. В Вильнюсе открылся башкорт юрты. Дом башкортов. Дом башкортов открылся. Кто из наших вдруг приедет из Башкортостана и как турист или что, я не знаю, можете съездить в дом башкортов. Я вам рекламирую чисто. Так что там будет вас встречать Руслан Габбасов, я так понял. Он там хозяин-барин. Так что ща ищарсыз. Только привезите с собой этот щак-щак и башкортский бал липовый. Пару литров мне тоже можно бортевого меда, блин, из Бурзяна. Этот не откажусь. Уже, блядь, 2 года без меда нахуй живу. А здешний мед я что-то не беру, что-то не доверяю, может, как-то, не знаю. Что-то не прет, блядь. Кто ел башкирский мед, что-то другой мед, наверное, не будет он признавать. Притом, блядь, добавил, я сам занимался этим медом, и как-то что-то меня не прет, блядь. На чужой мед, блядь. Итак, пишет чувак какой-то опять. Комитет башкирского национального. Оттуда какой-то комментарий, скрин. Не знаю о чем, давайте почитаем вместе, Туганлар. Новость. Не новость, понравится, не понравится, не знаю. Знак. Мы вместе без берега. Какой-то зеленый знак. Нужен иммунитет против информационных атак. Мы прошли сложный период, но, на мой взгляд, вышли из него сильнее. В дальнейшем нужно быть осторожными и проводить правильную медийную работу. Противоположная сторона активно действует в этом информационном обмене, вкладывая силы, поэтому и нам необходимо собрать свои ресурсы и дать ответ. Есть те, кто, воспользовавшись доверием народа, призывает к ложной справедливости. К сожалению, среди нашего народа тоже есть те, кто верит в такие призывы. Поэтому нам нужно активно работать с обществом. Эльвира Айткулова, председатель президиума Всемирного Курултая Башкир, депутат Госдумы. Нихуя себе, блядь. Теперь кто такая нахуй, почитаем, что за овца, блядь. Мы помним, как в 2017 году Эльвира Айткулова выступала перед башкирской интеллигенцией, убеждая, что не обязательно изучение башкирского языка только благоприятно скажется на башкирах. С тех пор прошло 7 лет. И ситуация с языком среди башкир только ухудшилась. В сегодняшнем выступлении на всепозорном Курултае Башкир Айткулова призналась, что они проигрывают информационную борьбу башкирской оппозиции. Также она призналась, что наши призывы к настоящей справедливости и к прекращению жить колониальной зависимости от России, к независимости Башкортостана как единство правильного пути для Башкортостана находят отклики среди башкирского народа. Это хорошо, что вы признаете, вы действительно проиграете, а вас заклеймят навечно как коллаборантов и предателей. Ваши потомки будут стыдиться, что вы являетесь их родственниками. Нихуя, да, поворот событий. Теперь тема как раз по моему вкусу. Туганлар, добавлю, конечно, свое. Тут есть еще 3 комментария, почитаем. Надеюсь, они откроются. Конечно, интересно было в начале, но в конце оказалось, что это Эльвира Айткулова какая-то, овца манкуртская нахуй, пиздит что-то. Предполагаю, какая-то жирная одна хуитация там была. Может, это она, блядь? Не знаю, она Айткулова или другая фамилия, я не знаю. Надо посмотреть рожу ее. Потом, ладно, по словам, теперь я понял, что было в Курултае. Какое-то собрание Курултай было, я его еще не смотрел, хулом ты надо, или я не видел, или мне что-то оно не пришло никуда. Может, наткнемся где-нибудь потом посмотрим, о чем там говорилось. Наверное, 3 часа говорили, хуль там его смотреть. Но мы знаем одно, что Курултай Башкортостана — это Курултай манкуртов, это Курултай Хабирова и Путина. Имейте в виду. А безне Курултай, как всегда я вам говорил, будет только халық белән. Халық Курултайы. Или жиын. Жиын. Башкорт телендә татарча жиын дейтін, әйме.
Men boshqa tilni betenda bilmayman deganim beten sizga. Tege. Anlayayım, no so'zlasha bilmayman. Yaxshi ayttirib. Kstati, to'kuni menda karaoke bo'ldi, kechami karaoke aytganim men. Kstati, ko'p bittirib boshqa tilda aytib qo'radim, matashib qo'radim endi. No, kelib chiqmay baribir, блядь. Пиздец. Трудно произносить, блядь. Х, е aytib. Вот. Шунарга туганлар, ярар, главное татар тілін аңлайбыз, бір-бірімізді аңлайбыз. Главное татар тілінде, орыс тілінде sizga ничектир донесу енді мысль. Я скажу одно, что вот эти курултаи, которые происходят, это не из нашей системы. Бізді жиын, мен келешекте алып бара тұрған жиынны, мен шулай деп ойлаймын, Алла берса, должен состоять из народа. Именно из того народа, который, за которого Алсынов сидит. Қара халық. Мен де қара халық, сіз де қара халық, бүтініміз қара халық. И у нас не должно быть кто-то выше, кто-то ниже. Har birimiz biz Allohning qo'llari. Alloh Taologa biz bütünümüz tengmiz. Kimdir ustun, kimdir ostin bo'larga может только Qur'on bilgan bo'yicha. Qur'onni bilsang, sen ustun bo'lasan deyilgan. Вот поэтому мы только будем отличаться. Ни больше, ни меньше. А сені бойлығың арқылы, или там и что-то авторитетің будет, сен нихуя не будешь, как говорится, в авторитете в нашем кругу. Поэтому, исходя от этого, добавлю к этому свои, так скажем, как, блядь, говорят сейчас, нарративы, нахуй. Какое-то слово, блядь, импортное. И вот, обычно это слово, блядь, постоянно пиздит это, блядь, Захарова сраная, блядь, Захар, блядь. От нее где-то услышал я. И вот, достал этот интернет. Сбрасывается интернет этот. Я не знаю, почему он сбрасывается, блядь. Гребаный интернет, блядь. Ну, потому что эфир сосет, блядь, интернет мощный, мне кажется. Он не тянет, блядь. И вот, туганлар, что я хочу сказать. Что в Башкортостане, когда будет этот сбор, Курултай, жиын, я хочу собрать весь народ Башкортостана. И также может собраться весь народ Татарстана, таким же макаром. Собраться весь Башкортостан должен. Каким образом? Всех людей мы реально не соберем. А должны собраться те, которые могут ходить, которые могут двигаться и могут приехать на эти жиыны. И самое интересное, нужно его собрать во всех районах. Собрав во всех районах, установить во всех районах телевизоры огромные. И в этих сборах, где откуда-то мы будем говорить. И в этом жиында должны, как говорится, со всех районов, которые будут собраны, нужно дать, само собой, там микрофон и так далее. Короче, все это, видеосвязь должна проходить, да, ведь, такой, да, ведь, сплоченность. Шунда должны прослушиваться все наши плюсы и минусы, и претензии, и не претензии. И в этой сходке, шул жиында, біз әйтіп үтірге тиежбіз, нишік бізді парламент құрыла, нишік бізді президентлар сойлана, һәм башқа атак-сатак нәрсәләр. Исходя от этого, без шул вакытта, главным образом, само собой, без уже свободной была бы Алла берса, мы должны сказать всем людям, что мы этот сбор будем проводить таким образом, что каждый должен высказать свое мнение насчет своего какого-то кандидата. Допустим, Бурзяндан, допустим, Баймактан, допустим, Белорецкийдан. Короче, бүтін мәмләкәтне, бүтін районынан халық үзіне бір нәрсәсін шығарыға тиеш. Шығарып, оны мына или Уфаға, или қойда біз ясыйбыз нәрсәкейні, баш шәһәрні, столицаны, Үзәк шәһәрне, где мы создадим, да, центральный, Уфа буламы,
бәлкім сәл тамақ болырға может, баймақ бұламақ, разницы нету, где это будет. Где решим, там и будет. Допустим, и шунда мына уже шул кишелер жиылырға тиеш курултайга. Допустим, мына Бурзанда кемнедер выбрали. Ну, допустим, Ишмет Ташмата какого-то там. Выбрали. Все. Сіз онарға согласен болырға тиешсіз. Инесіне хәтлі сіз оны білерге тиешсіз кемлеген. И сіз оны сойларға тиешсіз. И сіз шуны выдвигать должны. Понимаете? И вот в этом как раз эфире, как этот путинососы нахуй создает какой-то эфир, живой эфир, помните? Когда они набирают свои ебанутые какие-то эфиры проводят, блядь, пиздеж с Путиным там или что-то такое. А у нас нет. У нас такая же тематика будет, только по сбору людей в Курултай. И шулай тұрып, сіз сойлайсыз оны 3 жылға, блядь. 3 жылға, блядь, не больше. В том же темпе соберется также народ, выбирает президента. Таким образом, это будет происходить каждые 3 года. Допустим, это будет, допустим, 1 января. Сбор, да ведь? А сіз, значит, получается, до 1 ноября в течение 10 дней должны выдвинуть своего кандидата. Выдвинув своего кандидата Башкортостанны үзәгеннән, бір какой-то, допустим, ауылындан или шахрыннан, вы говорите, ага, вот этот, допустим, будет Алсынов из Баймака. Окей, мы его, нәрсәкәй, шақырабыз Уфага, допустим. Ул килә Уфага, Уфада, получается, собирается бүтін район. И все, и тут, получается, идет заседание, вся хуйня, вот это, сбор, опять-таки, также с народом. Также все это с народом идет. По идее, это не в январе надо делать, солком, потому что надо делать летом, чтобы народ стоял на улице, мог стоять на улице и выдвигать свои плюсы, минусы, свои критерии. И таким образом, как Сабантуй, только это не должно быть Сабантуем, а именно момент выборов жиын на жиын, башкортский жиын дейірге керек, аны нешіктір, мына шулай. Допустим, 1 июльда, там, или 1 июньда, мына шулай, жылы күнні, короче. Таким образом, когда вы уже будете довольны, выбрав своего кандидата, отправляете Уфага. И шул кандидат начинает работать только над вашими проблемами. Понимаете, смысл какой идет? Получается, он будет командовать уже над мэром. Над мэром, который дан будет Баймакка, допустим. Шлайтер, вот эта ячейка будет уже разработанная. Но не забываем одну вещь. От последней, точнее, блядь, от начинающей уборщицы библиотеки в Баймаке, заканчивая вот этого курултайского дипломата вашего, все будут меняться в течение 3 лет. Все. Не ебет нахуй. Онда, блядь, обоим килә, бабамны куям, этсиккән обоимны куям, инәмне тишегеннән чыккан бер баланы куям. Нихуя, диддом баланысын куям. Юк, андый нәрсә булмый, блядь. Оны онытыгыз нахуй. Коррупция дигән нәрсә булмый, блядь. Атам, бабам килә, блядь, Ишмәт. Юк, нихуя. Былай икән нахуй, допустим, Алсыновлар. Все, бер генә Алсынов чыга. Былай икән нахуй Баймаковский генә чыга бер. Былай икән Галеев генә чыга, блядь. Все, бер генә, блядь. 1 раз, блядь. 3 года, все, пиздец. Шулай гына була. Никакого нахуй кланства, блядь, нахуй. Никакого кадыровщины, нахуй. Хабировщины, нахуй. Миннехановской системы, Шаймиевской не будет, нахуй. Аңладыгыз хоть 10 балагыз булсын анда, нахуй, сикми, блядь. Балагыз ана бара, башка ташын тирә, нахуй. Жия акчасын укый нәрсәкә, хоть нәрсә эшли, блядь, нахуй. Имеется в виду, блядь. Сам встает на ноги. А вот насчет того, что, блядь, нахуй уже внутри Курултая, блядь, что будет происходить? Вот это самое интересное, блядь. Вот эту всю мелочь пузатую мы соберем, Уфада. Как старый Курултай, как система Москвы, нихуя ничего не будет, нахуй. Курултай также будет формироваться народом. Вот, допустим, собрали, сколько у нас там земель, 20-30, плюс, не забываем, Перем, Коми, это тоже уже новые наши земли будут.
туда тоже надо будет ставить башкортларны, татарларны. Понимаете смысл? Башкортстанда башкортлар, Татарстан татарлар будут выставлять свои оппозиции, так скажем, курултайщиков этих в свой парламент. Шулай тұрып, шул бүтін яңа жерлерге де қоя, Челябі да была еще, бүтін жерде енді, бүтін жерде, блядь. Но все названия поменяем нахуй. Везде поменяем название. Перем не будет нахуй, поменяем название. Коми тоже не будет нахуй, тогда тоже дадим какие-то названия. Башкирские названия будут везде, блядь. И вот в итоге, вот шунда самый, блядь, получается сыр-бор, блядь. Вот этот курултайны üstünden кем тұра? Вот задача. И вот тут таки работает та тема, которую я уже до этого вам говорил, блядь, курултайны üstünde будет стоять парламент. Парламент его назвали, как вот здесь умные люди мне это досказали. Этот парламент тоже также будет избираться народом, но только каким образом? Парламент с Курултаем рядом нахуй стоять не будет. В каком понимании? Парламентта болғанлар Курултайда бір туғаны болмасқа тиіш. Курултайда болғанларны оста мэрияда бір туғаны болмасқа тиіш. Аңладыңыз, как это будет разрабатываться? Получается, допустим, возьмем Уфу. Давайте по Уфе, по Баймаку я по деревням не знаю. Давайте по Уфе. Уфада, допустим, районlar бар. Кировский район, там Орджоникидзевский район. Эти районы, само собой, поменяются нахуй. Это я сейчас старые названия говорю. Это все сменится. Допустим, по районам. Советский район, туда-сюда, блядь, нахуй. Итак, вот это все районы, допустим, это наши районы по Башкортостану. Область Ларина, короче, да? Исходя от этого, шу жерлерде, допустим, была, ну, это уже парламент и Курултай турында битен сөз бара. С парламента и Курултая сходится такая тема. Значит так, в парламенте стоят, допустим, со всех районов, вот, допустим, два, левые вообще, допустим, будут, вот так будет там. Короче, один с Советского района, другой с Кировского района, третий с Орджоникидзе, потом с Демой один кто-то будет, кто-то, блядь, из Аши будет, там еще откуда-то, вот тема вот такая будет, да, по районам. Там кто-то будет еще какого-то района, не помню уже. Короче, да, там с Юматова, допустим, будет, вот так, допустим. И таким образом Курултай, точнее, парламент собирался. Все, они друг друга не знают. Шулаюк, Курултай будет собираться. Они тоже никого не знают. Аул даже, блядь, не будет сходиться с их, блядь, делами. Аул тоже не будет сходиться. Таким образом, мэрия. Мэрия такая же собирается. Допустим, Баймак, да? В Баймак, ну, башлығы была енді. Хакимияты. Хаким была, допустим, қосыдыр, допустим, Баймактың өзінен түгіл бір ауылдан была енді. Допустим, Шапай ауылы. А икеншісі Юлай ауылынан, допустим. Мына Шулай был ауыл. Понимаете? Не будет оно, блядь, друг другу вообще сходиться. Подавно однофамильцы, туганлар, или там даже двоюродные, троюродные, хуйня это не будет прокатывать. Только разные семьи, разные люди. Вот только таким образом мы сможем убрать коррупцию. В первую очередь эта задача будет зачистка коррупции называться это. Да, базара нет. Вы можете сказать, что, блядь, Шойгуна ведь тугана юг, блядь, Шойгу же это тувинец, блядь, а какого хуя его кто-то там крышует, Сечин, блядь, или там еще кто-то, блядь, как этого хуя какого-то, это нашего Мустай Каримова, нахуй, зять, Мустай Карима внук, зять, блядь, Сечина. Не. Вроде бы не однофамильцы, нахуй, вроде бы и не туганлар, а крышуют, блядь. Нет, вот эта тема тоже будет контролироваться. Само собой. И вот над ними как раз-таки будет работать нахуй парламентские, не президентские менты, а парламентские менты. Точнее, не менты, уж как-то их будем называть покрасивее, блядь, нахуй. Чтобы опять не вспоминая ментов сраных узкожопых.
полицейские, блядь, нахуй, я не знаю, блядь, копы, нахуй. Короче, над ними будет контролировать жесткий контроль, который только будет подчиняться парламенту. Это не шавки вот эти уличные ППСники, блядь, нихуя. Над ними, блядь, контроль будет жесткий, чтобы, блядь, нахуй, они подчинялись не президенту, только парламенту. И таким образом, получается, вот парламент, блядь, Курултай, блядь, если мы разницу найдем, если кто-то выше, кто-то ниже будет, то может этот парламент, блядь, башкир тилинде будет называться Курултаем. Я не знаю вот этот процесс, блядь, я же не политик, блядь. Вот этот момент надо будет урегулировать, блядь, правильнее, блядь. И в этот момент, получается, блядь, самое интересное, блядь, что парламент, который будет собираться, хуй знает кем, блядь, нахуй, вот этот сбор парламента должен, блядь, проходить таким же образом с содействием этого же Курултая, потому что Курултай тоже должен участвовать в этом, потому что не бывает оно, что, блядь, парламент выбрал кто-то непонятно, а Курултай потом выбирает парламент. Друг друга надо тоже выбирать, блядь, так скажем, да, блядь, участвовать, блядь. Получается, значит, парламент создает, блядь, Курултай, Курултай создает президента. Вот примерно какая-то, блядь, эшелон, блядь, кого-то, чего-то должно быть. И после этого вот этот парламент должен тоже, блядь, рассматриваться, нахуй, и Курултаем, и президентским каким-то, хуй поймешь, сборищем, блядь. Короче говоря, над друг другом тоже должен быть контроль, имеется в виду. Само собой. Контроль какой образ? Чтобы, блядь, нахуй, внутри парламента не было коррупции. Которые не могли рулить Курултаем, который, получается, под кем-то, блядь. Вот, допустим, в парламенте какая-то сука образовалась, и он будет давить на Курултай, и Курултай будет делать что-то там, какие-то хуевины, и грабеж будет идти, блядь. Или там, допустим, сдача нахуй нас какой-то другой стране, блядь. Сдадут нас, допустим, блядь. Вот этой хуйни избежать, нам нужно будет жестко нахуй контроль делать. Жесткий, пока, 50-100 лет у нас должна быть такая чистка, блядь. Жесткая. Избавиться от узкой жоповской нашествия, блядь. От этих тараканов, блядь. Чтобы не произошло, как в Грузии. Вот, допустим, Грузия независимая, а там, блядь, сейчас баллотируется узкожопый президент. Вот такой хуйни не должно быть, понимаете? Вот где наши ходы, выходы должны оцениваться конкретно. Разработка должна быть жесткая. Жесткая, блядь, нахуй. В первую очередь, блядь, шпионскую систему, блядь, вот это нужно будет сделать, блядь, которую там за границей, приграничная, будет контролировать всю тему, блядь. Кто что, где, кто пернул, нахуй, все должны пронюхивать, блядь. Подобие, нахуй, ФСБ, только не ФСБ, блядь. Назвать надо башкир тилинде, что-нибудь такое. Башкир халық аскерлері. Как-то вот так, я не знаю, блядь. Ну, примерно объяснил. Давайте это разжевывать уже дальше не будем. Да хуя, что-то я уже договорил, блядь. Там лишнему, может, даже сказал. Итак, идем дальше. Все, ТикТок сэнды, ёклы нахуй. ТикТок так и живет. Итак. Российские военные покидают базы на юге Сирии. Журналист France-24 Васим Наср опубликовал видео, на котором, как утверждается, колонна бронетехники с российской символикой покидает военные базы на юге Сирии и направляется в сторону авиабазы Хмейми, где находится российская военная авиация. Теперь, сегодня я вначале начала говорить, давайте вот как раз тема вышла, я начну говорить. Ой,
И вот, что я хотел сказать. Вон у меня араб опять щелкнутый проснулся, орет. Насчет базы вот этой. В данный момент у них не разработана в Сирии, короче, вот эта вся тема. Что они творят, сами не понимают пока в данный момент. Поэтому, как сегодня кто-то сказал, что с кем-то надо же сотрудничать этим сирийцам, и поэтому как бы они хотят сотрудничать с Россией. И тут я, само собой, вот с этими повстанцами не согласен. Почему? Потому что идет огромная, одна колоссальная ошибка. Отдача в этих пароходов, этих кораблей, нахуй, военных, блядь. И отдача всей оружия, блядь, этой русне, блядь. Это огромный минус. Это минус с моей стороны, минус со стороны, наверное, тех, которые хотят снести Москву, блядь. Для нас это минус. Почему? Объясню. С моей точки зрения это так. Если ты, блядь, нахуй Асада засадил по самые яйца, нахуй, значит, блядь, трофеи, которые, блядь, убивали вас в свое время, надо было оставить себе. Это вот заявка этому Джавлани, вот этому, Джавлону, блядь, этому сирийскому, блядь, повстанцу. Новому хозяину Сирии, так скажем, да ведь? И вот, когда вот такая тема идет, к чему я это хочу подвести? К тому, что, да, может у него какой-то свой, блядь, есть спектакль там и так далее, ну, это его дело. Но безне yoqdan bu durust tugul. Безне yoqdan это, блядь, удар под дых нахуй нам, блядь, мусульманам в России. Понимаете смысл? И тут я вам приоткрою опять такую интересную мысль. Если такая хуйня прокатывает, добавлю вот этим, блядь, дагестанцам, которые ищут, блядь, в турбинах евреев, блядь, и голосуют весь Дагестан, Чечня, блядь, за Палестину, плюс еще за Сирию, я вам приоткрою, блядь, занавес тоже, блядь. И башкиртам, татарам, этим манкуртам, мусульманам тоже. Когда вы болеете, блядь, вы, блядь, заебали лицемерно болеть, нахуй. Вы не будьте лицемерами хотя бы для себя, блядь. Хуй с ним, вы нам все равно манкурты вы, блядь. Тут мысль появляется, шунды, блядь. Монахорагас. Он отдает все оружие узкожопым. И в этот момент он додалбливает Асада. Но Асад в этот момент в Москве. Это раз. Второе. Тут мы говорим о суннитах, мусульманах и радуемся. Охуенно. Но мы не радуемся ихней победе, а радуемся, что из тюрем и из этого гестаповского режима вышли люди обычные. Вообще обычные люди, блядь. То, что они сделали, рахмат оларға. Но самое главное, что люди выходят из тюрем. Хрен знает, подземелья, блядь, оттуда еще. Это огромный плюс. Аллаха шукр. Но отдача вот этих всех оружий приводит к тому мыслю, что эти мусульмане нихуя не близки мусульманам из Кавказа, мусульманам из Башкортостана и Татарстана. Нихуя. Возвращаясь к тому, я вам добью этот ответ. Почему? Потому что если бы они думали бы о нас, и мы думали бы о них нелицемерно, то мы не только что радовались бы их победе, это с нашей стороны, а с их стороны мы бы не отдали бы. Потому что в руках этих же, таких же пидорасов, которые долбили их же русским оружием, Асад долбил их, и путинисты долбили, летчики эти ебаные долбили этих же мусульман. 600 тысяч сегодня сказали, не 500, а 600 тысяч, оказывается. Задолбал, блядь, Асад, блядь. В тюрьмах от 30 тысяч, блядь, у людей убили. То
Джавлани делает огромную ошибку, что отдает оружие, наше оружие, оружие России, отдает россиянам, точнее, блядь, Путину. Вот этот огромный минус. Почему? Потому что, блядь, нахуй, это конкретное, нахуй, хуезабивание мусульманам, суннитам России. А ихний лозунг по ИГИЛу, по вот этим ёбаным сектантам, нахуй, мы понимаем, что они за ислам, создать халифат, хуйня-муня, блядь, вот это. Исходя от этого, ничего правды тут нету, нахуй. Вот и все. Каждый за себя. Почему я это начал говорить? Пытаюсь донести вам, что башкортларга, татарларга не то, что вот эти мусульмане из Сирии. Да подавно нахуй этим манкуртам, туркам вы нахуй не нужны. Особенно тем, которые орут Туран, 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 блядь. Затрахали, блядь. Вам никто не поможет. Вы сами себе должны помочь. Аллах Та'алям лично говорит в Коране, что он не поможет, пока человек сам себе не поможет. Аллах Та'алям же не может вместо вас намаз читать, вместо вас что-то делать. Он просто наставляет, но он не может вместо вас все делать. Конечно, он может вас согнуть, сломать, сәждәгә маңгайга утырта, маңгайыңны сәждәгә куясың. Он может, само собой. Но именно дает повод к тому, чтобы мы делали сами, по собственному желанию. И тут то же самое. Он мог бы сделать так, чтобы они, вот эти сирийцы, пришли нас выручать в России. Он мог бы сделать, Аллах Та'аля. Ему не проблема. Но он делает так, чтобы мы сами выбирались. А те люди вообще об этом даже не думают. Они думают о том, что они сами по себе, а вы сами по себе. Понимаете? И вот теперь добавлю от себя еще одну вещь. Те, которые бежали в ИГИЛ и так далее. Помните, я говорил, одна девушка там с детьми, говорит, да хуя там детей. Ингуш говорил мне, здесь дед один. Не видел, говорит, 100 лет уже дочь свою. Ушла, говорит, с первым мужем и пропала. Мужа убили, а она пошла по рукам. Вот вам пример это. Пример, который я слышал сам лично, говоря с этим человеком, блядь. Это я не придумал даже, блядь. И шунардан соң, туғанлар, самое печальное здесь, что, блядь, нахуй, этим мусульманам, как и нам, до них до пизды. Что там происходит, похуй. И вот когда мы победим Москву, башкортлар, татарлар, Кавказ, они скажут, молодцы, мы тоже когда-то победили, и вы это сделали. Вот и все. Вот и все. 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 И больше ничего вам нахуй никто ничего не сделает. Аңлайсызмы шуны? Аңлайсызмы? Вот мына шуны аңларга тырышыгыз, блядь. Только үзебез. Намаз укырга да үзебез. Мәскәүне барып, күтенә талкать итеп килергә тоже без кулыбызда. Только без үзебез. Как лозунг, блядь, ВДВшников, десантников, есть же? Кто, если не мы? Кто, если не мы? Никто. Ответ я знаю. Никто. Только мы сможем это сделать. И мы это можем сделать. Если вы трусить не будете, блядь, дальше. Мы притом это легко можем сделать. Даже нам 10 лет, 13 лет не надо, как этим повстанцам, которые долбили со всех щелей, самолетами бомбили. И то они выжили. А нас так даже не будут делать. Они не смогут нас так делать. Мы смело можем 1500 пройти легко.
Уфадан, с Кавказа, с Украины, с Якутии, в конце до концов. Шунарга, только наше желание может поднять и уничтожить Москву. Только наше желание. Вот просто вот, допустим, сегодня вы захотели скушать мороженое, но вы не стали, а вы просто захотели пойти на Москву. То же самое. Желание. Биг Жингель. Идем дальше, Туганнар. Так, Трамп выступил против ударов Украины по территории России. Это я тоже по новостям услышал, и мне стало противно. Почему? Знаете почему? Первая мысль появляется одна. Потому что никак нельзя бомбить Москву, когда ты сидишь в Вашингтоне или где-то там, блядь. Потому что обратка тоже может прилететь. Поэтому любой башлык, как и те манкурты наши из регионов наших, не захотят нас видеть там. То же самое. Одно и то же, просто эшелон власти по разной ступени. Кто-то выше, кто-то ниже, кто-то слабее, кто-то сильнее. Вот и все. Поэтому плюс, зная, что Трамп бизнесмен, ему легче, как говорится, торговать, чем воевать. Потому что люди, которые жаждут, ему сколько там, блядь, 78 или сколько ему этому бабая нахуй? Хуй его, сколько ему лет, блядь. Он старше Путина или младше, блядь. Когда ты бабай, ненасытный, всю жизнь, блядь, бегал за деньгами, ты никак не можешь отойти от этой иглы. Даже обычно нас даже может взять. 200 тысяч дают, и идете умирать в Украине. То же самое игла. На игле. Посадка на иглу денежную. Поэтому Трамп не дал бы этому. Это однозначно. Плюс еще сейчас наглую говорит об этом. Тогда нахуй тогда вы дали оружие? Вы же уже отдали. А потом говорят, типа он против. Ну да, здесь ошибаться нельзя. Отдает этот Байден, а Трамп против. Потому что у каждого свои шкурные интересы. Трамп хочет зарабатывать. Экономить. Что не согласен с решением администрации Джо Байдена разрешить Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов по России. По его мнению, это обостряет конфликт и только ухудшает ситуацию. 5 негатива, само собой. Трамп отметил, что планирует использовать поддержку Украины со стороны США как инструмент давления на Россию в переговорах о прекращении войны. Украинцам, Ника уж знает тут, если еще остались украинцы, 1000 раз я уже вам говорю, 1000 раз говорю, Туганлар, украинцы, поймите одну вещь. Вот ТикТок тоже, надеюсь, слышит меня. Казахстану тоже это говорю. Дайте им обо мне знать. Дайте им узнать обо мне, Украине. И я им предложу конкретную тему. Ну, вы об этом уже сами знаете все подряд. Первая задача по удару Москвы – это наше дело. Это дело педерации. Мы из педерации этой. И мы пидорасы, которые можем ебашить по Москве. Нам похуй. Потому что мы из пидорасии. А украинцы, имея оружие Америки под каблуком, они не могут стрелять. А вот когда украинцы отдадут нам это оружие, а мы сможем стрелять.
Потому что можно любой, блядь, отмазку там найти, сказать, что украинцы продали Башкортостану, Татарстану, ополченцам. Точнее, я-то не ополченец, я уничтожитель. Уничтожителю группировки. Продали, как говорится, группировки уничтожителей, продали вот это ебаное оружие, как он назвал это? Хуй, блядь. Всякие Shadow, Meadow, блядь, я не знаю, как называют они, блядь, его. Ну, хуй с ним, блядь. Эти кобры, нахуй, дали, продали. Зеленский продал нам, мы взяли с удовольствием и ебанули по Москве. Все. И дело закрыто. И дело закрыто нахуй. Завтра закончится Москва, само собой, и закончится война, блядь, в Украине. Вот и все. И все, блядь, нахуй. 3 дня. Я вам говорю, 3 дня, блядь, не больше. Церемониться мы нихуя не будем. Кремль, бункер и Москва-Сити. Мое любимое место Москва-Сити. Плюс еще добавок, блядь, 19 квартир осада мне надо осадить, блядь. Засадить его нахуй туда и ебануть нахуй, как в 2000 каком-то году, блядь, 2 башни близнецы, блядь, в Америке. Бабах! Рассыпалось же. Вот так же рассыпать хочу. Вниз, блядь. Разровнять нахуй Москва-Сити, блядь. Во все щели нахуй. Ненавижу нахуй. Вот эту всю систему, блядь. Ебаную, блядь. Поэтому, туганлар, когда украинцы мямлят там, блядь, ищут какую-то поддержку в ебенях, я вам вот и в ТикТоке сказал об этом, ну, донести не могу. Поэтому я всегда говорю, заходите мне в эфиры, я в эфире более, блядь, говорю, блядь, больше приходит памяти, блядь, мыслей. Ну, как-то удобно говорить, блядь. А не так, что там записываешь минуту-две, блядь, 10 минут. Не можешь всю мысль озвучить. И вот поэтому я говорю, украинцам услышать и помочь регионам. И они написали там негативы, конечно, блядь, вам надо самим вставать, идти. Ну да, я понимаю. Я же каждому комментатору не могу писать там в ТикТоке, блядь, 50 тысяч. Сейчас сегодня утром, что ли, смотрел, больше 100 тысяч уже просмотров, блядь, за неделю. И там кто смотрел? Украина и Казахстан. И там по мелочи там, и все. И каждому комментатору я не могу сказать. И поэтому вот всем комментаторам с Украины я говорю, мы готовы воевать. Они говорят, почему мы не идете? Да мы не идем, потому что у нас на руках нахуй, во-первых, людей нету. Во-вторых, как говорится, оружия нету. Поэтому я и говорю, собираемся в Европе, заходим вооружаться в Украину, выходим вооруженные в Россию, блядь. Как вам, блядь, такая дорога, блядь? Зигзагами? Ну, приходится уж, блядь, что поделаешь. Внутри Башкортостана мы не можем собраться. Там ёбнут сразу нас. Поэтому нам надо консолидироваться, как это говорят, блядь, собраться и нам, блядь, в одной куче. Потом только уже идти, блядь, говорить, что вот это рота башкорт, рота татар. Конечно, ротой не хочу называться, блядь, а назваться надо огромным, так скажем, движением. Чтоб нас было много. И все, попиздовали нахуй Башкортостанга, Татарстанга и потом на Москву. Зигзагами. И в этот момент, само собой, не только мы идем, идет Кавказ. Им даже удобнее. Просто выйти с Украины туда зайти надо. С Крыма зайти надо им, и все. Самое неудобное это будет нам, бурятам и якутам, зайти на свои территории. Потому что нам нужен будет территория Казахстана. А Казахстан пока под шляпой Москвы. Вот для этого-то нужна Украина. Чтобы Украина с Америкой, с Европой надавила на Казахстан. И Казахстан слепо, как будто бы, не зная, пропустила нас. Понимаете, каким образом? Вот таким образом только мы сможем
зайти в Башкортостан. Ковер самолета у нас нету, как у Аладдина, блядь. Мы только можем пешком, блядь. А так, ждать море погоды нам никто ничего не даст. Поэтому помощь Украины нужна вот с такой стороны. Когда они мне пишут унизительные комментарии, я хуй с ним закрываю глаза. Я даже не удаляю их, блядь, не смотрю, но я просматриваю, окей, и все. Половина при том еще на украинском написано, нихуя не понимаю я. Пытаюсь понять, но не понимаю, блядь. И в итоге сути не понимаю все равно в конце. Украинцам что я хочу сказать? Помощь ваша нужна такая, так скажем, блядь, нечеловеческая. Точнее, не физическая человеческая, а сердечная помощь, наверное, нужна, блядь. Более правильная, чтобы вы поняли. Помощь такая, чтобы ваше правительство помогло нам осуществить вот эту нашу мечту. Стать независимыми. Вы-то независимые. Только вас хотят загнать нахуй под шаблон. Стать как мы. Грузию под шаблон. А мы в шаблоне уже давно. 500 лет. А вы вырвались в 91-м. И то не вы вырвались. Аллах Таалям вам дал вырваться. Пути так получились. Судьба от Аллаха. А у нас судьба повернулась, блядь, из-за Шаймиева, Гондона, блядь, и Муртазы, блядь, в жопу. Шунарга Дуслар и украинцы, и все другие, поймите одну вещь. Пока эта вся хуйня идет, она идет, потому что, блядь, нас нету. Когда были бы мы бы смогли бы успокоить свой народ. А мы не можем свой народ успокоить. Почему? Потому что нету, как кто-то где-то сказал, нашего какого-то оппозиционного, кто-то сказал, политического этого, какого-то, блядь, нахуй, партии. Поэтому мы ничего не можем. Да, трактовать можно так. Мы не можем нашу Нарга туда-сюда, но и это нахуй не отмазка. Это просто, блядь, нахуй расклад слов, блядь. Расклад слов, что син, блядь, онда буласыңмы, Курултай буласыңмы, сина хоть Ишмет Ташмат дейсіңмі сина, исіміңні хоть ничек Пупкиным назовись, блядь, хоть кем, блядь. Хоть Путиным назовись, похуй, ничего не поменяется. Ничего не поменяется, если у тебя в этом движении, так называемом непонятном башкортотарларном движении санда, не будет цели уничтожения Москвы. Ничего не поменяется. Потому что цель партии и так далее, это просто пиздеж на арену. Менять каким-то словесным образом положение, а не физическим. Таким образом нам можно было бы делать это в 91 году. Вот правильно надо было там сказать, мы не хотим, идите нахуй. Вот тогда было бы дело. Но наши тупорылые нахуй манкурты не так сказали. Поэтому сейчас уже это не прокатывает. Сейчас только нужно говорить автоматом на руках. Как вот эти засадили Асаду в задницу. Вот таким образом. Как Джавлани. Как Аюб. Вот так надо. И насчет формы добавлю, как раз насчет формы тоже, когда что-то услышал. Это джавланистская басота, аюбская тема, поменяла одежду, оказывается. Раньше у них была джихадская одежда, а сейчас у них, оказывается, какая-то военная одежда. Ну, их не одежда какая-то, как бы. Нашли они какую-то одежду. Обычная военная какая-то. Спецовка. Пустынная.
И насчет нашей одежды. Башкортостан bilan Татарстанна киімі реально тема тоже должна быть главной в этой теме. Когда мы будем переодеваться и брать в руки автоматы, у нас реально должна отличаться одежда. Башкортостан bilan Татарстанныкы, Ичкерия һәм Дагестанныкы. У нас должна быть своя одежда. Не украинская, не чья-то еще, не вот это, блядь, хаки нахуй, а конкретно Башкортостан bilan Татарстанныкын. Так что если кто шарит в этой теме, с теме одежды, там, конструктировать, точнее, в интернете моделировать, вы можете сделать какие-то модельки, поскидывать мне там в телегу или куда-то, мы будем его афишировать везде, в ТикТоке, везде. Вы можете вот эту тему продумать. Одежда Башкортостана и Татарстана по уничтожению Москвы. Именно для этого только оно будет нужно. А потом мы его нахуй пошлем, эту одежду тоже. Просто эта одежда должна быть, называться, должна давать людям в глаза кидаться, что ага, это башкортлар, ага, это татарлар, которые против Москвы. И как бы рекламная тема работает хорошо, сами понимаете. Как эти пидорасы сделали же маски-шоу, и типа они, блядь, эти сраные, блядь, эти зетники, хуетники, блядь. А у нас нет. З, М, П, Ху, Хм, не надо, блядь. Нам не надо какие-то знаки. Мы не многобожники, блядь, какими-то знаками ходить. У нас должен знак один быть. Мекка Мадина. Все, вот этот наш знак. Кыбла. Наш знак. Я не знаю, как его будете делать, шеврон на него. Примерно наша одежда должна быть такая. Показывать, что мы без мусульманлар, и мы против порабощения. Примерно вот такая одежда должна быть. И она должна быть в глаза кидаться. Не хаки. Я думаю, хаки не нужно делать. Это как будто бы ты становишься каким-то военным. Нет, мы не военные. Мы просто люди, которые чисто против Москвы. Из Башкортостана и Татарстана. И мы должны вот таким образом себя уже рекламировать везде. Фоткаться в этой одежде. Грубо говоря, жить в этой одежде. И действовать. И эта одежда пригодится только с того момента, как мы начнем сформироваться. И по окончанию. Шу вакытка гына. Башлап тамамлаганга хатлыгына ул кирәк була. А потом не надо там его оставлять или что-то делать. А Башкортостан, Татарстан потом уже придумает свое, по своему эскизу. Будем делать в свободном Башкортостане и Татарстане разные мероприятия, дискуссии насчет этого, какая одежда будет у военных, у ментов и так далее. Это будет уже внутри Башкортостана и татарстанской проблемы. Ну, так что решение. Не проблемы, а темы на обсуждение. Будем решать халак белян, опять-таки. Каждое какие-то движения будем решать халак белян. Плюс вооружение. Насчет вооружения Башкортостана и Татарстана обязательно должны быть оружейные заводы. Танк, БМП и всякие ракеты, все оно должно образоваться. Что-то может остаться от этих узкожопых, все монетизировать или как это. Короче, надо красиво сделать что там. Не отстойник, а нормально, цивилизованное все, технику все завести. Все чики-пики надо сделать. Допустим, вот дроны иранские, а нужно создать татарские дроны, башкирские дроны, ракеты башкирские, какой-нибудь ракета Салават Юлаев, уничтожитель нечисти. Вот примерно вот такая ракета должна быть, которая пернет нахуй Москва, будет лететь туда. Если вдруг очнется. Вот только так. Татарстанда то же самое. Все ракеты должны смотреть наши на Москву. Хуяс кто-то там зачесал яйцо свое нахуй и полетело нахуй от нас. Вправить ему нахуй.
Вот опять какие-то данные. Это Уфа военный пишет, но опять-таки, правда или нет, но нельзя верить, не знаю. В ноябре более 400 жителей Башкирии были убиты в Украине, как российские оккупанты. Еще 219 пропали без вести. Вот теперь поняли как? Хазаринда уже третью сумму, я вам говорю, третью цифры, и я сам охереваю вместе с вами. 4 сағат болды утра сіздің білән туғанлар, 16 кіші утра, рахмат. Хазар ғана сізге оқығаным 1 сағат, 2 сағат алдын, что было 456, если не путаюсь. Помните? В этом розыске. А тут убиты 400. И пропали 219. Вот каким цифрам верить-то, блин? А итог за 23 год 6000 чем-то говорили. Вот и думайте после этого, кто нас наебывает. Мен мұны сіздің білән бірге оқимын, и меня сіздің олдарға нет смысла. Куштау байрам красты қарайсыз. То, что написали, я читаю вам. И просто тут мысль для размышления. Башқұрт білән татарларға и маңқұртларға. Что, туғанлар, сен маңқұрт болсаң да, кім болсаң да, урысны яратсаң да, яратмасаң да, бізге қаршы бола тұрған болсаң, даже, сен оңларға тиесің, что мына бұл халық, ол сенің білән яшаган халық. Как, кстати, сегодня вспомнил вот того чувака, я же с ним сегодня общался, кстати, вспомнил. Помните, один день я говорил, что с Давлеканова кого-то убили. И фотку я скинул, я спросил, чё, почем? А он говорит, я его не знаю. Ну, а так, говорит, с моего аула, да хрена кто умер уже, говорит. Күнда, говорит, кумаляр. Вот так он написал. Примерно так. Ну, где-то в каком-то телеге есть у меня его голосовой, но уж этот, сейчас искать не буду, где-то там. Неизвестно в каком. Поэтому Давлеканда да, Ушалыда да, бүтін жерде күнде өлім, күнде күмәлер. Табылса. Әлі ол әлі мәйіт табылса. Плюс ол мәйіт әлі ол болып барса. Потому что там они там банкуют, уже не знают даже, кто есть, блядь. Поэтому-то и спрашивает ДНК. Потому что они не могут понять, кто это, блядь. Все сгоревшие на запчастях, блядь. По ногам, по рукам же нельзя узнать. Нога где, голова где, блядь. Кавказ Ньюс. Вот давайте по нему прикольнемся, пройдемся просто. Интересно мне. Давайте послушаем, о чем тут речь. Тут 2 видео, непонятно. Для тех, кто очень просил, лень было искать видео, но все же ради, чтобы заткнуть рты. Кавказ Ньюс. Ну, не загружено, давайте загрузим. Адыгейские земли в Краснодар. Вот недавно случай. Русская женщина, воспитатель, заставляет 5-летнего дагестанца, мальчика, ребенка. Она ему говорит, садись на колени, вот так вот его прямо, и заставляет его ноги, целуй, говорит, русскую землю, которая тебя поет и кормит. Где вы кого поете, кормите? Вы же в мусорных баках у вас копаются люди, старики ваши, даже эти мусорные баки вы им закрываете. Наберите сайт там «Мечта ветерана Великой Отечественной войны». У него там высветится теплая вода, там душ, стиральная машина и так далее.
Более конченных лицемеров я в жизни не видел. Больше никогда в жизни не пишите мне, если русский хочет меня написать для диалога, если ты не признаешь свои преступления своего народа, даже не начинай со мной диалог. Даже не начинай. Это вот как раз ответ дагестанцам, от дагестанца. Мусульманин дагестанец вот отвечает своим манкуртам. Он не может назвать их манкуртами, что ли, я не могу понять. И вот тут вот второе видео теперь. Русская воспитательница унижает дагестанского ребенка. 2019 год. Краснодар, детский садик, звездочка. Под землю из-за его якобы нелюбви к России. Целую землю, тварь. Та, которая тебя кормит и моет. Целую землю, тварь. Раз. Целую землю, пока машина. А почему? Этот вопрос о причинах случившегося возник не только у юного зрителя за кадром, но и у всех, кто данное видео успел посмотреть. Оказалось, что действие происходит на территории Краснодарского детского сада, а женщина на видео – его заведующая. Да заведующая непростая, а если верить информации канала «База», даже попала в рейтинг преподавателей Краснодарского края. Наверняка это какая-то ошибка. Да, ошибка. Очень позорная и очень дорогая ошибка. Впрочем, директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов дал понять, что ошибку эту скоро поправит и заведующую уволит. Заведующая ведет себя безобразно, унижая ребенка, оказывая на него не только психическое воздействие, но и физическое. Кроме того, она фактически унижает и всех остальных детей, пояснил чиновник. Казалось бы, ситуация исчерпана. Не все так просто, мой маленький друг. Однако в комментариях под видео с унижениями мальчика некоторые пользователи Рунета ссылаются на информацию о том, что униженный мальчик – это некто Юсуф, который якобы избивал других детей и выкрикивал российские лозунги. Где наше нравственное воспитание? Если вам ребенок говорит о том, что он ненавидит русских и Россию, а? И даже если слова заведующей правдивы, и мальчик Юсуф действительно ненавидит Россию, то возникает вопрос. Как долго нужно целовать русскую землю, чтобы она наконец-то полюбилась? До скорых встреч! Вот. Вот вам ответили. И видео, и этот ответил. Вот ему, наверное, кто-то писал. И вот он поэтому и писал. Этот мусульманин, дагестанец. Для тех, кто очень просил, лень было искать видео, но все же ради, чтобы заткнуть рты. Закину я себе его тоже, чтобы наши манкурты тоже посмотрели. Так, 2 комментария. Так-то сами дагестанцы унижают своих, плохо знающих русский, у них они типа колхозников. Нихуя себе. Башкиры городские также унижали раньше деревенских. Деньги на вокзале с них трясли в 90-е. Насчет, не знаю, деньги в вокзале трясли или нет, я не знаю, но насчет Башкортостана я могу сказать, что меня самого лично, блядь, чуть не ебанули наркоманы, нахуй, в Уфе, блядь. Ауылдан, короче, келдім. Темір жолына, ну, в то время ведь вокзал был старый, все вокзал. И нәрсеке ауылдан келгенім, кетіп барам, короче, Ухырға. И тут такая хуйня, блядь, гоп-стоп нахуй, гоп-стопников дохуя был, наркоманы, блядь, 3 или 4 подошли. И хорошо меня оттуда с толпы вытащил какой-то татарин или башкорт, я не знаю, мужик, короче. Говорит, ты их знаешь? Я говорю, нет. Пойдем со мной. И потащил меня. А потом, как раз в то время трамваи ездили. Если помните, кто из Уфы помнит, трамваи там снизу ездили. Сели мы на трамвай, а они за мной пошли. А он с нами. И потом кондуктор подошла, а он хуяк ксиву вытащил, блядь. А он, оказывается, мент, блядь. И этот, меня довез до Конди, короче. Я в Конди там, короче, куда-то. И в итоге, короче, тот ксиву показал, мы не оплатили, короче, проезд, короче, так проехали. И самое главное, это гоп-стопники были наркоманы. И разные нации были, вот в чем прикол, блядь. Были они русские, были они там, наверное, и татары. Ну, башкиртов я не знаю, но вот такая вот, блядь, смесь была, нахуй. Так что, блядь, нахуй, наркоманы, это наркоманы, там похуй, блядь. Вон и Земфира тоже наркоманка, блядь. Сука.
поет же, блядь, наркоманка. Ну вот этот момент, блядь, тут наркоманов, так скажем, и гопстопников, как бы, думаю, блядь, не этот, ну, различать так уж, блядь, не различать, блядь. А вот именно вот этих нацистов узкожопых, блядь, теперь в наше время нужно различать. Нужно научиться различать их. Чтобы, блядь, нахуй, когда говорят, что там, вот как комментарии, были и наши, и были ваши, блядь, и своими именами. Манкурты, да, могли чмырить там за язык и так далее, блядь. Но я-то другое помню, то, что там нас чмырили или нет. Нас-то не могли чмырить, я не знаю, блядь. Мен урыстырын блядем, блядь, нас там... Башкортостанда такого не было, не знаю, то, что знаешь, не знаешь русский. А вот было другое, блядь. Я вам даже от своих знакомых скажу. Фу, в Уфе мы, говорит, мы на русском-то говорим, а сіз ауылда татарша сөйлешасыз. Фу, это же не мода, блядь. Вот так это было. Вот это было. Вот до какого момента, блядь, вот я до сих пор это помню, как будто я даже вспоминаю, где это говорилось, блядь. Вот этот пацан говорил своей бабушке, бабушка сидит на скамейке ауылда, мен басып тұрам, бәләкеймін. Ол басып тұра, еще она братлары тұранда, да хуя их притом. И он говорит, фу, вы в ауле говорите так. И такие дохуя я увидел, блядь. Вот это мне аж, блядь, я в ахуй был от того, что мна башкортлар, татарлар вот от такой хуйне, блядь, пиздят. И им было, оказывается, западло говорить на своем языке в Уфе. И поэтому быть крутыми, это говорить на русском, оказывается. Вот как они излагали свою мысль. А поэтому по губам, нахуй, родители не давали за это. Вот где упущение. Пизды надо давать таким детям. Не то, что, блядь, нахуй по губам, блядь. Оузуна бирге керек ондай балаларны, нахуй. Жәлләргә түгел, нахуй. Сигеп ташларга. На месте. Так, идем дальше. Какой-то, блядь, дальше. 8man News пишет. Акция. Поубивал и хватит. Владимир Карамурза, Юлия, это Шмара Навальная, и Илья Яшин объявили о проведении единой акции 1 марта «Путин хватит убивать в Берлине». Самим им не смешно призывать серийного убийцу прекратить убивать. Нет, когда я услышал это в «Дожде», сейчас потом дочитаем, добавлю от себя, пока не забыл. Когда я услышал этого Яшкин Кюта, он на днях сказал об этом. Вчера, что ли, блядь, говорил об этом. Меня поразила одна вещь, блядь. Вышли, говорит, люди и просят, говорит, нам, говорит, пишут, нахуй, чтобы еще мы сделали это. Будто, как будто бы какой-то Салават Фатхидинов или там какой-нибудь, блядь, Марат какой-то, или кто-то там, блядь, приехал или там с какого-то города на другой город и просит концерта, блядь. Или там, допустим, какой-то Селин Дион приперлась, блядь, нахуй, и просят, блядь, чтобы она спела нам какую-то там песню, блядь. То же самое. Как будто бы эти какие-то контрабандисты какие-то, нахуй, аккордеонисты ебучие, долбоебы, и им понравилось, и они должны поехать. Вот примерно так. Ну, они сказали, мы завтра не можем, но вот 1 марта собирайтесь. А почему такой промежуток, знаете? Потому что он еще добавляет, что мы в тот раз за 2 недели решили и сделали. И тут они скачок дают. Монахорибас. Декабрь, так, хуй с ним. Так, январь, февраль, март. Что это было? 1 марта. 3 ай. 100 gün. Грубо. 120 gün, короче. Он кидает такую заяву. Теперь они за 120 дней пытаются набрать, быть может, 120 тысяч человек, блядь. А в тот раз пришло около 2000, сказали. 1500 человек. От силы. Вот в чем прикол. И
в то же время даже это какой-то вот прикол, звоночек тому, что тут говорить можно до хрена. Звоночек тому, что наши манкурты пойдут туда, которые топят, блядь, за Путина, которые живут в Европе. Особенно если они будут делать Германию, наших там дохуя долбоебов. И студентов, не студентов, вот эти долбоебов там дохуя. Татар, башкирт тығылып ятанда. И теперь звоночек Руслану Габбасову, Кашапову, всем вот этим выскочкам, блядь, сделать то же самое, ультиматумное. Ультиматумный сбор. Создать ультиматумный сбор, нахуй, против этих навальнистов, блядь. Второй раз они уже делают, блядь. Это не чемпионат по какому-то, нахуй, армрестлингу, блядь. Или там сборище какого-то, чтобы мы должны победить или так. Йоу, это принцип того, что они должны понимать, что мы есть. Мы есть. Не они, блядь, нахуй там пытаются Путина свернуть. А мы хотим свергнуть, нахуй, сука, свернуть бошку ему, нахуй, раз и навсегда, блядь. Они навальнисты, которые хотят просто империю. Обновить башку свою сверху. Вот в таких местах безга надо выскакивать, нахуй, туанлар. В такие места надо дела делать. Я, наверное, попытался бы что-то сделать, но опять-таки, меня дурсын айтсам, блядь, к этому каких-то, я не знаю, блядь, в первую очередь, нахуй, нету, наверное, самое главное, нахуй, собирать это все финансов. Потом у меня нету какого-то, блядь, так скажем, блядь, голоса, чтобы я мог пойти бы, блядь, во французское какое-то место и сказать, вот я хочу собрать сборище против Москвы. Я не могу это сказать. Кому я это скажу, во-первых? Меня кто будет слушать? И самое третье, что если даже я это сделаю, кто приедет во Францию? Кем бар безнекелерден? Бир кем юк. Понимаете? Тупик. Тупик. Поэтому, когда люди такие дела делают, это делается, запошляется конкретно людьми. А у нас нету даже какой там нахуй, одну пулю купить нахуй, запошлять нету инвесторов. А у этих узкожопых все инвесторы хотят, чтобы они победили. Чтобы захватить ресурсы России. Точнее, Башкортостана с Татарстаном. Вот где наши минуса. А ту, блядь, нахуй, орал, блядь, тут, нахуй, меня все узнают, блядь, этот, Иршад Хаби, блядь, из Нью-Йорка. И чё? Он хотел сделать партию Янарыш. Есть там еще одни мудаки, нахуй, которые сидят на его канале тоже, блядь. Нахуй я его послал, я не хочу с такими людьми быть, блядь. Тупизм, блядь. Который говорил, что если ты сделаешь партию, деньги сам не поймешь, откуда придут. Мне нахуй откуда, сам не знаю, деньги придут, блядь. Кто меня запошлять будет в это? Откуда он будет деньги брать? Удивительно. И плюс мне это не надо. Мне не нужно вот эти, блядь, сборища, откуда-то деньги, что-то, чтобы создать партию. Нахуя нам мне партия, блядь? Как Курултаева сейчас вспоминаю, хз, как дальше жить. Халық знает. У меня есть партия Халық. Халық партиясы. Мына шу Халық партиясы нәрсе айтса шу була. Только Халық белән генә мы можем что-то делать. А не какой-то партия, сборная солянка, хуй поймешь с кем, блядь. И который будет что-то пиздеть, блядь. Говорит, что вот нам нужны деньги, нам нужно это для партии, то, все. Нет, меня вообще кеше акчасы нахуй кирәге юк. Дөресен әйтсәм, меня кирәк халык,
который пойдет на Москву. Конкретные дела надо делать. Где-то что-то создать, это сделать, т.п.п. нахрен. А вот навальнистам это нужно. Потому что они берут гранды, они берут нахрен помощь от Европы, они должны выебываться, чтобы им платили. А я не поддерживаю такую тему. Мне не нужно, я не хочу углубляться в эту сраную политику, блядь. Проституцию. Я не проститутка. Мен конкретно просто хочу, коротко и ясно. Халыкны көтәрергә, халық көтәрелә икән, группируемся, вооружаемся, идем на Москву, берем Москву и уебываем нахуй по домам Башкортстанга. Все. Мен дә рахмат дерейм дә французларга. Әллүки нахуй, китерейм. Уфага карап. Все. Кыска гына. Эш бетте. Они что? Они так, что, блядь, мы что-то, блядь, будем делать, и нас кто-то будет финансировать, и мы будем что-то делать. Не. Пока на эту партию просирать деньги, как эти сраные навальнисты, сколько они бабла просрали. Если помните, после того, как они это завершили, или до этого, они фотки выставили. Если помните, как они коряво стояли, все такие, блядь, всяко, блядь, счастливые. Потом у них банкет был, наверное, в эту ночь, блядь, кайфовали. Типа они, блядь, объявили нахуй партию или там прогулочку, блядь, по Германии, по Берлину. Людям только зрелища нужны. А меня олай керекми. Мое зрелище — это уничтожение Москвы. Вот это зрелище создадим давайте. Я буду рад. Вот когда будет Кремль, нахуй, Москва-Сити уничтожен, вот это будет зрелище. Это пиздец зрелище, нахуй. Вот там можно будет, нахуй, Курбан шалырга, плов ясыйбыз, 100 килолык казанда. Кормить будем весь мир. А до этого... Нет. До этого все. Тупизм полный. Итак, пишет дальше он, тот чувак. Чикатило, как тебе не стыдно? Хватит убивать. Гитлер, побойся Бога, хватит убивать. Сталин, имей совесть, хватит убивать. Путин, хватит убивать. Овцы вышли на демонстрацию с плакатами. Волк, хватит убивать. Видите, как сравниваете этих долбоебов? Путин, хватит убивать. Но поубивал уже в свое удовольствие и хватит. Нет, не хватит. Мне не надоело еще. И что вы мне сделаете? Смеется. Бессильная позиция жертвы, которая только и может что кричать мучителю «хватит», Навальная, Яшин, Карамурза стоят в центре Берлина и пытаются докричаться до Путина в Кремле через всю Европу, чтобы он прекратил убивать. Думают, что он услышит и одумается. Нет, конечно. Может быть, они кричат, чтобы это простые россияне услышали. А зачем? Чтобы те узнали, что иммигранты и иноагенты против Путина? Таким об этом и Соловьев из телека рассказывает. Для чего тогда кричат? Это же смешно кричать в пустоту. Очевидно, что судьба путинского режима решается не на демонстрациях в Берлине, а на войне в Украине. Заставить серийного убийцу прекратить убивать можно только силой, обезвредив его. Кричать что-то Путину из Берлина – высшая степень клинического идиотизма. О, новый метод, блядь. Словечко. Обращаться в Берлине нужно к немецким властям и обществу, просить их усилить всестороннюю, прежде всего, военную помощь Украине, а также противодействие путинскому режиму на всех направлениях и во всех сферах. Такие обращения не бесполезны. Голоса россиян в поддержку Украины достаточно эффективно привлекают здесь дополнительное внимание к этой теме. Обращаться можно и к соотечественникам, где бы они ни находились, но с призывом к поддержке тех, кто реально сражается с Путиным. Украинцев, российских добровольцев в Украине, подпольщиков и политзеков России. В качестве лозунга антипутинского сопротивления гораздо лучше, чем «Путин хватит убивать», звучит «обезвредить убийцу Путина». Ну, чем-то я согласен, но явно это какой-то тоже узкожопый какой-то хуй написал, непонятно, кто это написал. Но это тоже хуйня, все, Туланар. Вот самое интересное здесь, то, что я услышал от этого дерьма, то, что написано, блядь, что
в тот день от Яшина даже это услышал, хватит убивать там и так далее. Поймите одну вещь. Яшин недавно приперся из тюрьмы. Представили, да? Он приперся из тюрьмы. Мы же не можем гарантировать, что он против Путина. Или за Путина. Мы же не можем гарантировать. Не можем. Получается, может, это его работа такая. Кричать тут нахуй: Путин пидорас, его намыло, блядь. А на самом деле Путин, как говорится, работает, как и работал. Но суть как бы делать такой воздушный, блядь, пузырь нахуй, что типа здесь у него есть враг, оппозиция, и он там, блядь, борется этой оппозицией. А на самом деле эти оппозионщики, блядь, хуёнщики нахуй, просто фуфло. Из ниоткуда. Вот и все. Есть же такая теория. Может же быть такая? Может. И нахуй нам верить, блядь, Яшкину, блядь, который, блядь, может под Путиным, блядь. Потому что его ебли уже сколько он сидел там, столько времени. И все. И поэтому его выпустили. Сказали: ты будешь работать на нас. Какого хуя? Кто тебя нахуй ебет и кормит? Мы. Или ты сдохнешь, или ты будешь работать. Вот и все. Он поэтому и приехал. А почему таких именно? Вопрос возникает. А потому что он друг Навального там или что-то там в этой теме нахуй. Примерно эта тема. За него топили все тут, когда они сидели. Выпустите, выпустите. И вот, работает нахуй, работает. Шпион нужен. Вот и все. Поэтому, туганлар, возвращаясь к своему какому-то одному из эпизодов словечек, такое, что нәрсәгә мин сезгә әйтәм, башкорт белән татарның эченә бер урыс кирәкми. Бер урыс. Крайняк только казакларны алырга может без. Казахстаннан. Никакого узкожопого нашей волчьей стаи. Никакого. Нам не нужны вот такие прошмандовки в виде Яшина, Навальнюги это сраной. И вот это Кутак-Мурзы вот этой, блядь. Понимаете? Безге кирәкми олар. Бездә алардан да акыллы кирәк булса, халык. Бездә дә акыллылар бар. Алар гына акыллы түгел. Башкортстан белән Татарстанны кулга алып, әйбәт итеп дөнья корырга безгә акыл әллә нәрсә кирәкми монда. Урысны гына акыллы кебек бездә акыл бар инде, бәттәк. Абыны беләбез инде нәрсәлеген, блядь. Икегә икене куша беләбез. Безгә нәрсә кирәк тагын? Нәрсә без Башкортстанны күтәрә алмыйбыз менә? Урыссыз. Күтәрә алабыз, Аллага шөкер. Иң мөһим монда беренче бу бүтән грязная ебучая политикада одна цель. Цель, чтобы Россия осталась целая. Шәрпәләнеп китмәсен дияләр. Таралмасын. Таралмасын өчен алар әллә нәрсә могут делать, блядь. И добавлю своим теориям, так скажем, Дарвина нахуй. Что Яшкин Кюта, я один день вроде как где-то что-то говорил вроде об этом в каком-то ютубе или где, я не знаю. Яшкин Кюта отправить, понятно, отправили. Мы же не знаем, кто его отправил, понимаете? Это может быть из той теории людей, которые знают, что рано или поздно Путин сдохнет, и кто-то должен ловить власть. И эту ловить власть внутри, те, которые внутри тоже высокие чины, блядь, не хотят отдавать между собой, потому что они слетят. И вот получается из этой категории хуев какой-то хуй просто как бы папочкой нахуй стал этому Яшкину и отправил его. Сказал: ты будешь на меня работать. Путина снесем, и ты приедешь, и ты будешь со мной.
Точнее, ты будешь там, где-то там, в Москве, и все, мы работаем так же. Ты меня не будешь трогать в дальнейшем. Баларга может быть, баларга может, что это теория. Баларга может, что это хуйня. Понимаете? Потому что ничего не вечное. А этот пример, так скажем, подкреплю другим примером. Каримов, когда сдох, потом Мирзияев откуда-то появился. Как вы думаете, как он появился? Каримов, думаете, говорил, что Мирзияев должен быть? А может, у Каримова еще какие-то люди были? Нихуя. По моим, так скажем, данным, Мирзияев уничтожил ту другую сторону и встал сам. Никто его нахуй не ставил. Его короновал Медведев, как мы знаем. А ставил он сам себя, уничтожив другую сторону. Потому что там было несколько волков, которые хотели каримовский трон. Вы думаете, что, один Мирзияев, что ли? Нихуя. И все. Поэтому потом пошли в разнос, блядь, ее дочь, эти Рустам Инаятовы, если кто в курсе по Узбекистану, все, блядь, СМБшные, блядь, нахуй, вся вот эта структура. Все по одной всех он зачистил. Потому что они и были его противниками. И тут то же самое. Американский пирог будут делить все в русне, блядь. А чтобы его делить, нужно подготовить почву заранее. А это Яшкин Кют, Кутак Мурза, Навальная, Ходорковский, Кац. Понимаете? Вот где загвоздка тут происходит, блядь. Поэтому, блядь, однозначно, я еще раз, 1000 раз буду повторять вам, вдалбливать, что бізге ни в коем случае нельзя урыслар белән барырга Мәскәүгә сугышырга. Ни в коем случае. Это не война с фашистами в Германии, чтобы вместе идти. Бок о бок, блядь. Тогда вы захват немцев защищали эту узкую землю, как они говорят. Не башкирскую землю, а узкую землю всю. А в этот раз, когда мы пойдем против узкого мира. И с узкими против узкого мира вы не можете, блядь, теоретически долбоебом надо быть, если мы это сделаем, блядь. Узкие, может быть, этот сраный сибирский батальон, если он больше нашего станет, может пойти с украинцами. Похуй, пусть идут, нам похуй. А без Башкир, Татар, Кавказ, Дагестан мы должны идти вместе. Ичкерия все вместе идти должны. И то не так, что вместе, а примерно балансировать. Что Кавказ пойдет снизу, мы справа. И такие вещи, я вот сколько мы слушаем, вот каждый день мы по чуть-чуть слушаем, люди, да мне давно уже кто-то доложил бы это, накинули бы мне там в телегу, там, везде уже выскочило бы. Никто не говорит, что будут они ебашить Москву. Вот из нашей этой, грубо скажем, оппозиции, хуй поймешь какой, блядь, кашаповской, протурецкой, турецкой нахуй, габбасовской, ахмадзакаевской, никто не говорит, чтобы уничтожить Москву. Никто, блядь. Я ни одного от этих аксакалов, да, грубо говоря, блядь, взрослых долбоебов не слышал это. Вроде взрослые, но долбоебы. Бірсінден ишеткенім yok, блядь. Блядь, туғанлар, біз мылтық алып, Мәскеуге баруға тиіспіз дегенін ишеткенім yok. Мына сколько мен ізлеймін шуны? Yok. Только мен Кикердагена алдым Кашаповна, они меня выкинули. Сказал, блядь, он мне же предъявил. 20 кеші топ, потом қарармын. Он таким дерзким своим голосом еще мне голосовой отправил такой. Типа, чтобы я такой не выкрикивал у них в WhatsApp, понимаешь ли. Они хозяева WhatsApp. Да нахуй мне усрался твой WhatsApp там. 5 человек сидит нахуй и бурагозят мне еще что-то, блядь. Унижаться перед турками нахуй. Поэтому у них нету такой темы.
У них есть только так тема, точно какая навальнистская, просто пиздеть с плакатами везде, бегать туда-сюда. Все. За Киев этот нахуй тоже, блядь, в Турции хуйней мается. Выходит с карты. Я против войны в Украине, блядь. Помните, в тот день мне звонил, я говорил в эфире, блядь. Писал мне. Я вам потом в телегу закинул это все дело. Какими-то фотками он сфоткался с флагом Татарстана и Украины. С чуваком каким-то. И чё? Это просто игра, политика, чтобы Европа и Америка им как-то, блядь, запошляли нахуй какие-то, хуй знает, дивиденды какие-то, что типа они демократы ебаные. Но они никогда не пойдут, блядь, малтыголып Москве. Поймите, не пойдут. Вот когда мы пойдем, вот я лично пойду, может, я пинком под зад Кашапова тоже заставлю. Чтоб он, сука, блядь, с Англии тронулся. Ну и то вряд ли он отмазку найдет. Нет, я же старый, скажет, не пойду, блядь. Примерно так. Поэтому обольщаться здесь нам негде, блядь. И некому, блядь, нахуй, да, негде выебываться нам, блядь. Чунки, блядь, нахуй, біздің алып барушы даже кишилер не могут, нахуй, нести какую-то, блядь, хрень, блядь, путевую, блядь, а бредовину только несут, блядь, нахуй. Каждый день проводят какие-то эфиры, блядь. Сегодня тоже наткнулся, но не смотрел еще. Послушать надо. Кашапов с какими-то узкожопами вышел в эфир, блядь. Мы тоже один раз так выходили, пару раз через этот, блядь, какой-то не YouTube, а еще через не Skype, а какую-то хуйню, блядь, они выходят. Это хрень полная, Туганлар. Это дерьмо полное. Вот так, блядь, выходить, бла-бла-бла и заходить. И насчет Ингрии. Вот этот Сырес Булаянь, тоже которым топит Кашапов, этот Идель Урал и так далее, еще какие-то там Свобода, Лига, Свобода наций. Мы тоже не из этой категории должны быть. В этой категории вообще сыр-бор, блядь. Все народы там есть. Но мы можем им сказать, что действуйте. Но мы, как говорится, сами по себе. Вы сами действуете, мы сами. Сыр-бор, нахуй, винегретские армии нам не нужны. Как я и говорил, блядь, все сборы собираемся в Москве. Все дороги идут не в Рим, а в Москву ведут. Вот тогда и встретимся. Кавказ, блин, там увидимся в Москве. Трогайтесь. Без Уфадан, Татарстандан тронемся. Мы увидимся с вами там, в Москве. Кремлевская площадь в разъебе. Сити, блядь, уничтожен. Москва-Сити. Вот там мы увидимся. Я вот прям лично сам хочу, блядь, ебануть по Москва-Сити, блядь. Колом кшып тұра, блядь. Полный рост, нахуй. Да, кто-то может сказать, блядь, нахуй, мы же там потом будем сами жить там. Нет, принципиально. Принципиально, нахуй, нужно Кремль уничтожить, принципиально уничтожить все те атрибутики Москвы, которые показывают коммунизм, СССР и путинизм. Вот эту всю тему нужно искоренить. Башқұртстанда монумент дружбы искоренить. Монумент дружбы. Вот Башқұртстанда Уфаға кіргенде монумент тұрады, шуны полный рост нахуй ликвидировать, блядь. Татарстанда шулайық. Что там у них есть, блядь? Памятники какие-то. Хуй знает, я не знаю. Шулай туғанлар. Поэтому, если мы за это не возьмемся конкретно, то мы просто будем также быдло народом, блядь. Просто быдло, и которые быдло себя будет называть вроде бы башқұртлар, татарлар, но в то же время бір сегіз, блядь, өзіңіздің тілде сөйлеше білмейсіз.
Вот это и будет. Плясать под хозяина. И в оконцовке 1,5 миллиона башкиртов останутся вообще там 150 тысяч. И которые вообще никогда потом уже не рыпнутся никогда. И давайте читаем дальше. Тут читать до хрена новостей. Представление западных левых об СССР хорошо передано в мемуарах Войновича. На Западе он рассказывал одной даме про его преследование в Совке, на что та возмутилась, а почему вы не сообщили об этом в газеты? И, помолчав, добавила, в конце концов, вы могли пожаловаться правительству? Блять, ржать нахуй или смеяться, блять, или чё, блять. Вот то же самое. Примеров до хрена у нас, блять, в данный момент, долбоебство. Как, блять, с войны, блять, пишут нахуй. Как раз в тот день насчет мечети. Слушали, мы же слушали же вместе с вами. Мы, мусульмане, из СВО, или же откуда там, блядь, из войны, говорим, чтобы вы не закрывали мечети. Блядь, из армии, блядь, они пишут, нахуй, из войны, блядь. Пиздец, сами, главное, воюют, блядь, это за узкий мир. И говорят, что мы оттуда просим, блядь, все в масках, рожи не видно толком, блядь, вроде бы. Мы просим вас, блядь, чтобы вы не трогали мечети, нахуй, не закрывали. Туда-сюда, блядь. То же самое. СССР 2.0 называется у нас сейчас. Только в образе Путина. Просто модифицированный, блядь, 21 века. СССР 1 и СССР 2. 21 века, блядь. Вот в таком мире пытается нас заставить жить. Точнее, вы живете уже так. Вы живете внутри. Кто живете вы? Манкурты живете в таком виде. Поэтому вам нет различий. Вы же даже за кордон не хотите выходить. Вот как мы не хотите уехать даже. А отмазки ваши какие? Ничегінде мен туған жерлерімді ташлап кетем. Ну сен туған жерлеріңді тогда нәрсеге ташлап кетесің соғышқа? Мына бит Украинаға соғышқа кетіп барасың да, и вообще жаһаннамға ташлап кетесің потом, өлгеш. А чё ж тут там-то бросаете? Когда вам говорят, просто вылезь сюда к нам, присоединись к нам, или даже хуй с ним не присоединяйся, блядь, просто вылезь, блядь, на войну не иди. Не присоединяй нахуй. Вылезь и все. Нахрен ты через войну присоединяешь и уничтожаешь самого себя еще добавок. Шулай, мында разные можно говорить хуёвины, но просто обидно, блядь. Насчет аспектов, вот это аспекты Башкортостан. Онарға можете не верить вообще. Это Руслан Валеев, вот как раз из той категории манкуртов, которые топят с узким миром. Кстати, в тот день так я не дошел, блядь. Надо найти, блядь, как они интервью брали у Руслана Габасова. Мы что-то не прослушали. Блядь, сегодня надо было слушать. Ну ладно, забыл я, блядь. Вот надо послушать его, дослушать, понять, о чем он говорил. И косяки Руслана Габасова надо найти. Плюсы и косяки. Всяко он там обстремался перед Валеевым, блядь. Жестко он ему давал лещей или что, блядь, я не знаю. И тут вот аспект опять пишет нахуй. Голова, блядь, этот долбень, блядь, ударил люлями для придания себе мужской силы. На какой-то хуйней, блядь, в Бишбулякском районе, блядь, Кош Елга, этот, посетил местный дом культуры, блядь. Чей, блядь? Бишбуляки, кто там, блядь? Многобожники, что ли, блядь? Чё за нахуй там?
И самое главное, этот уебок, оказывается, имеет 4 детей от 2 браков, оказывается, этот Хабиров, блядь. Дурт баласы бар екен бұл Кутакбашны. Икisi, наверное, или үшісі, блядь. 4 детей от 2 браков. Икisi mi, үшісі mi, бірінші қатындан мекен. И мынау Кутакбаш Кәрине, блядь, икені туып берді мекен мынарға. Пиздец, нахуй, онда. Просто поражаюсь. Башқұрт әрмәнлер йөрей, блядь. Башқұрт и әрмән яртысы. Я просто хуею. Ул бит инде явно башқұрт булмый, ул әрмән була ул. Пиздец смесь, блядь. Я вообще не могу понять. Башқұрт и әрмән. Бывает такой смесь вообще? Бывает? Нет, блядь. В природе, блядь. Хуею, блядь. Если Хабиров есть еще башқұрт, ул татар, мне кажется, блядь. Уже хуй поймешь его, сука, самого на ДНК надо давать, блядь. Вот это тоже пройдемся, прочитаем. Я просто в шоке был нахуй от всего этого. Повстанцы в Сирии обнаружили множество трупов в больнице Хараста. Тела принадлежат заключенным, убитым режимом Асада. Новые двери, потайные камеры и помещения тюрьмы Сидная, где до сих пор находятся люди, некоторые из узников в ужасном психическом и физическом состоянии. Также были найдены человеческие кости, смешанные с кислотой, в которой растворили трупы. Получается, в кислоте кости не растворяются, что ли, я так понял, блядь? Получается, только мясо растворяется, а кости остаются, получается, что ли? Что я нихуя понять не могу. Был схвачен и казнен один из лидеров режима Асада, Талал Даккак. Он убивал пленных оппозиционеров и скармливал их львам, блядь. Это просто ужас, блядь. Просто кошмар, блядь. Это, я не знаю, блядь. Из фильма ужасов, блядь. Фильм ужасов тут явно будет отдыхать, блядь. Одна из девушек, а вот как раз об этом. Тюрьмы меня арестовали, когда мне было 19 лет, я не была замужем. А вышла из тюрьмы сейчас мне 32. И у меня есть дети. Я не знаю их отцов. Сейчас освобождено около 11700 женщин от 20 до 37 лет, блядь. 11700 женщин, блядь, сука. Это что за тюрьма, нахуй? Сотни из них были изнасилованы и родили детей в центрах содержания под стражей, отцы которых неизвестны. Ёбаный в рот. На сегодняшний день Башар Асад является самым богатым беженцем планеты. Он контрабандой переправил в Россию, вот, 135 миллиардов. Вот, миллиарды, оказывается, 135, а я думал 185. Ну вот, 135 миллиардов, пишет издание Türkiye газетesi. Путин дал Башару Асаду политическое убежище в России. Пиздец. Комментарии. Таких девушкам там полно, и детей, которые неизвестны отцы, не знают даже, что такое солнце и вся живность. Ну да, до этого ведь не договорилась уже и об этом. Не то, что живность, а... А то, что этот не знает птичку и так далее, блядь, нахуй. Что такое птица, блядь? Охуеть, блядь. Нисо из этого. Нисо это чеченец вроде бы. Из его видоса.
Не знаю где, но эти дети красным, синим, белым российский флаг сделали внутри какой-то мечети. И орут «Россия сила», или что-то такое, я не понял. Давайте почитаем. Русские оккупанты имеют четкую цель сделать из народа покорных рабов, слепо верующих в несуществующую и ложную конституцию. Для этого они прибегают к разным методам, которые порой достигают диких границ. У оккупантов эта цель имеется вопрос. Эта цель имеется. Оккупанта эта цель имеется. Вопрос лишь в том, что мы будем с этим делать и какие действия предпримем, чтобы спасти наше будущее. Ну да, ну как-то не то написано, конечно. Понятно, я дополню от себя. Не то, что тут что-то будем делать, блядь. И всегда болса, напомню вам, когда какая-то сука, манкуртская сука, в Казани пару лет назад заставляла кричать «Я русский» мусульманкам, детям в школе, казанским детям, мусульманкам в школе «Я русский». Понимаете? Под песню, блядь, этого шалавы нахуй шамана, блядь. Шунардан соң Татарстан, Башқұртстан уянырға тиіш. Мен деген мұсылман деп көкірекке соғып жүруіңнің файдасы жоқ. Если сен на пути Аллаха не делаешь какие-то жертвы, блядь, или какие-то действия конкретные, хотя бы словами, не выходишь со мной на связь и так далее, или какие-то действия не совершаешь сам уже, открываешь там хотя бы для начала вот так же каналы и пропагандируешь, как говорится, наш народ, чтобы они были против Москвы. Ты не можешь понять. Что надо, конечно, она мячетная ищенда будет «Россия сила» орут мусульманы. Это где такая огромная мечеть? Явно это, наверное, не Сой это сделал. Это в Чечне, наверное. В Чечне, блядь, собрали детей или в Дагестане, блядь. Огромная мечеть. Я не могу понять, чья мечеть это. Почему? Потому что здесь все в хиджабе, дети в хиджабе. Или женщины, я не знаю, блядь. Их до хрена. И все почему-то одеты в красное, синее и белое. Это точно звоночек тому, что коммунизм 21 века. Ведь в Корее и в Китае то же самое. Все по струнке смирно ходят. Коммунизм, потому что там. Сказали нахуй одеть красный галстук, они одевают красный галстук и так далее. И идет вот эта вся сцена, блядь. Вот и все. А в Дагестане под русским флагом кричат «Матушка земля, святая Русь». Пиздец, блядь. Ну да, а в Татарстане спели, блядь, «Матушка земля» на татарском языке. Ебанутые. А Никитина мразь, блядь, съездила, блядь, в Чечню, спела Ахмад Сила. Это пидораска, шуханганская Никитина, нахуй. Из нашего чата. К сожалению, много манкуртов, я одна из них. Я в 50 лет пришло осознание, до этого жила обычной жизнью, училась в русской школе, по-башкирски с трудом, но учусь читать. Запомните, как бы вы были близки, запомните, как бы вы близки не были к ним, все равно не станете одним из них. Пример, вышла за русского, даже родив ребенка. Пиздец нахуй. Постоянно говорили мужу, что русских баб не нашлось. Да. Это то же самое я слышал в своей первой жизни. Может, со второй тоже услышал бы, но с первой услышал. Когда менің бірінші хатыным Мари, меня айттылар, нәрсе татар бітті міне dediler мне. А я не понимал.
Я думал, что башка миллет bilan da yashab bo'la. Потому что men bit o'zim da shunday internatsionalniy семьядан da endi. Узбек, башкир, татар, мында еще мары вдобавок. А оказывается, был мы яшаб. И вот теперь я сейчас пытаюсь исправить ошибку, но нихуя не получается, блядь. Потому что, оказывается, на самом деле, блядь, очень тяжело найти узбекизникелерны. Потому что манкуртки, блядь. Если уж эти марийки какие-то недоделанные, нахуй. А безикеляр ничем не отличается, потому что это среда такая, блядь. Ёбаная, нахуй. И в Башкортостане, и в Татарстане. Тяжело найти. Даже мусульманки манкуртки, блядь. На своей шкуре пришлось испытать. Шунарга, білмеймін, үйленгенде туғанлар нешіктір ойлап үйленерге керек. Қарара керек, кімні аласың? За что топит она? За твою религию топит? За твою нацию топит? Или за узкий мир? И вот это явный пример, блядь. Что, блядь, башкортлар, татарлар, по сути, не хотят даже за нас жениться или замуж выходить. Они, долбоебы, привыкли к русским жениться. У них какой-то вот такой идет маразм. А тут есть одна сторона финансовая. Почему? Потому что башкортлар, татарлар немного зарабатывают. А урслар много зарабатывают, потому что они все, как говорится, на главенственных местах. А мы, блядь, все карахолок, как Алсынов говорит. Поэтому мы вообще, бляди, последние нахуй. В русне. Ну, не говоря там какой-то 1% этих пиздолизов в виде Минниханова и Хабирова. Их в счет не надо брать. Бадрановы. Их не надо в счет брать. Это пиздолизы, это конченые. Но ниже них уже все, пизда. После них уже все, никого нету. После них только все, у всех жена русская, муж русский. Вот так вы живете, блядь. Вот это и убивает того, что у нас не будет нахрен Башкортостанда, если в таком темпе вы будете размышлять дальше, хам Татарстанда и наши языки. Потому что они нахуй не нужны будут. Урыс тілі гена керек была. Нахуя, блядь, узкожопом наш язык? Объясните мне. Если вы создаете сами этих узкожопых. Осознав я свои, блядь, болячки, проблемы, мен хазыр только татар или башкорт хатанны излейм. Меня башкасы нахуй не нужен. Это вот мой печальный свои проблемы. Балаларымны мен көрмейм. Балаларым меня хуй поймешь где, я их даже в лиц глаза не видел, блядь. Давно. Вот такой вот узкий мир. И этот комментарий прям четко написан, блядь. Не только она такая. В Уфе арестовали сотрудника отдела по борьбе с коррупцией за посредничество во взятке. Опять это аспекты пишет. Вот аспектам писать нехуй, наверное. Они пишут все подряд. Им похуй, чё, почем, зачем. Они пишут все подряд и в тот же момент работают с узкожопами. Старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Уфе Нияз Усманов оказался в центре коррупционного скандала. По версии следствия, он выступил посредником передачи взятки в размере 1,5 миллиона рублей. Следствие утверждает, что Усман действовал в сговоре с начальником отдела полиции номер 3. Средства предполагались за возбуждение уголовного дела. Решение суда Усманов арестован до 6 февраля 2025 года. Уголовное дело находится в стадии расследования. Ты был избранником. Подрекали, что ты уничтожишь ситхов,
а не примкнешь к ним. Оби-Ван Кеноби. Я хуй его знает, бля, кто такой, во-первых, Нияз Усманов. И такой подъеб какой-то, его еще какой-то идет внизу. Ну, старший оперуполномоченный отдела коммерческой безопасности. Вот блин, даже, блядь, как комментировать это, с какого конца начать? Начну с такого момента. Менің де туғанларымда бар, так скажем, были менты. Это пиздец, нахуй. Это просто пиздец, нахуй. Ну, кто-то отошел, так скажем, по пенсии, а другой отошел по опасности своей работы. Но ikisi de, я понял, манкурты. Не говоря еще, может, кто-то есть, я не знаю. Ну, точно, кого я знаю, вот эти. Но ikisi de манкурты конкретные. И когда, ну, одному я явно ничего не могу сказать, потому что я не на связи. А с другим более-менее косвенно на связи, но я точно знаю, топят за русский мир против укронацистов. Вот удивительно, нахуй. Удивительно просто, блядь. После этого, конечно, я свою точку зрения им не могу сказать. Это будет, начнется, блядь, ты что говоришь, забудь, начнут уговаривать меня, я вот предполагаю, так будет. Но если помните, я еще летом, еще когда, я дохуя когда говорил, что мен туғанларға отдельно бір выпуск жасадым. Туғанларға кутағымны қойдым дедім. Похуй мне на них, блядь. Мне до пизды до них. Что они будут обо мне думать? Моя цель Москва, и она не будет изменяться, пока мы не станем независимыми. Если Москва сама по себе исчезнет, под землю провалится, значит, наша цель закончится. Но пока она есть, мы, значит, должны добивать эту цель. И эта цель не будет касаться ни Украины, блядь, ни Грузии, никого. Нас она касается, нас, пока мы не станем независимыми. Если даже в Украине соглашение сделают, он файдасы yok. Бізге похую должно быть это. Что они там будут делать, нахуй? Наша задача не должна умирать и заканчиваться на этом. Мы должны долбить его до конца, пока мы не осознаем, что мы свободны. Пока мы не свободны, мы не можем что-то, блядь, даже... Какой нахуй, блядь, планировать. Не то, что диктовать кому-то что-то. Поэтому первая задача наша, я считаю, нужно конкретно во всех пониманиях всего вот этого бардака объяснить украинцам, что мы хотим что-то сделать, но они что-то не идут к нам навстречу. Примерно так. А вот так ждать, как Габасов постоянно говорит, час X, блядь, ну, мы можем, да, ждать час X, допустим. И чё? Час X придет, допустим, пришел он час X, и Нерса Путина нет, никого нету. И кто-то нам отдает Башкортостан с Татарстаном просто так, что ли? Шундай мөжиза была мекен? Алла жиберса мөжиза булырга может. Но гарантии я не вижу. Гарантия, во-первых, времени. Гарантия уничтожения Путина. Я не вижу. Нету этих гарантий. Если они не хотят долбить по Москве, по другим городам, нет гарантий.
Есть только один способ. Украинцам, как в Курске зашли, никого не спрашивая, ёбнуть по Москве и все на этом нахуй. Пошли они нахуй, американцы, блядь. Пусть что хотят потом уж, после пожар хуй насос. Ничего не смогут сделать. Примерно так. Так, палач башкирского народа. Сегодня прошли закрытые переговоры с депутатами парламента Австрии. В своем выступлении я им рассказал о роли Хабирова в войне против независимой Украины. Депутаты записали все данные и пообещали рассмотреть вопрос о внесении в санкционный список Австрии ради Хабирова. Так что жаловаться на Путина нет смысла, он своих не кидает. Кто-то пишет, пообещали? Это комментарии. Получается, закрытые переговоры с депутатами парламента Австрии. Руслан Габасов, в Австрию поехал, что ли? Вот этот вопрос тоже интересен. В своем выступлении я им рассказал о роли Хабирова в войне против Украины. Ну, дошло мне. Вкурил. Мына до этого бы гына битинде, мен сөйлеп тұрам битинде, мына бұл Кашаповна, блядь, Габасовна. Вот реально они делают какие-то бюрократические дела, которые нахрен в данный момент нам не нужны. Хабиров насин, она ёптаңма через Австрию или ёпмадаңма, вообще фарқы жоқ. Будет теге юқыш-буқыш болып жүрейінді, короче, блядь. Болмаған нәрсені ішлеп жүрейлер. К чему я это? Сен оны ёптыңмы, әйме? И как бы афишировать етіп қойдың бізге, все класс, все такое. Но от этого Хабиров, что спиздил и пиздит, от этого ничего не изменится. И то, что он куда-то вылететь не может и выехать, ему это не надо. Кормежка, так скажем, кормушка у него дома. А дочь где-то там, да, в Чехии, что ли, где-то живет, говорят, блядь. Где она живет, эта пидораска, дочь ее? Старшая. И вроде бы замужем за узкожопого, вроде бы, блядь. И Шунарга, я считаю, что вот этот, блядь, катаклизмы в природе, нахуй, так и так до хрена. И такую, блядь, хрень делать, я что это, балакебек, блядь. Да, вы можете сказать, ну хотя бы что-то сделал, блядь. Ну молодец, да, хотя бы что-то сделал, хер с ним. Ну, я считаю, что, блядь, нахуй, хабировское богатство или что-то в этом роде, если даже его закрытие кислород, блядь, в Европу, да они по сути не выездные все, нахуй. Из России даже обычным людям выехать нельзя, блядь. Куда они выедут, вот эти уёбки? Плюс еще кто их куда отправит, блядь? В отпуск куда-нибудь, ну и чё, блядь? Все равно они в кормушку приедут. Спрячутся, куда-то уедут, блядь, 6 секунд найдем мы их все равно. Бірінші біздің тактикамыз бұларға тиіс в том, что, блядь, нахрен не какой-то херней заниматься там, как Америка санкции занимается, а через третьи страны все равно заходит товар, блядь. То же самое. Тишек, блядь. Илек кебек, тишек илек кебек. Мың тишек, блядь. Илекте. Мында да шулай.
Так, идем дальше. Представители экологической организации из Стерлитамака и Салавата обратились с видеообращением на прямую линию президента этого Пути, блядь. Общественники рассказывают о неблагоприятной экологической обстановке в регионе. Прямая линия президента России назначена на 19 декабря. Если Хабиров «помоги» не работает, то в ход идут «Путин помоги» и обращение ВСК и Бастрыкина. Протесты в России больше напоминают чаепитие в мытищах художника Перова. На картине 1862 года слепой солдат с орденом участника Крымской войны. Его поводырь, мальчик в обносках лет 7, просит милостину у упитанного попа, который делает вид, что никого не замечает, а его служанка прогоняет попрошаек. Ага. Вот оно как. Ни хрена себе картинка, блядь. За столом самовар, чай еще в утра, слуга у него жрет там, а у них жрать нечего. Вот и это и есть тот момент картины, показывающий, что, блядь, нахрен. И в Люберцах, блядь, мечеть «Помоги, Путин, помоги». И здесь то же самое. Да везде. Или как там тема такая. Путин, помоги нам задолбать украинцев. Да, мы за тебя. Надо долбить Украину. Вот из той категории это. Только чуть наоборот. Унижение насчет мечети, унижение какие-то экологические катастрофы, как Алсынов. Теперь они уже умные стали, вот эти экологические. Не как Алсынов, блядь. Орут, блядь, всякое дерьмо, блядь. Что пришло в голову, блядь. И засунули их, блядь. А эти уже по уму пишут. Там не армяне там, а экологию портят. А просто экология портится, и Путин помоги. Мнашулайраган. Даже не пишут Хабирову, а прямо Путину. Вот это удивительно. Белорецкий, кто-то написал на стене: народ, проснись, тебя обманули. И снизу кто-то написал: иди нахуй. Вот кто-то пишет и кто-то стирает, короче. Вот такие вот дела. Это как кто-то мне говорил, что Габасов просит людей, чтобы они что-то там писали, куда-то что-то делали, чтобы никто не видел. Вот из этой категории, мне кажется, блядь. Насчет этого я вам скажу, что писать ничего не надо никуда, блядь. Электроэнергия можете. Это херня, это детский сад, блядь. Это из той категории, блядь, с плакатом на яйцах, нахуй, выйти к Парижу, Эйфелевой башне и сказать, блядь, Макрон, помоги, Путин пидорас, блядь. Вот, а я гей, блядь. Вот что-то в этом роде, нахуй. Понимаете? Штугаль, туганар, блядь. Серьезная шлях, блядь. Хрень какая-то. Так, дальше. Телеграм-сеятель ветра. Что пишет? Вот на примере Сирии все страны увидят, каково с нами сотрудничать, и я не удивлюсь, если вообще никто не захочет. The-блогер Юрий Евич
заявил, что провал Путина в Сирии стал сильным репутационным ударом для России и показал, что на нее нельзя полагаться как на партнера и союзника. Впрочем, на самом деле все стало ясно еще после того, как российские миротворцы не выполнили свои обязательства и издали армян в Карабахе в прошлом году. Видите как? Армян, значит, в Карабахе ускажу издали, и поэтому шлепнули нахуй Эрдоган, блядь, с этим айзерами свой Карабах. Комментарий пишет Евгений Гудзенко. Время ужасным сделали уроды типа Евича и Путина, а могло быть вполне обычные ни чумы, ни засухи. Да. Так. Короче, туғандар сағат 3 почти. Будем тогда, наверное, заканчивать. 12 киши утра. Бигзур рахмат сізге отырғанларға. Тор атыңыз, туғандар, тор атыңыз максимально, потому что білмеймін уже как нешік тор атырға, нешік нәрсешлерге, как, чё, как. Тяжело этот... так скажем, тор атырға енді бітіне беріне. Вовнутрь вот только вот пока можно ютубом, больше никак. ТикТокта 194 киши отырған. Или мимо проходили, или отырған, но непонятно енді. Но главное, болғанлар. Зор рахмат оларға. Короче, будем тогда завязывать, заканчивать, манда, потому что новостей дофига. Вот этот второй Куштау, это Куштау онлайн экен. Второй Куштау, кому интересен, Куштау онлайн. Можете туда тоже заходить. Ну, о чем там пишут, я не знаю. Вот в этом Куштау онлайне я охренел, увидел свое видео, блин, там. Вот оно стоит. 6 лайков и 2 смеются. Я просто офигел, блин. И туда видео нельзя закинуть. Просто оно взято откуда-то, не знаю откуда. Но просмотрело у него там 463 человека, блядь. Просмотрело. Я хз, кто туда ему закинул. Значит, чувак, короче, из откуда-то, не знаю. Значит, смотрит он тоже. Или с телеги он с моей вытащил, или с ТикТока скопирнул, блядь. Наверное, с ТикТока, наверное, взял его. Хз, короче. Вот это видео, мое видео, да, реально стоит там мое видео. Новое видео притом. Которое недавно я его обновлял, короче. Куштау онлайн называется. 1360 подписчиков у него. Интересно. Там можно написать комментарий вроде бы.
Наконец-то вот комментарий пошло. Шундыхаль, дуслар. Короче, тогда будем прощаться. Будем думать дальше, что делать. Ну, ничек болса да бізге нәрсеке. Бұл күрәшне алып барырга кирәк безгә, туктамаска. Һәм нык тиз арада Мәскәүгә барырга кирәк безгә. Тиз арада бу хәлне күтәрергә кирәк. Вот так шулай. Максимально вот. Если Габбасов, как говорится, хочет включаться в это дело, дайте ему каким-то образом знать, вот пусть прослушает мои видосы, послушает, дайте именно те моменты, которые ему надо услышать, чтобы он начал действовать. А Аблай ходить там, собирать петицию там, блядь, нахуй, на то, что, блядь, нахуй там будет в Башкортостане что-то, не будет в Башкортостане что-то, блядь, життонды эшләр эшләмәгез уже, хватит уже. Ерундой страдать не надо. Вакыт юк, понимаете? Кашапов уже бабай, блядь. 66 яшьлек. Габбасов там миннан зур икән. 80-нче елгы вроде бы, как я понял. Ничанче елгы ул Габбасов. Вы думаете, что, вечные, что ли, они, блядь? Булар киткәннән килгән, без киткәннән килгән, бездән соң беркем алып бармый бу эшне. Вы останетесь сами по себе. И никто из вас еще не встал даже. Поэтому я и говорю же, хотя бы встаньте, присоединяйтесь с нами, чтобы потом вы тоже кого-то обучили к этому, если у нас не получится, не успеем. Или там попробуем и не доделаем. Сдохнем по дороге. Поэтому надо распространять таким образом, чтобы безнең кебек кешеләр должны брать ответственность в свои руки, что они, как говорится, тоже будут вести такую же тему по уничтожению Москвы. Только уничтожив Москву, мы начнем делать свои цели. Вот, допустим, эта цель может быть какая? В первую очередь, выход из нищеты. Вот самый глобальный выход из нищеты, чтобы бүтін Башкортстан һәм Татарстан халкы мискинлектән чыгуын ярдәме только дәүләт үзе бүтін җирдән перекроет, грубо говоря, поможет всем мискинам, чтобы они стали на ноги. Только таким образом. А по-другому никак. Народ, который сейчас в бедствии, да, грубо говоря, он никогда не сможет подняться с колен. На ноги он не сможет встать, потому что ул шул интигуда уже, не знаю, там, 500 ел дiyerге можно, 100 ел diyerге можно, ну, окончательно 25 ел diyerге можно. Как Путин приперся. Хотя бы. Это можно понимать. Брать как бы в дело. 25 ел – это срок, грубо говоря, полжизни человека. Вот и все. Из-за этого у нас огромные, колоссальные проблемы, которые мы должны решать, туганнар. Так не пойдет. Шулай. Шундый хәл. Тогда исән сау, тыныч йокы бөтенегезгә, или тыныч утро у вас уже, ё-моё. Я, короче, прощаюсь. Меня уже кроет конкретно. 5 сағат 25 минут булганмын сез белән. Потом посмотрим, сколько людей было. 13 лайк. Ну, максимально торатагыз, максимально. Прям записывайте. Экранда ничего не мельтешит, ничего нет. Просто это дерево. Можете просто записывать звук на аудио. Запишите и херачь нахрен по ватсапам. Накидайте, блин, и все. По ватсапам, по группам, везде, 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 везде. Вот как вот Куштау онлайн. Мое видео там уже есть. Я рад, что хоть кто-то понимает, о чем речь идет. Но
Комментариев нету. Ну, рахмат тогда. Тыныш күн sizga уже.